Ассаламу алейкум, добрый вечер, приветствую всех, витаю вас, друзья. Сегодня 22 февраля 2022 года. С вами снова я, Уарти Аслан, на канале Реалити. Сегодня у нас Zoom стрим. Все желающие, то есть, могут принять участие. Сейчас я вам дам ссылку на Zoom конференцию, и все желающие могут присоединиться. Тема сегодняшняя: война в Украине, большая война, которую развязал Путин со своими террористами. Так, все желающие могут заходить и говорить свое мнение. Запрещается оскорбление, мат и все. И пропаганда, российская фашистская пропаганда. Нет фашизму, как говорится. Лунный свет, алейкум ассалам, приветствую тебя, Валар Моргулис. Путин от кричалок в полуфинале одурел, ну да ладно, все равно Путин. Ла-ла-ла-ла-ла, планета Земля. Да, как-то так. Ассаламу алейкум, Маш Дуэшу, приветствую вас. Ва алейкум ассалам, приветствую. Оксиген Гоу, слава Ичкере, слава Украине, смерть ворогам. Героям слава, приветствую вас, Оксиген. Так, ва алейкум ассалам, Ури. Всех вас приветствую, друзья. Сегодня, еще вчера, когда у нас шел стрим, уже писали, что Путин признал ЛНР и ДНР. Ну, в принципе, это все ерунда, да. Мы знаем прекрасно, что российские войска там находились. Мы знаем, что с 2014 года Россия ведет войну с Украиной. Никакие это не крымчане, никакие это не лугандонцы. Это самая настоящая российская армия. И если у кого-то были иллюзии, то они развеялись после того, как Россия присоединила к себе Крым, что, вообще уже отрицать просто невозможно то, что делать. Я посмотрел вот это собрание, сходку Совет Безопасности, как Дудаев их называл, Совет Опасности. На этом Совете Опасности Путин всех своих подельников повязал, вынудил их сказать, и они, в принципе, и сказали, что они являются, они желают того, чтобы как можно чтобы часть территории Украины была присоединена, сперва была признана как бы якобы независимой и так далее. Но, знаете, есть такое понятие презумпция невиновности. И, конечно, это один из основных принципов в праве, это очень важно и так далее, и так далее. Но это в уголовном праве. А в гражданском, в коммерческом праве есть такое понятие, как презумпция виновности. Это когда истец должен доказывать, что он не виновен. Вот эту презумпцию виновности к Путину уже давным-давно пора применить и не ходить вдоль да около, там, что Путин там сделает. Подождем, пока он признает. После того, как он признает, мы ему влепим санкции, там еще что-то сделаем, еще что-то. Ничего подобного, конечно, в этом нет. Ничего, не надо этого делать, конечно же. Путин и КГБ, ФСБ уже давным-давно себя зарекомендовали как организованное террористическое сообщество, группировка, и соответствующим образом нужно поступать. Но почему-то весь мир, я не знаю, может быть, Путина затягивает побольше в это болото. Может быть, ему предлагают: давай, ничего не будет, давай. Но посмотрим, что из этого выйдет. Будем активно освещать ситуацию вокруг Украины, в войну эту будем освещать, будем
всячески поддерживать. И в случае признания нашего государства Верховной Радой, президентом Украины, то, конечно же, мы готовы оказать каждую посильную помощь, которую может. Но я могу говорить только пока за себя, я могу, конечно же, только за себя сказать. Ну или там за своих близких людей. Поэтому за всех говорить я не имею права, не буду, но ждем признания. Это признание должно было произойти еще в 90-х годах, когда Джохар Дудаев был еще жив. Ну, сейчас мы хотели бы, чтобы Украина нас признала хотя бы сейчас, хотя бы ради себя. Если это не делается уж ради нас, такого нет, в принципе, в мире. Каждый сам за себя, к сожалению. Ну вот, сейчас настало время. Много чеченцев, ну, чеченцы все на стороне Украины, скажем так, подавляющее большинство чеченцев. В этом вообще нет ни малейших сомнений. И даже нагнанные головорезы, которые там из российских оккупационного контингента, или частная военная компания, или частная военная компания не совсем верно, как Вагнер, в прошлый раз я говорил об этом. Это скорее как попы, путинское охранное предприятие, они скорее всего. Ну вот для получения опыта, ну и конечно же им нельзя быть в стороне, они должны принимать участие, потому что Путин вот этой своей гвардией запугивает свое окружение, держит их в узде. И если они не пойдут туда воевать, то, конечно же, будут претензии, вопросы будут у окружения, скажут, мы же подчиняемся, боимся попов путинского охранного предприятия. Но при всем при этом, когда мы воюем, они воевать тоже должны, им скажут. И, конечно же, их будут посылать, и будут посылать в самые тяжелые места, чтобы как можно больше их проучить. Но это уже их личное дело, а наше дело быть на стороне справедливости. И, конечно, я был бы вообще за то, чтобы не было войны. Многие были бы. Но, увы, к сожалению, ситуация вот такая. Но мы будем продолжать. Это, еще раз говорю, это крах России, это смерть России, это основательного, окончательная точка, которую ставит Путин на своем будущем и на будущем фашистской России. Это не может нас не радовать. Нас не радуют смерти, которые будут, ранения, которые будут мирных граждан, украинских военнослужащих и добровольцев. Но вот, к сожалению, Россия запустила так далеко вот эту болезнь, что вот сейчас она коснулась и Украины. Ну, посмотрим. Так, давайте я вас поприветствую. Так, всем салам, шалом, шалом, Исаак Шмулевич. Как вы там, мои братья и сестры? Желаю вам здоровья, свободы от русизма и много денег. Тодораба. Как сказал наш гениальный поэт Аптиби Султанов, мир застрял в своей трусости. Абсолютно так. Все думают, что как бы обойдется, пронесет. Но вот не проносит. Не проносит. Так, не хочу, чтобы признание Ичкерии выглядело ответкой на Лугандонию. Давно надо было сделать. Оксиген. Абсолютно с вами согласен. Конечно же, это нужно было делать давным-давно. И признавать Лугандонию и потом признать Ичкерию, если это будет как ответка, то, конечно же, тогда Лугандонию, которую русские так сильно хотят сравнивать, хотя у них нет никаких шансов сравнивать Лугандонию с Чеченской Республикой Ичкерии, ну, в чем-то тогда будет похоже. Да, может быть, не нужно это делать так, нужно это делать не как в ответ признания, а в ответ того, что я говорю. Я как чеченец, и мы, я думаю, со мной многие будут солидарны, готовы
помогать Украине, если Украина нас признает за равными, да, а не так, что потом мы окажемся россиянами или потом, нет, так не должно быть. Мы признаем целостность Украины, мы признаем, уважаем суверенитет Украины, поэтому Украина, украинская власть, украинский народ и так нас поддерживает, но украинская власть должна точно так же отнестись к нам. И только в таком случае наши взаимоотношения будут равными. Поэтому тоже сравнение Лугандонии и Ичкерии, я об этом еще лет, наверное, 5, наверное, писал, и многие об этом писали, что это никакое, вообще близко даже не стоит. Это 1000 лет наша земля, Лугандонская земля, это после Голодомора заселена колонистами и потомками или самими НКВДшниками и так далее. При всем при этом чеченская, знаете, Лугандония, она похожа на наш определенное время бывший Натеричный район. Вот у нас тоже появилась вот территория, которую русские питали оружием, своими наемниками, своими бандитами своими, финансировали, помогали всячески. И там, на Теречном районе, у нас там заседали коллаборанты, русская агентура, ну как сейчас Пушилин, который бывший раньше Захарченко там, и так далее. Просто сейчас события, которые происходят в Украине и события в Чечении, их можно сравнить как Чечению, как в миниатюре. Та же была и Лугандония, и тоже были и как наподобие Крыма такая территория была. Но они ее не присоединяли, потому что как бы уже объявили, что это она вся их. И Запад промолчал. Так. Ну, как бы сделал такой занял соглашательскую позицию. Поэтому у нас свой язык, у нас своя культура, и мы не являемся сепаратистами. А вот лугандонцы, у них нет своего языка, у них нет своей культуры, это не отдельный народ какой-нибудь лугандонский, это русские и другие, там, украинцы, и другие народы, которые там проживают. Вот такие вот дела. Сегодня, смотрите, есть ссылка, и прошу вас заходить по ссылке Zoom, нажимаете подключиться к конференции, вот увидите, где выделено Reality HRCI. Вы можете зайти и рассказать, какая ситуация. Сейчас к нам подключатся наши друзья, товарищи. И будем потихонечку обсуждать эту тему. Так, пока я почитаю ваш комментарий тогда. Украина нас достаточно поддержала в свое время, только украинское ТВ показывали наши беды и страдания в те времена. Мухаммад, я, конечно же, согласен с тобой, что ты говоришь. Украина, конечно, поддержала, но не согласен вот со словом достаточно. Недостаточного это не было, конечно. Были люди, которые и сражались в Первую войну за нас, и гибли, отдавали свои жизни. Они есть награжденные украинцы высшими наградами нашей страны. Ну, конечно, она была недостаточной, скажем так. Но об этом сейчас мы не говорим. Это сейчас не то время и не то место, где мы сейчас это будем обсуждать. Нет, у нас сейчас другая повестка. Мы должны поддержать Украину всячески, как мы можем. И очень, очень болезненно, очень неприятно то, что сейчас с Украиной происходит. Искренне очень переживаю за то, что там сейчас происходит. Ну, посмотрим. Я просто уверен на 100%, что Украина выстоит. И именно поэтому, что они проиграют, русские, они поэтому не суются и вот так нагнетают.
И знаете, помните, американцы говорили еще несколько дней, недель назад, от Блинкина я это слышал, госсекретаря Соединенных Штатов, что Россия будет воевать под чужим флагом. Вот этот чужой флаг как раз и получается флаг ДНР или ЛНР, или как их там они называются. Поэтому я так думаю, они сейчас войдут в Украину, оденут форму лугандонцев и начнут дальше пробовать пробивать коридор. Сколько смогут, столько попробуют захватить территорию. Ну, посмотрим. Я уверен, у них это не пройдет. Это не пройдет. Я разговаривал, много чеченцев сейчас в Украине. Все ждут просто с нетерпением, когда же попрет, да, это орда, но они пока не идут. Ну, посмотрим. Посмотрим. Алви Машволь, гражданин Ичкерии, Машволь. Вистол дель, как умацелес. Машволь. Альви, скажи свое экспертное мнение, как ты видишь ситуацию, складывающуюся вокруг вот этих событий. Ну, у меня есть две новости. Одна хорошая, одна плохая. Угу. Плохая – это Путин все же решился на войну, но решился не как это сначала планировалось, вот это с ударами с севера, с юга. Там. Он решился опять на гибридную войну, на их там нетов, но уже крупную гибридную войну. Такая большая гибридная война Путина. Вот сейчас, скорее всего, народ пойдет на это слово. Большую гибридную войну он затевает. Хорошая новость то, что они не будут использовать авиацию. Почему они это не будут, я вот недавно выяснил. Оказывается, вот украинцы это скрывают, как бы это такая секретная информация, видимо. Дело в том, что одна из балтийских стран предоставила Украине вот эти комплексы ПВО норвежские, в которых американские ракеты. Это очень такой суперсовременные комплексы с американских самолетов. Вот дальнобойная ракета, вот эта Амрам, она в этом с земли запускается. Из-за этого у нее дальность чуть поменьше, там сильно поменьше дальность самолета, она может и на 100 километров, и на 150 самолет сбивать. А когда она с земли запускается, там радиус у нее ограниченный. В общем, вот эти комплексы Украине переданы. И русские недавно дали понять, что они это знают. То есть такую информацию просочили специально. То есть они понимают, что поскольку вот это там самолетная ракета, то вот что я говорил, помнишь, над Украиной будут сбиваться вот русские самолеты, если они будут туда залетать. Именно вот этими, как бы, покрыть вот этих ракет, там американцы настругали очень много, там 17 тысяч, по-моему, их выпустили всего. И когда вот смотришь эту английскую Википедию, там обычно записано количество произведенных ракет и кто их использует, какие страны. И вот там я нашел в самом низу неоткрытый пользователь, то есть закрытый пользователь. Это как раз Украина, видимо. Вот из-за этой новости с авиацией, короче, русские не попрут. Скорее всего, будет вот такая массированная, такая ракетный артиллерийский удар, и отгрызаться будет. Путин, похоже, намерен вот такое поражение им нанести. Он даже вот именно в этом заинтересован. Типа вот они там всей силой стали, мы тут всей силой стали, и мы их ломанули, типа. Вот с этой мыслью он собирается как бы украинцев принудить вот это. И там, конечно, когда он уже вот этот... и еще он признал Луганскую и Донецкую вот эти псевдореспублики в этих границах областей. Да. То есть, это автоматом значит, что он собирается воевать. Это там не может быть чего-то другого. Потому что если бы он сказал, что признает их по факту захваченных границах, то тогда еще можно было сказать, что он собирается
снова такую спячку спасть на 2-3 года, пока снова там какую-то подлость не придумает. А раз он говорит, что в этих границах, то он вот гибридно собирается их забрать. Ну, и, конечно же, когда он этот забирать будет, они автоматом еще кусок возьмут, там Мариуполь, дорогу на Крым, еще. То есть они рассчитывают вот такую гибридную, вторую гибридную войну с Украиной начать, большую гибридную войну начать. Ну, примерно так мое мнение. И сейчас, похоже, видно, что карты уже на столе. Ясно, посмотрим, будем наблюдать. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Бойс Харбов, Шигар Виловой. Машур Мусим, что у тебя есть сказать, Мусим, по этому поводу? Как ты относишься к событиям, разворачивающимся в Украине? Надо давить на газ по полной, пока на самом деле не останется, чтобы пока не осталась Россия, которую можно увидеть с окон Кремля, как говорим по углу. Да. Так, почитаем. Украинцам нельзя ни на миллисекунду расслабляться. Надо газовать, надо идти вперед. Если дадут немножко слабинку, то они могут увидеть ту же картину, которую они сегодня видят в Чечне. И самый актуальный и самый хороший пример — это Чеченская республика, временно оккупированная. Посадят такого же Кадырова, у кого только 3 класса образования. И вот он будет издеваться над украинским народом, свободолюбивым украинским народом. Предсказание Джагара Дудаева, первого президента Чеченской республики Ичкерии, вот сегодня она сбылась окончательно. Так что мой посыл украинцам: будьте стойкими и не давайте шагу назад. Так, Баркал Альвейстана. Я еще хотел добавить, Аслан, наши предсказания украинцам, вот, которые мы совсем недавно сделали, вот они сбываться начали. Они, вот эти русские террорюги, они нанесли удар по вот этим трансформаторам, короче, этой Луганской электростанции. Там 40 тонн, вот в одном трансформаторе 40 тонн масла, это все горит сейчас. Это миллионы долларов, чтобы это все восстановить. То есть там уже нету света. То есть они специально вот так делают, чтобы население вот это страдало. Никакого же смысла им нету, вот, как казалось бы, бить по этим объектам инфраструктуры, которые потом будут использовать. Типа на захваченном же им тоже свет нужно. А они специально вот эту электростанцию мочат. То есть, чтобы народ вот так, короче, страдал специально. Вот именно так они и дальше будут действовать. Вот как мы вам говорили, вот первое, что надо им, не надо им, они будут делать так, чтобы население страдало. Что как можно, будут там электростанции, они будут мочить колодцы, они будут колодцы травить. Они будут делать все, чтобы у вас была тяжелая жизнь из-за войны. Это учитывайте, украинцы. Так, у нас тут украинцы пишут. Заходите, друзья, заходите, вы высказывайте свое мнение, говорите, не бойтесь, это не страшно. Так, посмотрим, что тут пишет. Викинг. Литакам мы дамо Витсич. Так, субъект Владимир, не вопрос. Да. Зеленский ошибка, и народ платит за ошибку. Но надежда есть, говорит лунный свет. Викинг. Рашистский летак не долетят на вид до Харькова. Дени, короче говоря. Ты можешь остаться с Рашкастаном, я никогда не был россиянцем и не буду. Правильно, Дени? Россиянцами мы быть не можем, это добровольно, по крайней мере. Мы не можем это признавать. Так что вот такие вот дела. Я думаю, что да, на самом деле
они будут сейчас пробовать на прочность разные места. И, конечно же, есть большая вероятность, что внутри Украины, ну, в глубине Украины, ну, допустим, в столице или еще где-нибудь, скорее всего, в столице, будут попытки каких-нибудь террористических диверсионных актов, убийства оппозиционных или своих явных врагов. Списки американцы сказали, как мы понимаем теперь, что американцы имеют, видимо, очень хороший источник информации, скорее всего, наверное, это и прослушка в том числе телефонных разговоров. Поэтому нужно быть сейчас очень внимательным. Теракты, убийства, ну вот, как положено террористам, сейчас начнут русские фашисты действовать. Аслан, мы чекаем их, Викинг. Так, отлично, Викинг. Жень, Украина. Спасибо, но я думаю, ничего они не возьмут. Я в это верю, за 8 лет не взяли. Ну, попробовать могут, попробовать могут. То, что не возьмут, это понятно. И нужно, мне кажется, просто, не хочу сейчас пока ничего говорить пока, но нужно контр наступать. Светлана Хадзевич, Асан, спасибо за поддержку Украины. Сынок, спасибо тебе, храни Бог Ичкерию, Грузию, Украину. Дуже дякую, Светлана. Боже, храни Украину. Дай Бог, чтобы Украина выстояла, и она выстоит, я в этом нисколько не сомневаюсь. Все будет Украина. Слава Украине. Так, Муслим. Запустим Муслима. Во, Муслим, вот это лучше фотография, чем вот этого мерзавца нам тут смотреть. Так, Адуда Улютук. Так, это не мне, Украина. Я понялся. Я говорю, вот эта фотография лучше у тебя. Понял. У нас даже люди возвращаются в страну, полные самолеты с детками. Обычно люди возвращаются, депутаты уезжают, а люди возвращаются, говорит Жень, Украина. Да, ну, то, что происходит в Украине, ну, депутаты бегут там и так далее. Конечно, многие люди, которые являются политиками, или скорее их можно назвать политиканами, которые, да, они, может быть, немножко грамотные, может, немножко язык у них более подвешен, но при всем при этом у них нету стержня, и не у всех, конечно, я у некоторых говорю, и они зарабатывают деньги. Политика — это бизнес. И в Украине, которая, нужно признать, есть коррупция, и она такая нормальная, эти люди очень хорошо зарабатывают. Что не скажешь об обычных рядовых гражданах. И, конечно же, гибнут обычные рядовые граждане, депутаты, хотя следовало бы всему депутатскому корпусу. К нам сегодня зайдет Хусейн Исханов, он депутат второго созыва, замыкающего созыва Чеченской Республики Ичкерия, и он сражался, и так многие сражались, хотя некоторые и не сражались, и дезертировали, хотя были, которые погибали, и сражались, и так далее. Ну, как и везде, наверное. Поэтому этих депутатов, этих политиканов сейчас самое время, когда крысы бегут с корабля, фиксировать, и завтра просто никому из них нельзя будет близко подходить к власти или к рычагам управления в Украине. Ну, посмотрим. Так, давайте еще я прочитаю комментарии. Кто такой Путин? Он, по сути, это ничто, это подворотня, шпана подворотня, Шульдамаг. Да, абсолютно согласен, Шульдамаг. Закрзевский. Как всегда, лайк Аслану. Дуже дякую, Закрзевский. Викинг, героям слава, свободу Кавказу. Дуже дякую. Так, лунный свет. Самое время расправиться с предателем внутри страны. Но как это сделать, если даже вокруг президента предатели? Ну, не знаю, это уже слишком вопрос, который я не смогу вам ответить.
Плахтер Алексей, положение в Украине для Путина неприемлемо, поэтому атаки будут гибридными. Но они уже идут, эти гибридные. Счастье обстреливают ствольной артиллерией, говорит Жень. Да, я тоже это видел, не знаю, это инсценировка этих оккупантов или это уже идет обстрел на поражение, не знаю, посмотрим. Я смотрел в Фейсбуке, у меня есть там грузины, друзьях, которые сражаются сейчас в рядах защитников Украины. И там я видел обстрелы и жилых массивов. Посмотрим, что будет, но эскалация просто усиливается, мы замечаем. Фрай Рокки, Аслан собрал нас всех тут здравомыслящих. Да, и я вам очень рад. Спасибо, что заходите, и давайте вместе бороться с пропагандой российской и вместе помогать Украине. Всех здравомыслящих объединяем. Здравомыслящие всех стран, объединяйтесь, как говорится. Так, я слухаю вашего барда имама Алим Султанова. Да, отлично был бард. Так, хватит предположений. Более чем вероятно, что войска зайдут на территорию Украины, уже тем более в эти два региона. Мухаммад, они уже давно вошли туда. Они под видом разных добровольцев, отпускников, их там нетов там, и так далее. Поэтому они уже давно там. Просто сейчас подошло подкрепление, которое еще не меняло свои нашивки, свои вот эти лычки и так далее. Все это они, конечно, поменяют. И под видом, ну вот теперь я просто понимаю, что имели в виду американцы. Они говорили, что под чужим флагом они будут вести боевые действия. И да, под чужим флагом они, скорее всего, вот под флагом какого-нибудь ДНР или ЛНР, они сейчас начнут воевать. Ну, как бы, ничего это не меняет. Он даже по цветам, там, кроме одного цвета, там, похож этот флаг. Ну, и даже, ну, какая разница? Управляет Путин. Министерство нападения России управляет. Оружие русское, солдаты русские, деньги русские. Ну, о чем мы говорим? Никакая это не борьба за какую-то свободу какого-то Лугандонии и так далее. Это все, это ложь. И самое главное в этом во всем, это даже не борьба за русских, которых ущемляют, угнетают украинцы. Это ложь абсолютная. Я был в Украине, в каком году? 3 года назад. Там все таксисты, там, я не знаю, там, до любого полицейского, все с тобой на русском языке говорили. И вообще не было никаких проблем. Наоборот, я даже был немножко недоволен с тем, что какое отношение к России там, и так далее. Поэтому это все ложь. Вся задача Путина это сохранить свою власть. Он теперь прекрасно понимает. Помните, Саддам Хусейн напал на Кувейт. Он включил Кувейт в состав своего Ирака, потом напали американцы, отбили. И хотя он долгое время был с ними дружил и так далее. И уже когда отношения испортились, он открыто уже начал себя вести и как бы наплевательски относиться ко всему. Потому что он понимал, что все, отношения испортились безвозвратно. Путин понимает, что санкции, он же сам говорит, в любом случае они будут накладывать санкции. И безвозвратно отношения Путина и фашистской России испорчены. Наша задача и чеченцев, и украинцев, и грузин донести до Запада, а если некоторые западные политики или политиканы начнут вести какую-нибудь свою игру чисто ради своих интересов, даже иногда личных интересов, мы должны подправлять их, объяснять им, что дело не в одном Путине с Патрушевым, дело в КГБ, в ФСБ,
системе, образовательной системе, вот в этих разных академиях ФСБ и разных юридических вузах, где они там, как и закладывался Советский Союз, да, как революционное движение, которое во всем мире должно было совершать революции и захватывать власть. Об этом еще Абдурахман Авторханов писал, что Ленин говорил, что ему достаточно, Ленин, Сталин, уже при Сталине, что им достаточно 10-15 революционеров, и они могут перевернуть, сменить власть в любой стране. И это террористическое образование, вот, СССР, как он образовывался, был костяком армии, охраной всего этого, было НКВД, ЧК, ВЧК, НКВД, КГБ, ФСБ, и они нисколько не изменились. Они те, кем они были, террористы самые настоящие террористы. И мы должны донести, что вы не можете с ними договариваться. Вся их сущность бешеных зверей, понимаете, это вот в чем все западные политики, они не понимают. Некоторые не понимают или даже не верят в это. Как вы, украинцы, не верили, когда мы вам это говорили. Как многие другие не верят теперь вам, когда вы говорите, что... Я здесь, в Германии, когда сюда вернулся с Украины, я встретился с одним там из Шрёдерской партии, с одним старичком, и он мне доказывал, что в Украине за русский язык, просто если вы говорите на русском языке, вас забирают полицию, вас избивают там, и так далее. Это абсолютная ложь, я говорю. Я только что оттуда приехал. Там все говорят, в Киеве все говорят на русском. От таксиста там, заканчивая полицейским. О чем вы говорите? Нет, он меня убеждал. В конце концов, он меня выставил из своего этого офиса, потому что мы с ним просто поругались. Так, приветствую вас, Женя, Нестор Воля у нас. Рад вас приветствовать, Нестор Воля, Женя. Кто хочет взять слово, пожалуйста, вам слово. Выключите микрофон только. Нестор, давно не виделись. Слава Украине! Героям слава! Как меня слышно? Отлично тебя слышно и видно. Салям алейкум, друзья. Алейкум салам. Ну, я хочу в двух словах. Алейкум салам. По поводу заявления, не знаю, обсуждали или не обсуждали, я хочу ситуация в Киеве по поводу заявления правительства Ичкерии, если это актуально по теме. Да, актуально, конечно, говори. Да, решение принималось быстро, и скажу честно, в Киеве я еще не знал прямо уж так 100%, насколько серьезна эта идея создания гражданского комитета, создания трибунала за украинской инициативой. Тем не менее, я благодарен правительству республики Ичкерия. Я вот неправильно ударение ставлю. Да, Ичкерия, правильно. Вот сейчас ты правильно сказал. Мне на русском вообще сложно уже говорить, честно тебе скажу. Очень серьезный уровень этой идеи. Один из инициаторов — это Владимир Василенко. Он один из создателей с юридической стороны Будапештского меморандума, представитель Украины в ООН в свое время, уполноваженный посол. Потом он был по поручению ООН судьей в Международном криминальном суде в Гааге. Это один из инициаторов создания вот этого трибунала. Он уже не молодой человек, тем не менее у него в помощи есть молодые ребята, адвокатское бюро, и такие они очень настойчивые. В общем, я пришел сказать, уверить своих друзей, тебя, Аслан, что эта идея, которая сейчас в Киеве была озвучена, она серьезная, и она будет иметь развитие. Большое спасибо, еще раз хочу поблагодарить всех своих друзей, Хамзата, Розу и всех остальных, которые помогли оперативно это решить, этот вопрос, координировали с кабинетом министров Ичкерии. Ну, в общем, в Киеве ваше заявление имело очень такой, знаете, позитивный отклик. Очень люди... Мы сейчас встревожены, и у нас, конечно, в первую очередь вторжение, которое сейчас приобретет новые формы, не просто
оккупация Луганска, Донецка областей, а мы сейчас готовимся к прямому вторжению. Несколько планов обсуждается. Конечно, один из самых активных – это обострение ситуации на востоке Украины и вступление российских войск с стороны севера на Киев. У нас тут близко от границы довольно. Будем оборонять города. Скорее всего, к этому варианту и придет. Вот это я хотел так в двух словах. Если есть вопросы, я отвечу. Нестор, сейчас, Женя, я вам дам слово, только минутку у меня тут уточню немножко у Нестора. Да, спасибо тебе за эту информацию. Я смотрел твое выступление на митинге, где ты зачитал обращение от имени правительства. Скажи, пожалуйста, как это, в каком формате и как это будет? От имени Украины это будет происходить, заявление о геноциде чеченского народа? Или как это все должно выглядеть? Вот на сегодняшний день ситуация такова. Огласили про создание комитета. Первая сейчас у нас задача, на которой мы очень сконцентрированы сегодня, это организация сопротивления, которая, возможно, будет необходимо делать в Украине в случае российского вторжения. Задача трибунала пока на втором месте. Это будет не от имени Украины, скорее всего. Все-таки это международный комитет, и вот это приглашение долучиться до этого комитета, присоединиться к этому комитету, это в расчете на международное участие. Но в криминальный суд, я же не юрист, да, я не могу так комментировать, и я не есть таким ответственным лицом, я все-таки больше коммуникатор между разными группами, между разными людьми, которые борются с рашизмом. Моя роль все-таки больше коммуникатора. Я так правильно на этот вопрос сегодня не отвечу. Извини, пожалуйста. Все, спасибо. Все, спасибо. Тогда мы еще про Украину поговорим. Сейчас я просто дам слово Жене, так как она поднимала руку. Жень, пожалуйста, тебе слово. Здравствуйте. Я хотела просто сказать два слова, что я отконтактировала кое-кого в Европейской солидарности и в «Слуге народа». Значит, я послала наш стрим прошлый, вот, и я сформулировала, но дело в том, что, значит, по «Слуге народа» ответа пока нет вообще, то есть они, видимо, переваривают. А по европейской солидарности они говорят, что, на их взгляд, очень опасно, но, с другой стороны, говорят, у нас уже есть закон, в принципе, про иностранных добровольцев, и есть вокруг грузинского легиона, там собирается официальный легион. Вот это я хотела из фактов своих поделиться, что у меня произошло, то есть, что я... Да, Женя, а скажите, а какая ситуация вообще? Какие-нибудь боестолкновения? Они говорят, европейская солидарность, они говорят, мы считаем, что это пока опасно, пока не дадут именно вот письменно и внятно. Ну, то есть они считают, что опасно. Ну, они не говорят, мы не можем сказать, что это безопасно для людей, поэтому мы не это самое. Ну, вот я передаю как есть. Я могу вам потом в чат скинуть историю переписки. Спасибо. Нестор, вас не слышно, включите микрофон. Извините. Я могу дополнительно прокомментировать. Вот, если про события ты хочешь сказать, да? Ну, вот про... Женя меня зовут. Здравствуйте, Женя, да? Я из Харькова. Да, извините. В воскресенье было ВИЧ на Майдане, где это заявление оглашали. Безусловно, приглашение на это ВИЧ было для всех патриотических сил в Украине. И, конечно, одно из самых первых приглашений было для Европейской солидарности. Как организация, она в этом ВИЧе не принимала участия, только отдельные депутаты. Я скептичен. Я скептичен к партийным инициативам. У них сейчас главная задача – это борьба в парламенте. И они сейчас на этом сконцентрированы.
Но все равно надо дать им, как это сказать, надо дать им шаг на реакцию. Ну, то есть, как бы, давайте не будем сейчас их плохо комментировать, вдруг они хорошо сыграют эту роль. Так, я еще хотела одну вещь сказать, извините, можно я два слова еще Да, скажу конечно. буквально? Никак не связано с предыдущим текстом. Сейчас, значит, по поводу, к чему бы хотелось нам стремиться. Смотрите, недавно выложено видео на канале Rushkin Report. Это очень... Рашкин – это фамилия человека, который ведет этот канал, и он сказал, что вообще Путин должен четко понимать, что у него будет, ему светит доля Бен Ладена, когда будет выписан просто ордер, в котором будет написано «доставить живым или мертвым за награду такую-то». И говорит, и все, то есть вот к чему идет. И вот в эту точку надо как-то бить, что то, что он сейчас делает, является настоящим военным преступлением. Например, вот вчера ребята там засняли, что Луганск обстреливали с оккупированной территории, спящий, сонный Луганск, предупредили ополченцы, предупредили своих же луганчан, чтобы они залезали в подвалы, чтобы их не обстреляли. То есть, короче говоря, за 5 минут до обстрела обстреливали русские, военные, кадровые. А ополченцы, которые случайно об этом узнали, они предупредили, и успел народ как-то худо-бедно попрятаться. А второе было вчера обстрел Донецка тоже с оккупированной территории. Они развернули именно крупнокалиберную артиллерию, и один человек заснял это со своего балкона, вышел покурить и заснял просто издалека. Он говорит, вот смотрите, вот там находится Горловка, Макеевка слева, а вот там Донецк. Вот видите, говорит, выходы, траектория. И видно прямо, знаете, вот эти грады, когда Сами летят, свои. их же видно. Грады видно, да, они издалека их видно, очень яркие, они в темноте, их видно прям траекторию. То есть надо поинтить, вот этот поинт, если if possible, на всех вот этих вот каких-то коммуникациях международных, что это даже не война, это терроризм против населения, с депортацией населения, с обстрелом мирного населения, это настоящий перечень военных преступлений. Вот as is, понимаете? И вот и мы добьемся, что вот этот Рашкин, он впервые это сказал in public. Понимаете? То есть он это сказал in public, записал видео, выложил на канал и сказал, смотрите, к чему идет. Вот тенденция идет к выдаче ордера на поимку живым или мертвым за награду. Вот так. И только нам надо постоянно вот в эту точку бить всем. Вот это все, что я хотела сегодня громко сказать. Тогда отключаю звук. Спасибо. Спасибо. Это очень важно, то, что вы говорите. Согласен. Альви, тебе слово, пожалуйста. Я хотел немножко прокомментировать. Слишком оптимистичные. Это все-таки прогноз или желание, чтобы на Путина ордер выдадут там и задержат. Это как бы проблема же не в Путине. Это вся система такая, там мощнейшая система, которая за эти 20 лет, она так сильно укрепилась, вовлекла столько людей в это, вот там порочный круг людей, которых все вымазаны этой кровью, этой коррупцией, этим бандитизмом, этим наркоторговлей, чего только они там не делали. Поэтому это уже только через внешний проигрыш войны такой режим может впасть. Никаких внутренних этих ресурсов для смены режима или в России нету. Там все задавлено. Железная рука. Вот так по-сталински. Это раз. Второе. Вот тип войны, вот я примерно могу предсказать, что Путин будет делать. Скажем так, вспоминая, что они делали у нас. Хотя это разного калибра страны и разного типа войны, но примерно что они делают, вот в данный момент Путину, ему не нужно там посылать там танковые атаки или что-то такие вещи делать. Они подгонят вот это через вот этих переодетых их там нетов, границы, вот где украинская и Россия, скажем так, вот эта лугандонская группировка с русскими их там нетами, и будут
артиллерией и ракетами все время долбить населенные пункты на украинской стороне. Все время будет. Пока все оттуда не уедут. То есть пока там жизнь, скажем, не будет невозможна. То есть они там все электростанции, все водокачки, все подстанции, все, что можно, все коммуникации, все разрушат издалека. И оттуда народ свалит. Потом они зайдут на эту территорию. Потому что если там и украинские военнослужащие будут сидеть, короче, и они тоже не будут месяцами под бомбами или под этим артобстрелом сидеть. Надо же как-то отвечать. А Украина вот эту возможность возмездия, она не сделала. И у нее было 7 лет, чтобы сделать оружие возмездия. То есть если вот сейчас они по этой электростанции ударили, русские, подпалили вот эти трансформаторы на миллионы долларов, вот в случае, если есть оружие возмездия, наносят такой же удар, и такие же трансформаторы на территории России горят, и они получают ущерб. Только так русские понимают. Они не понимают, если все время Украина будет вот такую жертву, они будут все время по ним бить, и это будет деморализовать армию, и они потихоньку будут отгрызать тут кусками Украину. Это проигрышная стратегия заранее. Вот эти 7 лет Украина не создавала оружие возмездия. Это тот же Гром-2, там же можно было наклепать их уже там штук 100. Тот же этот комплекс Нептун, их тоже можно было наземный вариант сделать. Там смешные деньги по сравнению с бюджетом украинским. Но и этого не было. Без возможности ответного удара, без оружия возмездия вот этого Путинюга не остановить. Если вы помните, была такая война, Ирако-Иранская война. Кто постарше, он помнит, наверное. Постоянно в газетах вот писали вот это, как вот они друг с другом воюют. Вот это Саддам Хусейн все время пулял по Тегерану этими скадами. Поскольку скад не долетал до Тегерана, они там придумали дополнительную ступень, чтобы она чуть дальше летела. И по Тегерану мочили. В ответ то же самое делали эти иранцы. Они тоже придумали ступень дополнительную для этой ракеты и уже по Багдаду лупили в ответку, как бы оружие возмездия. Только это остановило Саддама Хусейна от этих акций. То есть по-другому его нельзя было, он продолжал терроризировать иранцев вот этими ракетными атаками, пока те не начали ему отвечать той же монетой. Вот ваше положение украинцев, оно точно такое же. Без возможности нанести им ответный вред, они будут нагло продолжать это делать. Я еще пример из нашей истории вот недавней приведу. Когда они вот в первую войну уже почти что прижали нас всех к горам, то есть началась уже партизанская война, там город захватили они, им пришла идея в голову, что в чеченских горах трудно будет воевать, там горы, лес, авиация тогдашняя российская, очень там постоянно туманы, там не видно, там нет этой западной электроники, чтобы все хорошо видеть. И вот у них там проблемы. И что они стали делать? Им пришла такая, кому-то из них там в Генштабе российском пришла в голову идея, а давай мы сгоним чеченцев, которые там живут в горах, бомбежками. То есть начали терроризировать население. Просто представьте, детей там на пашне, кто увидит, их бомбят. Кто там пасет скот, его бомбят. И вот так гонять начали, рандомно мочить все, что там есть, именно вот в горных селениях. Терроризм такой воздушный устроили русские. И в ответ Шамиль Басаев сделал им рейд в Буденновск. То есть, чтобы они почувствовали то же самое. И сразу же это прекратилось это. Вот так и у вас с Украиной. И пока вы не будете иметь оружие возмездия и давать ответку, они нагло будут отрезать от куски. И нельзя пенять украинским военнослужащим, которые будут месяцами под этими ракетными ударами сидеть. Армия деморализуется, когда она не может наносить ответные потери. Примерно вот мой небольшой анализ, если это поможет. Да. Алви, ну вот мы помним, когда события начинались в 2014 году, когда русские давали коридор, ну это как бы всем известный факт, что им верить нельзя, но давали коридоры, потом расстреливали, и потом украинская артиллерия тогда отвечала. И я тебе скажу, процент точности, процент был намного выше, чем у русских.
Украинская артиллерия очень хорошо и метко давала отпор. Причем сейчас, если Да, есть но артиллерия байрактары, это все-таки, Аслан, артиллерия все-таки оружие ближнего боя. Это все будет происходить на украинской земле, понимаешь? И да, рашкованцам наплевать, что там на украинской дом разнесли, электростанцию разнесли, магазин разрушили, склад. Знаешь, это все происходит, весь бардак, разруха и ясно, смерть происходит на украинской земле. понятно. Именно поэтому Шамиль Басаев вот этот рейд сделал. Потому что все плохое у нас происходило. Пусть потом и они сами почувствовали, что Но это значит война. Шамиль Басаев сделал рейд, потому что у нас не было байрактаров. У нас не было артиллерии той, которая есть. И наша территория, в принципе, она практически, кроме горной части, была вся занята оккупантами. А у Да, Украины но есть тыл, есть помощь, есть байрактары, дроны имеется в виду. И плюс американцы, я где-то читал, что американцы обещали в прямом эфире давать информацию, разведывательную информацию для вооруженных сил, для Генерального штаба да, Украины. я это не отрицаю. Я посмотрел вот этот Flight Radar неделю назад. Впервые вот этот АВАКС американский над Украиной летал. То есть Да, там целеуказание. Global Hawk. Не-не-не, АВАКС. Это такой Большой американцы, когда... самолет такой, да. Да, самолет такой, дальний, ДРЛО самолет, дальняя Да, да, да. радиоэлектронной разведки. И короче. Global Hawk тоже летает. И Да, я, знаешь, но- что думаю? То же самое, что сейчас армянская армия произойдет с российской армией. Вот Я боюсь, что... Понимаешь, Аслан, да, будет поддержка от Америки. Американцы, вот я не знаю, может они не знают, будут ли украинцы серьезно драться или нет, они тоже как бы не могут ва-банк пойти. Когда-то, или я не знаю, что там какой-то лобби там мешает или что-то, вот когда была война между Китаем и Китаем, Советским Союзом с одной стороны и Тайванем, США с другой стороны, вот этот Тайвань от американцев сразу же получил новейшие самолеты, сразу же только что придуманные вот эти ракеты, и они там сразу же китайцев с коммуняками мгновенно наказали. А в данном случае я не вижу, что американцы вот так крупно помогают, там, авиацию, там, я не знаю... Ну, Азербайджану не помогали турки? Турецкая... Только Нет, дронами. помогали. Знаешь, почему вот этот Путин постоянно Алиева пугал до того, как он с этим Украина или Азербайджан, я тебе скажу. Украина намного мощнее, чем Азербайджан. Не, подожди, я момент один расскажу. Вот этот Путин всегда пугал авиацией вот этого Алиева, что он Азербайджан бомбить будет, если ты там это не сделаешь, что не сделаешь. Потом Эрдоган с Алиевым договорился, и вот этот на этом Баку, на аэродроме 4 F-16 турецких все время сидело. Ну, 4 это еще не так много. 4 F-16. И Путин даже не посмел даже пикнуть. Понимаешь? Он же сказал, я буду с тобой и в политике, и на поле боя буду, сказал Эрдоган вот этому Алиеву. Да, То есть я не вижу здесь F-16, понимаешь? Вот Украину как-то слабо поддерживают. По сравнению с Тайванем, очень слабо. Ладно, оставим тогда. Я думаю, очень хорошо Украину поддерживают, так как поддерживают Украину. Запад, мир вообще так еще, в моей памяти нет такого прецедента, чтобы вот так поддерживали. И не знаю. украинская армия, мне кажется, и она сама, там, сколько, 450 самолетов уже им привезли, это только то, что я слышал неделю назад. А эта помощь, она не останавливается. Я думаю, знаешь что, сейчас будет разгром российской армии, просто разгром. Конечно, будут, наверное, потери и с нашей стороны, но... Если они полезут крупными войсками, Аслан, если они полезут крупными партиями, скажем так, они же могут просто издалека все время стрелять, эти ракетные обстрелы изматывающие, на истощение, на изматывание они войну будут вести. Я думаю вот так. Потому что Шойгу, тем более, он трусоват, он явно видно было, что ему не хочется воевать, но раз мафия требует, потому что все проигрыши повесить же на него, он так крайним будет. Не Путин же будет они там обвинять, что он войну проиграл. Поэтому Шойгу очень трусливый вид у него был, короче, обреченный. Я поэтому думаю, что они так избегут такую большую гибридную трусливую войну будут вести. Вот этого я боюсь. Ну, посмотрим. Давай дадим слово Нестору. Нестор, тебе слово. Нестор, микрофон.
Да, тебя не слышно. Там, меня тут пульт, извините, я его кнопку постоянно забываю включить, извините. Я хотел проинформировать относительно мотивации украинцев. Вы знаете, сейчас... Так, это все, кто до нас вже приєднався. Минутку. Нормально меня слышно? Да, хорошо. У меня там просто идет... извините, я зараз выключу. У меня идет посторонний... Да, извините. Стосовно мотивации. Сейчас она такая же высокая, и даже больше, как в 2014 году. Сегодня буквально у нас видеоматериалы в интернете, где очереди в военкомате. Да, это я видел. Видел, да? Но есть один очень важный нюанс. У нас сейчас в 2021 году Зеленский был принят законопроект про национальный спротив. Угу. Раньше этого не было. И сейчас очень четко упорядочено, как могут вот даже простые гражданские лица воевать. Это не обязательно армия. Это территориальная оборона. Люди проходят обучение, они мотивированы проходить это обучение, и на уровне территориальных громад происходит боевое сглаживание. Мы все понимаем, что воюет не только оружие, и, наверное, в первую очередь воюет не оружие, в первую очередь воюют люди. И вот сейчас у украинцев очень высокий уровень мотивации. Впервые за 30 лет 90% украинцев, это социологические опросы, хотят жить в независимой стране. Большинство украинцев за НАТО. Это впервые в этом году, когда большинство украинцев за НАТО. Большинство украинцев, даже когда не разговаривают на украинском языке, они считают и объявляют свой родной язык украинский. Очень высокий уровень народного, гражданского сопротивления этой агрессии. И вам хочу сказать, что у нас очень сильная институция, это мало кто понимает, особенно из людей, которые не имеют современного опыта. У нас одна ключевая, самая важная институция – это гражданское общество. Оно у нас, несмотря на большие размеры нашей страны, но у нас, как говорят, Киев – это маленькая деревня. Все друг друга знают. Горизонтальные связи. Очень быстро выстраивается коммуникация. Не смотрят особенно, кто ты там. Главное, что ты был патриот Украины. Украина понад усе. И результат воздействия гражданского общества мы 2,5 года давили на нашего президента. Да? Мы устраивали акции, мы писали заявления, мы делали какие-то вещи, нет капитуляции. И вот результат давления гражданского общества, маленький пример. К нам приезжал Шольц. На прошлой неделе приезжал Шольц. И там была церемониальная процедура, он должен был взять цветами и пойти на аллею Героев Небесной Сотни, покласть цветы, просто это церемониал, да, отдать дань уважения. Мы сделали митинг с плакатами, где мы говорили Ukrainians will resist, стоп русской агрессии. Нас было 15-20 человек. Остановить Северный поток-2, нас было 20 людей. Но было очень много иностранных журналистов. И Шольц отменил этот церемониал вот с Зеленским. Даже вот эти 15-20 людей воздействовали. Территориальная оборона формируется в составе ЗСУ, они подчиняются. Следующий пункт – это формирование добровольческие формирования территориальных громад. То есть это фактически я могу у себя на районе сделать такое добровольческое формирование, но это не атаманщина, это не махновщина, это добровольческое формирование также подчиняется в структуре Збройным силам Украины. Очень высокая мотивация. И меня это, конечно, успокаивает. А на фронте я с ребятами общаюсь, там вообще
Ну давайте, русские, давайте, мы вас ждем. Когда? Уже надоел. И это не бравада. 8 лет наша армия тренируется. И ты же знаешь, какие украинцы там. Войны нет, мы тренируемся. Там, конечно, хватает всякого, но сейчас вооруженные силы Украины, боевые генералы с опытом, это чудо, почему они стали сейчас главнокомандующими. Поддержка союзников, в первую очередь разведка, разведданные. Во вторую очередь, но тоже очень важно, конечно, вот эти средства индивидуальной борьбы. Джавелин, стингеры. В Украине сейчас Саудовская Аравия или там Норвегия, будь какая страна НАТО, не имеет столько джавелинов, сколько сегодня у Украины. А как пользоваться техникой, мы уже учимся вот этой правильно. Так что все будет Украина. Дай бог, дай бог. Да, очень. Я тоже общаюсь с ребятами, которые там и с чеченцами, и не только. И боевой дух очень высокий, просто все ждут. Быстрее бы, быстрее бы. Так что, я думаю, влипли они по-крупному. Так, США, Маш Вовель, ассаламу алейкум, тебе слово, пожалуйста. Нестор, опусти руку. Алейкум салам. Марсельга. Вітаю наших друзів з шановної України, брати. Держитесь там, ребята. И хотелось бы спросить у Нестора по поводу, извините, что не к месту, но все-таки у Гордона там Бурба выступил, Василь. Вот то, что по поводу окружения Зеленского. Вот этот вопрос меня очень волнует. И как это можно сопоставлять с нынешней ситуацией, события, не события, скажем, войной, можно сказать прямую. Как это сочетается, как с этим, в смысле, этот вопрос как бы осветить и как бы, не знаю, к какому-то прийти выводу. Да, я приблизительно... Нестор, да. Пожалуйста, проинформируйте нас. Аслан, это очень волнительный вопрос. могу, Почему? да, Потому что вы же понимаете. Слышно меня, да? Да, нормально? Да. Смотрите, в значительной мере украинское общество парадоксальное. Во-первых, оно не авторитарного типа. У нас за эти 30 лет сменилось 6 президентов. И имеет это еще свои основы более глубокие. Украинцы, это имеет свои плюсы, то, что у нас авторитаризм невозможен, и минусы, да, мы иногда там каждый сам себе гетьман в разные стороны побежали, там, все победили там. Но вот такой структуры вот прямо вокруг Зеленского, которая вот скажет, идите туда, принимайте то решение, какая-то группа людей, бюрократы или военные скажут, да, хорошо. И все, это решение умерло. Эти люди, которые скажут, да, хорошо, они будут делать так, как они считают нужным. И сейчас очень важный момент, что людей с украинских патриотов большинство во всех институциях, бюрократы, полиция, армия, ну, большинство, вот это люди с украинской позицией. И потому, если это решение с точки зрения этих людей, они не дураки, плохое, оно саботируется. Как ни странно это звучит, это возможно. Но если решение нормальное, оно развивается. Я сейчас в какие-то такие процессы погружен, которые я, к сожалению, не могу публично объявить там, но даже среди «Слуги народов», среди кабинета Зеленского, даже в офисе Зеленского, помощники Ермака, это воины, атовцы, у них нормальная позиция. Конечно, они свои интересы какие-то там бизнесовые Ермака
поддерживают, но капитуляции не будет. Саботаж для капитуляционных настроений среди руководства, он уже четко виден. И именно последнее выступление Зеленского в Мюнхене, не знаю, вы его слушали или не слушали, это вообще другой Да, слушал человек. я, да. Это другой человек. Как он журналистам Это... потом говорил, это такое дело. Но вот само выступление официальное, бандеровец, он уже настоящий бандеровец. Чуть-чуть, Ну, нам и чуть-чуть да. осталось воспитать его, чуть-чуть, мы успеем. Да. Но меня просто поразило, как он выступил. Это он, наверное, лучше, не смог бы выступить Ну, он хорошо даже другой, зачитал. какой-нибудь другой. А Да. спичрайтер Да, был. очень обнадеживающе. И надеюсь, что Украина выстоит в этом сопротивлении. Не только выстоит, она еще, как наш президент сказал, будет взойдет солнце над Украиной и хана России. Спасибо большое за ответ. Благодарю. Хай шестит. Алюя, тебе слово, пожалуйста. Уважаемый Нестор, я тоже хотел спросить вас, чисто гипотетически, да, мне тоже очень понравилась вот эта речь Зеленского, вот я был удивлен, от него такого не ожидал, я не знаю, сам он ее сочинил или спичрайтер ему ее сочинил, но в любом случае большой плюс ему. Впервые он как президент с яйцами говорил, да. Я просто хотел, вот вы лично, вот как украинец, который вот всей этой политической кухне наблюдаете, скажем, находитесь, кто, по-вашему, был бы самым лучшим, самым подходящим президентом вот во время войны с Россией? Какой человек вот, из публичных персон, на ваш взгляд, чисто гипотетически? Наиболее подходящий. Вы понимаете, это ваш вопрос и предыдущий вопрос очень противоречит моему мировоззрению. Я считаю, что в 2014 году Украину защитил не президент или там Турчинов. Украину в 2014 году защитили простые парни в тапочках. Абсолютно. На Майдане не политик Тягнебок там или там Кличко или кто там, Яценюк там. На Майдане революцию гідності сделали украинский народ. И в сегодняшней ситуации я тоже так считаю, что кто бы ни был президентом, во-первых, он не сможет капитулировать, потому что украинский народ ему этого не даст сделать. И в этой сегодняшней войне тоже победит украинский народ. Но это так, знаете, общая фраза, но для меня мировоззренческая, принципиальная. Но все-таки, конечно, в конкретной ситуации, наверное, было бы намного лучше, если бы президентом был Порошенко. Okay. Набагато краше, да? Да, мне уже так... Не, я все понимаю, по-украински хорошо понимаю. С 2014 года. Ну, если ответил, то вот. Я просто, мне неудобно, я Аслана так как-то... Не, все нормально. Можете и по-украински иногда говорить. Да, конечно. Спасибо за ответ. Аслан, я пойду, если нет вопросов. Да, конечно, Нестор. Спасибо большое за поддержку. Спасибо еще раз хотел, я увидел стрим, хотел спасибо заходи сказать. еще, мы будем тут еще часа 2, 3, 4. Будем обсуждать, нас еще подтянутся товарищи, пообщаемся. Добре. Йожила я марш. Все. Ожила маршу. Свобода или смерть. Маршу боится. Ожила маршу. Тут задавался вопрос, кто-то, по-моему, Алексей, по поводу, как можно участвовать. Вот смотрите, в чате здесь у нас в Ютубе, как вы видите, где написано название канала и моя фотография, подключиться к конференции. Нажимаете, и у вас должен быть скачан Zoom. Это программа такая, и по ссылке просто нажимаете, заходите и вуаля, можете общаться, задавать вопросы, рассказывать про ситуацию, в
какую считаете нужным. Сегодняшняя тема, конечно же, у нас война в Украине, против Украины. Так, почитаю комментарий. Эд, ты говорил, американский какой-то рабочий хочет задать вопрос. Ты о ком говорил? Любой может задать вопрос, и американский, и не американский. Welcome, как говорится. Так, зачитаю комментарий. Это Мамеду. Я хочу сказать, желаю украинцам победы. На вас смотрит и помогает весь мир. Второе, РФ не приватизировала русский язык. Вся Южная Америка говорит на испанском, а все бывшие из СССР владеют русским языком. Да? Это хорошо, что мы в данном случае есть какой-то плюс. Пропаганда, конечно, на русском языке нам мешает, но то, что мы владеем русским языком, это нам помогает бороться с оккупантами. Так. Ми Ица-Аляри, Децергума. Так, Ица-Ютерой, ладно. Альви, наверное, увидел. Альви, тебе тут комментарий. Так, если что, пишите и говорите на украинском, буду переводить, скажем так, на русский язык, говорит. Цензура на Калане, говорит Плахтар Алексей. Нет, цензуры нет. У нас тема сегодня русско-украинская война. Цензуры нет и не было. Женя, вам слово, пожалуйста. Я хотела 2 слова немножко добавить, потому что когда вы сказали, что по нас бьет артиллерия, действительно очень плотный артиллерийский огонь, мы отвечаем, мы просто очень мало об этом говорим, но мы отвечаем тоже плотным очень артиллерийским огнем там, где нет плотной жилой застройки. У нас просто вот этот запрет, он связывает немного руки, потому что мы никогда не, наша сторона украинская, она не бьет по там, где дома, там какие-то школы, еще что-то, то есть объекты инфраструктуры, у нас есть там целый список, прислали, что там с координат, то есть нельзя сказать, что вот Агви, вы сказали, что вас бьют, это немножко такой оттенок внесло для меня, что мы молчим. Мы не молчим, мы вообще не молчим. Просто дело в том, что проблематика какая сейчас, что бьют слишком большим калибром, и этот калибр очень такой нездоровый характер носит для укреплений, конечно же. Вот. Но подавить артиллерию всю мы не можем, потому что они очень, как всегда, их привычка прятаться за гражданскими. Вот в чем проблема сейчас. Насколько я понимаю, я 10 раз переспросила насчет байрактаров. По-моему, байрактары еще не были задействованы под разными там предлогами. В основном потому, чтобы нас не обвинили в провокациях, потому что они только и ждут, чтобы что-то показать по телевизору. Они то какую-то собачью будку покажут разрушенную. Я говорю, если это пограничный пункт Российской Федерации, то плохие дела Российской Федерации, если это ваш пограничный пункт. Там, ни стежки, ни дорожки, ни тех самых, ни электричества, ничего. Реально, собачья будка, где они ее взяли? То есть они пытались Казусбели придумать, ничего не придумали, зашли как есть. Вот какая ситуация, это если вкратце, сори. Спасибо. Да, спасибо, Женя. Я тоже обратил внимание, на самом деле собачья будка, правильно вы говорите. И это, было видно, что это инсценировка, что не жалко, самое такое заброшенное, будку какую-то разбомбили. Да, Альви, пожалуйста, тебе слово. Женя, опустите, пожалуйста, руку. После того, как скажете, можете опускать руку. Я тоже прокомментирую. Дай бог, если это правда, если действительно отвечают. Отвечают. Я не знаю, я не уверен, потому что из-за этих провокаций, бла-бла, это раз. Во-вторых, я так косвенно могу это анализировать. Мы живем в век смартфонов, так? То есть и интернета. То есть удары украинской артиллерии обязательно снимались бы той стороной и выкладывались, или просто жителями. Этого пока не делается. Это раз. По поводу этих байрактаров. Как раз на этих байрактарах есть этот боеприпас, он называется МАМ-С, МАМ-Л, 2 типа боеприпасов, по лазерному лучу они наводятся. Они как раз сделаны турками, чтобы за террористами
охотиться и стрелять в них, и при этом не задевать гражданское население. Небольшой боеприпас, это может легкую бронетехнику или танк уничтожить, этот Л может танк уничтожить, С может машину или технику уничтожить. То есть можно и в застройке танк или артиллерийскую установку замочить и никого не задеть. Но как только их применят, вот начнется вот это Путин, по-моему, вот пока что Путин провоцирует, бьет, украинцы не отвечают и сидят. Типа не провоцируем Путина, ждем. У меня вот такое впечатление. Нет, мы молча, нет, вы что, мы молча не сидим. Во-первых, разные потери у нас, вы видите, у них 2 раза больше потерь. Во-вторых, места обстрелов тщательно можно прочитать на странице. Я вижу, что по украинцам стреляют. Нет, я вижу, что по украинцам стреляют. Я как раз таки об этом говорю, что 50-40. Вот Бутусов сидит и рассказывает, как по украинцам стреляет. Но нигде ни разу он не упомянул, или не было никакого видео, ни с той стороны, ни с этой, ни вообще о случайных этих, скажем, ни со спутниковых этих, ни со случайных телефонов. Людей же много там было вокруг, чтобы украинцы стреляли в ответ. Нет, у меня вот такое сожжение. Смотрите, если бы мы не отвечали, во-первых, был бы прорван фронт, это первое. А второе, было бы много жертв. Вот. Не, вы не правы. Вот это и есть война на истощение. Это окопная война. Когда вот они ударили по этой электростанции, там вырубили в этом Луганской области везде свет. То есть и вот мочит. Вот что на это можно ответить? Вот когда они пойдут в атаку, вот у нас 2 войны было, вот и в первую войну они вот, у них была такая типичная для именно советской, сталинской, русской, российской армии разведка боем у них называется. Нигде ее нету, это дебилизм отправлять людей, чтобы их специально убили, чтобы выяснить точки. Это такая у них система. Вот они посылали взвод или там отделение людей, чтобы выяснить, где находится, а потом это место артиллерии и авиации сравнять. Вот если там они вот так пойдут, то другое дело, тогда понятно. А пока что я вижу только вот это, я не знаю, я буду рад, если отвечает, я только за. Но я просто говорю как обыватель, который со стороны издалека это наблюдает, я, может, не получаешь, не могу все знать, но пока что я вижу ответные рубки, скажем так, не наблюдается. А так, да, я только рад, я не то, что не против, я за ответку, по полной. Да, Алюй, она есть ответка, вон здесь в комментариях пишут, и я это смотрел и в Фейсбуке, у меня есть там тоже друзья, они тоже сообщают, видео есть там, как эти стреляют, как украинцы стреляют, видео нет, не видел я, по крайней мере, но то, что отвечают и будут отвечать, в этом вообще можешь не сомневаться. Да, Саша, пожалуйста, тебе слово. Если бы украинцы не отвечали, они бы давно по Хрещатику разгуливали бы, по-честному, если честно сказать. Ребята уже научились воевать, даже можно судить по тому, как они защищали Донецкий аэропорт. И то они его как бы хитростью взяли, под видом забрать своих этих раненых или трупы. Подошли, взорвали несущие вот эти столбы и завалило ребят, кибергов. Так что в этом плане я тоже согласен. Они отвечают, не только отвечают, а так отвечают, что те даже не рыпаются пока. Если огромные силы не использовать, скажем, в нападении, причем троекратном размере, больше нападающих должно быть, чтобы идти на атаку. Так что я так думаю, что ребята наши хорошо держатся там. Да, на самом деле, как сейчас Саша сказал, до этого Нестор, что воюет не армия, а воюет солдат, человек, люди. И в первую очередь, конечно, имеется в виду это дух, боевой настрой людей, мотивация. И в первую войну, это очень хорошо, нашу первую русско-чеченскую войну, мы хорошо это продемонстрировали, нас было очень мало,
было очень, вообще несопоставимые были силы, конечно, если брать вооружение, там воздух вообще полностью принадлежал России. При всем при этом били так, что мало не казалось, просто, что просто выли и визжали просто, как только могли оккупанты. И есть даже видеосъемка, по-моему, Рохлин это говорит. Говорят, мы тут кого-то обижаем там и так далее, потому что весь мир тогда поддерживал нас и показывали, что русские уничтожают города. И Рохлин говорил, что это надо еще посмотреть, кто кого здесь обижает. И это командующий, генерал уже выдавал вот такие вещи. Поэтому дух украинцев это самое главное. Байрактары, джавелины, это все сопутствующие вещи. И они необходимы, и они предоставляются, и еще больше будут предоставляться. Я думаю, уже Украина войдет в НАТО, у нее будет и лучшее вооружение. Нет худа без добра, как говорится, и эта война способствует поднятию вообще мощи Украины, в чем мы целиком полностью поддерживаем и радуемся за Украину. Поэтому я думаю, именно настрой, именно дух украинского солдата, украинского гражданина, ну и любого, кто защищает Украину, он намного выше российского, потому что у русских, у россиян нет вообще никакой мотивации воевать. И очень важно сейчас нам вести такую пропаганду и в сторону России, и на население России, чтобы они понимали, что они будут биты, только так они понимают, и что им эта война не нужна, и всячески, наоборот, снижать их боевой дух. Поэтому давайте будем наш сегодняшний стрим в этом русле вести и всячески поддерживать. Хотя и так невооруженным глазом видно, что Украина, она отлично стоит и выстоит. Да, Алмула. Да, Жень, пожалуйста, вам слово. Еще два слова хотела сказать. Мне кажется, знаете, еще что важно. Получается, мы все знаем, как проходят выборы в России, да, и что эти выборы, на самом деле, он же не президент, его же никто не выбирал. То есть его выборы за выборами идут подтасовочные имитация выборов. И, по сути, он сейчас выступает, он начинает эту войну от имени России, при том, что он сам нелегитимен, как его посада, его должность, она занята с нарушениями всего. То есть его не выбирали, он там не допускал оппозицию, он ее садил в тюрьмы, кого-то убивал, кого-то вытеснял из страны. Это не вы, он не президент, понимаете? Он, получается, от имени России выступает, от имени людей России. Он никого в России не спрашивал, ничего он знать не хочет, кто там что подумал. Кстати, наши ребята выяснили вот на этом, там, где он сидит за столом, от него идет такой мокрый коврик, и там перепуганные люди на каких-то жердочках сидят напротив, поджав губы. Вот вы обратили внимание? Вот на этом видео мы заметили, что задержка выступления была относительно эфира несколько часов, и был вырезан один человек. Это некто Краснов, я не знаю, кто он. Прокурор. Но, видимо, он что-то сказал поперек, потому что когда уже выступал, во-первых, его вырезали полностью, и видна только фигура, когда он уходит, встает и уходит. Вот. А во-вторых, мы заметили еще такую вещь, что вот Путин, когда он взбеленился на вот этого заикающегося джентльмена, как его звали, я не помню. Да. Глава СВР. Вот он взбеленился не на него, на самом деле, а, видимо, он взбеленился на предыдущий текст от предыдущего спикера, то есть я так думаю, это просто мои такие мысли. Вот, и, скорее всего, что кто-то все-таки выступил против, я так думаю, потому что они это вырезали. Почему, какие причины это вырезать полностью? Вот. Ну, это что... не обязательно он выступил против, раз они вырезали, может быть, он там сказал какие-нибудь там последствия юридические, какие могут грозить и так далее, может быть, все что угодно. Но у Путина руки дрожали, я потом у себя потом покажу это видео, даже, может быть, сейчас в эфире постараюсь сейчас найти это, и ломал пальцы, сидел и так немножко подволновался, мне кажется.
Да. Вот, Так, ну вот это, я хотела вот эту ремарку сделать, тогда сейчас пока да, отключу. спасибо, Жень. Но, знаете, я бы еще добавил бы не только сам Путин нелегитимен, а нелегитимно само государство российское, потому что оно находится незаконно вообще не только как постоянный член Совета Безопасности ООН, но оно еще вообще не должно находиться ООН как государство, потому что нет никакого основания. Об этом говорил и ваш посол, представитель ООН Кислица Сергей, и об этом еще в 95 году говорил Джохар Дудаев, а потом мы об этом неоднократно поднимали этот вопрос, говорили, но нас всячески пытались сделать вид, что не слышат, и вот что вот, ну, работает система и работает, потому что Россия это недосформировавшееся, не сформировавшееся недогосударство, поэтому оно должно быть расчленено, народы, которые проживают в России, должны быть распущены, должны получить свободу, и Бурятия, и Якутия, и Дальний Восток, и Татарстан, и, конечно же, Кавказ. Все должны получить права, равные права, как она и заявлена федерация, что тоже ложь, что уже является незаконным, так как никакой федерации Россия не является. Это самая настоящая фашистская империя, которая не дает никаких прав ни одному народу, который проживает, оккупирован ею, да, добровольно туда не вошел ни один народ. Да, Львив, тебе слово, пожалуйста. Аслан, по поводу Дальнего Востока, ты мне напомнил. Дальний Восток Китаю должен отойти, это их территория, которую Российская империя отняла у них, убив 350 тысяч китайцев, кстати, вот эту армию боксерскую. Я вот, когда ты мне это напомнил, я вот подумал, когда Путин ездил в Китай, он у этого Си Цзиньпина, ну, как бы одобрение на вторжение в Украину выпрашивал, мне кажется. И вот косвенно это подтвердилось вот заявлением вот этого Си Цзиньпина, китайского лидера, когда он сказал, что он признает украинскую территориальную целостность, бла-бла, вот все эти вещи. Это как бы, чтобы скрыть вот это, их тайную договоренность скрыть, по-моему, сказано, чтобы он там в кулуарах они о чем-то договорились, а он ему сказал, что на людях для международного сообщества он будет как бы скажет, что Украина... А так, мне кажется, он его поддержит, потому что это сильно в интересах Китая, чтобы Путин туда, в Украину полез, завяз там и ослабился. То есть его устроит, и вот этого китайцам устроит любой окончание, скажем так, любой результат этой российско-украинской войны. Победит там Путин, и они на Тайвань нападут. Не победит Путин, им там вот этот Дальний Восток достанется. То есть и так у них там ставки, оградили себе ставки, на мою думку. Да. США, тебе слово. Да, по поводу Китая, Нишба, Али, правильно говоришь. Я хотел вспомнить такое, когда там у нас в Грозном еще в Первую войну бывало сидели, иногда слушали, портативные такие приемники были, и там «Голос Америки», там «Немецкая волна», вот это все слушали мы, и там передавалась такая, по-моему, BBC была, чеченские повстанцы, Рейблс, развеяли миф о могуществе российской армии, что такие вещи передавали. Вот. Я к чему? К тому, что Украина тем более должна справляться с этими гопниками, понимаешь ли. Но есть одно обстоятельство. Вот здесь вот в европейских государствах, странах почему-то не верят тому, что в Украине идет война, а они даже сегодня говорят, что да не может быть войны, не верю, что будет война. Может, некоторые здесь, я иногда общаюсь с людьми, вот. Ну, просто парадокс. Я не знаю, с чем это, как это понять, с чем это связать, почему они так рьяно защищают
это не до государства Российской Федерации. Вот это непонятно. Вот это ремарку хотел сделать Антей Долыш. Так, кто еще хочет сказать? Так, Фриман антипутинизма зачитаю. Путин и Лавров заявили, что Украина не имеет права на суверенитет после признания Москвой ДНР и ЛНР. Регулярные российские войска открыто входят в Донбасс. Да, это уже уже известно, да. Президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган назвал неприемлемым решение России о признании Донбасских республик. Да, говорить-то не говорят, как говорится, нужно помогать, не только словами. Так, пожалуйста, кто хочет высказаться? Я хочу 2 слова сказать еще, Да, пожалуйста. если вы не против. Мне кажется, что очень плохо освещалось, очень мало освещалось, очень мало правды, очень мало... По сути, то, что... Как мы сейчас узнаем, да, вот мы живем в Украине, как мы узнаем про войну? Я узнаю про войну от страниц волонтеров, то есть от первого лица, от людей, которые контактируют. Как бы я не узнаю об этом там из новостей как-то объемно или еще из каких-то программ, из какого-то телевизионного продукта. Очень этого мало. А в Европе, я думаю, очень много прорусской пропаганды, всяких купленных политиков. Они живут на такие околороссийские деньги, и им всячески, как это сказать, а у нас есть шутка, что Лавров лаврал, лаврет и будет лаврать. То есть это его, как это, он дипломат, ему за это деньги платят. Вот, что-то я еще хотела сказать. Вообще, короче говоря, информации очень мало, и она очень придушивалась, и на самом деле я увидела, что сейчас ее начали пускать широким форматом, там, CNN, Washington Post, New York Times, только сейчас, что удивительно, что очень удивительно на самом деле. То есть сейчас идет именно такой пуш четкий, такой пуш против по всем каналам в 4 полосы. То есть вот только сейчас это я вижу. До этого не было. То есть эту поддержку массовую информационную на их рынке. Вот у меня есть друг, который живет в Чикаго, он американец, он англоязычный. Он говорит: Женя, я не могу включить телевизор, там с утра до вечера показывают какой-то ужастик про Украину. Говорит, я уже просто начинаю страшно бояться. Ну, то есть вот раньше такого не было. Вот что я хотела сказать. То есть я думаю, что нас Хьюстон нас заметил, в общем. Слава тебе, Господи. Вот. Сейчас еще что-то хотела сказать. Информационная вообще вещь. В этом Россия нас обыгрывает очень сильно. Мы сейчас стараемся, там у нас есть страница Информнапалм, и мы стараемся каждый фейк опровергать, то есть стараемся каждый, вот то, что они там придумают, там, например, показывают 2 БТРа по какой-то зеленке едут, и явно видно, что лето, ну, трава растет, то есть там какие-то деревья лиственные с зелеными листиками, там густая зеленая трава, и вот они рассказывают, что они только что эти 2 БТРа спалили. То есть вот такого класса у них идет месседжи такие, да, в нашу сторону. То есть не в нашу сторону, это у них продукт потребления для своих... еще хотела одну вещь интересную рассказать. Я была подписана на паблик, там собираются русские психологи и психотерапевты, российские, пардон. Вот. И я им говорю, что вот смотрите, вы же профессионалы, да, вы же видите, в каком ключе идет пропаганда. Это уже военная пропаганда, которая, это чистой воды психокодирование, которая угнетает вот способность человека критически мыслить. И почему вы не делаете замечание, что у вас со всех каналов идет в таком ключе психологическая обработка такого класса, обработка, что у человека начинается, вот у кого, как это сказать, у нас там один психотерапевт, знакомая, она рассказала мне, говорит, у кого, пардон, кукушка слабая, а у того она вообще слетает. То есть в чем это выражается, что вот там приходит
человек в магазин, наслушался пропаганды, приходит человек, начинает в магазин, начинает там крушить полки и так далее, и так далее. То есть вот они ведут буквально такую обработку своего населения жесточайшую, да, вот пропагандистскими методами, что людям кажется, что все окей, все хорошо, там все good. Вот ни у кого нету вот это критическое мышление, оно даже не зарождается, потому что идет такая, вот они прям мощными, такими психологическими, вот они постоянно, как они это делают? Они повторяют одну и ту же новость, одну и ту же несколько раз. Когда ты видишь эту новость 28 раз, ты начинаешь думать, а может это правда, вот, ну вот в таком ключе, да, ну то есть как реагирует психика человеческая. А потом, когда у человека вот это, то, что его научили, то, что ему пропагандистскими вот такими тяжелыми методами, грубо, ну, в кавычках, втерли, да, он потом это, когда у него ломается психика у этого человека, когда у него картинка мира, реальные события не совпадают, как бы, как вот бухгалтеры говорят, остатки не бьются, не совпадают с тем, что он, чему его научили, вот, что по телевизору показывают, да, то есть вот реальная картинка, вот что по телевизору рассказали об этом. И вот у него вот этот слом происходит на вот этой границе. Вот, что я еще хотела рассказать. Все, отключаюсь, а то я все время много говорю. Спасибо. Очень хорошо, что вы много говорите. Спасибо вам, Жень. Абсолютно с вами согласен. Мы очень хорошо знаем, что такое российская пропаганда. Мы ее испытали на себе, вообще не имея практически никакой возможности оказывать сопротивление. Более того, они, ну, сейчас-то украинское общество, да и мир в целом уже подготовлен и уже знает, что это такое. А мы не знали, и наши информационные ресурсы попали под их влияние, или же фактически были ими захвачены, да, так, их спецслужбами. И, как вы знаете, очень хорошо уже все знают, как из нас делали каких-то монстров, каких-то радикалов, каких-то вообще сумасшедших людей, которые воюют ради того, чтобы воевать. Хотя это, конечно же, абсолютно не так. Сейчас же пропаганда нам рисует картину, что мы все являемся путинистами или радикалами. Да? Хотя 95% чеченцы обычные демократы, всегда были, 1000 лет были демократами. Даже когда в других местах не было еще демократии, конечно же. И вот в этом плане мы очень хорошо знаем. Именно поэтому я тут сижу и пытаюсь как-то противодействовать. И мы все сейчас, я думаю, вносим свой вклад. И вот я спросил, почему они не протестуют, а они сказали, они боятся. Ну, да, знаете, сейчас требовать протестовать в России еще как-то даже можно, а вот чеченцам в этом плане, конечно, очень тяжело, потому что чеченская жизнь сейчас, ну, чеченская кровь не больше водить стоит. Так, Альви, тебе слово. Я, в общем-то, хотел просто добавить, да, тоже насчет пропаганды. Вот путинская пропаганда и в Европе, и на Западе, она очень мощно поработала. Ну, очень мощно. Но сейчас это как бы бессмысленно. Какие бы они там эти не делали бы пропагандистские ролики, там, акции, кому бы не давали деньги, вот этот корабль, вот этот информационный, вот, он уже развернулся, Путин пошел в открытую, и ему уже нет смысла там за их там нетами прятаться, там, пытаться Запад переубедить там или что-то сделать. Единственное, что он будет делать, это, конечно же, террористические акции, как всегда, там, разные. Ну, в общем, гадить будет по-крупному и по-мелкому Европе. А, скажем так, информационная война на Западе уже, мне кажется, подошла к концу, и они уже не будут так сильно в нее вкладываться сейчас. Они уже как бы, ну, все уже для всего мира очутились на этой стороне баррикады и уже рассматриваются только как врагами. Уже их очень долго терпели. Я не знаю, Путину давали
И второй шанс, и третий, и 10-й, и 5-й, и 55-й шанс. Но, видимо, у него вожжа попало под хвост. Он хочет вот этот союз восстановить, и там каким-то этим, я не знаю, лидером. Я даже не знаю, вот ты говоришь, Аслан, что он хотя хочет у власти удержаться. Да, я согласен, что он у власти хочет удержаться, но мне кажется, вот, что он 20 лет он там, они же потихоньку с ума сходят, вот эти абсолютные диктаторы. Абсолютная власть развращает абсолютно. И вот он в таком придуманном мире живет, где вот он думает, что сейчас он там, это захватит, то захватит. Тем более ему фартит, там, скажем так, трусливый Запад, в кавычках, отступает, он наступает. Мне кажется, ему унесло голову. Мне создается впечатление. Потому что если бы он только хотел бы усидеть у власти, он мог бы там вот этим Крымом удовлетвориться и, скажем так, пойти на сделку с Америкой. Чего он не сделал. То есть он упорно лезет. Он хочет Украину, он хочет получить Украину и подмять ее. Такое это... Короче, здесь, мне кажется, здесь нечто большее, чем просто желание усидеть у власти. Здесь еще вот это. И тем более вот эти цифры ты заметил. Номер есть такая псевдонаука, конечно, не настоящая наука, как астрология, нумерология называется. То есть люди ищут какой-то смысл в числах, там, в календарных датах, там, в количестве, в чем-то. Называется нумерология. И вот у них вот нумерологические вот эти какие-то идейки. Потому что войну с Грузией начали 8 числа, 8 месяца 2008 года. Сейчас они эту войну крупную начали, Совет Федерации дал разрешение Путину на войска ввести в Украину, на оккупированную часть Украины. 22-е, 2 и 2002. То есть опять-таки вот это 2-2-2-2-2, тогда было 8-8-8, сейчас 2-2-2-2-2, и вот явно видно, что у них там этот, как у Гитлера был вот этот заскок на этом, на сверхъестественных вот этих эзотерии, там эти парапсихологи всякие, вот что-то такое явно чувствуется. То есть они там поехали, и они же, вот этот аргентинский кокаин постоянно юзают, видимо, вот эта группа эта, и они там поехали и решили, что им будет фартить, короче, что они захватят Украину, а трусливый Запад отступит. Тем более, если они конкретно хлестнется с Западом, они как бы пытаются шантажировать еще ядерным оружием будут. Вот это гарантированно, что не будет. Они, мне кажется, и раньше шантажировали. Вот, украинский министр обороны, по-моему, упоминал это, когда еще там в Донецком аэропорту сражались. Он говорил, что, если мне память не изменяет, что русские шантажировали ударом ядерным, тактическим ядерным оружием ударом. Так что вполне могут и этим шантажировать. По Крыму, да, по Крыму. Во время аннексии Крыма было такое дело. Да? Так что не факт, что они не просто у власти хотят усидеть, а может быть и какие-то у них и гитлеровские планы более масштабные. Ну, я считаю, что это основная причина, но давайте дадим слово США. Да, я хотел сказать по поводу информационной борьбы, информационной войны. Ну, по поводу информации из Украины, когда чуть ли не вчера еще были пророссийские каналы, но, слава богу, сейчас закрыли. И такие личности, как, скажем, Шуфрич, там, Медведчук, там эти Киева, вот эти всякие, понимаешь, в открытую, они даже заседали в Верховном Раде, депутаты Верховной Рады. Как это так? 13% пророссийские силы прорвались при Порошенке, скажем, в Верховную Раду. Нет, при Зеленском Верховную Раду. В смысле, они присутствуют там, эти же Бойко, Мойко. Я не пойму вот это одно обстоятельство. Здесь в Европе, может быть, на украинцах сейчас уже не обращают внимания на пропаганду российскую, но в отношении чеченцев, как прилепили они к нам вот эти всякие ярлыки, вот с нас они как-то не сходят. Я не пойму,
вот эти вещи. Хотелось, конечно, может, кто-то знает мне сказать, почему это так. Баркал. Ну, потому что, наверное, мы мало ведем работы в этом направлении в США. Ибраим. Аслан, ну, украинцы же тоже мало выступают. Вот каждый, скажем, когда мы здесь проводим какие-то митинги, мы поднимаем украинские флаги. А когда они сами не приходят сюда, да. Да, вы с этим согласен, те, кто здесь в Европе, не очень активные украинцы, но исходя из того, что Украина не оккупирована вся, независимые средства массовой информации у них есть много хороших аналитиков, хороших журналистов, которые доводят информацию. Плюс надо еще из того, что первые годы нас называли борцами за независимость и никак иначе. Это потом уже, когда мы сами натянули на себя, сейчас Альви как раз включится, наверное, в эту тему, когда мы натянули на себя вот этот, точнее согласились взять вот этот ярлык террористов, исламистов и так далее, вот тогда это и уже, ну, скажем, пошло-поехало как по накатанной. В этом плане тогда мы тоже в какой-то степени, ну даже в определенной степени были виноваты в том, что допустили это. Поэтому, если Украина сейчас не выстоит, если Украина, ну это исключено, конечно, но если это произошло бы, то через какое-то время украинцы были бы и нацистами, и радикалами, и фашистами. Подождите, мы уже были бандеровцы. Ну, да, я имею в виду уже и во всем мире бы уже так начали бы говорить, потому что много лет об этом российская пропаганда твердила бы, проводила бы судебные процессы, проводила бы там незаконные убийства людей там и так далее, и в конце концов ну, фальсификации, фейки и так далее, и в конце концов выставила бы украинцев. Но это гипотетически, так как это ну, в принципе невозможно. Вот я не допускаю даже мысли, что это возможно. Ну ладно. Аслан, я хотел сказать, это же не мы, это же специальная провокация была российской стороны, то, что на нас навесили вот эти всякие отрезания голов. И, конечно, это же должны понимать, но это здесь не понимают. Они вас, можно сказать, извините, я знаю, я без очереди, так нельзя делать, но просто я не могу не ответить. Да. Надо высекать каждый раз, когда вот они говорят там слово сочетание чеченский террорист, там люди кавказской национальности, когда они говорят там слово зачистка, понимаете, они приучили ухо людей нельзя, вообще гражданским людям не применяется слово зачистка. Вот что такое зачистка? Вообще вы вдумайтесь в это слово даже. Это понимаете? Да, что-то, это что, мусор вынести зачистка? Вообще нельзя такое говорить. Они расчеловечивают образ. Причем вот когда каждый раз, когда они общим словом каким-то говорят, там, или меня еще убивает терминология насчет лиц кавказской национальности. Вот это все из этой серии, понимаете? Да. Это называется фашизм. Плюс еще идет такой, постоянно они зажигают красный огонь, они вас расчеловечивают. Они размывают человеческую суть, что вот что чеченцы очень добрые, гостеприимные люди, очень верующие люди. Они вас не показывают за людей, понимаете? И они постоянно это делают на огромную аудиторию. И поэтому, когда там я не знаю, как получилась вот эта история с бостонским марафоном, как это что случилось, но это было, вот я смотрела, вот от начала до конца это было, мне кажется, дело рук какой-то страшнейшей, вообще страшнейшей провокации, причем не против чеченцев направленные, понимаете? И потом, когда уже заходит речь, там дать визу на въезд, например, или дать убежище, или дать просто туристическую визу, или что, это сразу все вредит вам. Оно вредит вам вот в этой точке. Вы должны это все время слышать, вот вы, как это,
как это, вот вы слышите, что они так говорят, вот вы знаете, что это вот вражеский закидон такой сразу же такой идет против вас, нет, не конкретно вас, а вообще против всего вашего народа направленный. И вообще, более того, я считаю, что указания, вот, допустим, идет репорт по статистике преступлений, да, вот указание в нем, что это категорически противозаконно. Вот у нас даже по Украине, по-моему, даже это самое противозаконно писать там, ну, допустим, гипотетически, да, ограбили банк, да, видели русского там или видели украинца, такого же не пишут, правильно? Пишут, видели там, вот в России напишут, видели там Кавказ. Вот это слово слышите, сразу давайте реакцию. То есть это вот как еврейская комьюнити научилась давать отпор таким вещам, оно видит это в зародыше, да, вот эти все издевательские, хамские и такие, скажем, прямо русско-фашистские такие заходы, да, то их надо сразу гасить вот в источнике, потому что это влияет на общественное вот мнение, к сожалению, и плохое. Вот. Сори. Извините, я кого-то, по-моему, перебила. Да, именно так, как и вы говорите, Жень. Именно так. Да, Ибрагим, пожалуйста, тебе слово. Салам, шалума, церковь, приветствую всех. Я слушал сегодня просто как бы во вторую смену, а так я постоянно слушал вас с наушником, вот решил тоже от себя пару словечек замолвить. Вот есть такая, ну, как бы появившаяся Ванга Жириновский, российская вот эта Ванга, которая вовсе не Ванга. И ничего она не прорицала, эта Ванга, потому что все, что сегодня происходит, это вот этих имперцев, оно давно уже запланировано. Точно так же и в отношении нас это все происходило. Вот есть такой деятель, Невзоров, Александр, по-моему, его зовут. Вот, не знаю, из-за неприязни к нему, я, наверное, его имя даже не помню. Просто это, наверное, еще с юношеского возраста, да, когда у нас горе было, когда мы видели вот это все прелести российского геноцида на себе, и в это время выходит фильм Невзорова, да, где он показывает этих каких-то афроарабов, которыми вообще на тот период у нас и не пахло. То есть это фильм, тогда эта пропаганда говорила еще о том, что у них было намечено вот это вот все как бы в нашей среде продвигать, внедрять. И точно так же Джохар Дудаев, наш первый президент, он тоже не был каким-то прорицателем или провидцем. Это был просто хороший эксперт русского мира, который еще был информирован, помимо этого, там, будучи еще генералом советской армии. Поэтому он тоже и про Украину, уже как бы зная, в каком направлении, в каком русле это будет развиваться, поэтому он тогда еще давал оценку. Вот украинцам я бы что хотел сказать. Все, что вот как бы они замышляют изначально, чтобы как бы знали, вот украинцы тоже вот на нашем опыте. Конечно, не дай бог, вот, чтобы война крупномасштабная была, это вообще не хотелось бы, потому что война – это кровь, там, смерть, убийство и так далее, агрессия. Но, тем не менее, вот если украинцы как бы будут там, те из украинцев будут, которые
какую-то занимать позицию. Да, и вот не нужна нам война, мы не хотим воевать, давайте там как-то мирно попробуем договориться с русским миром. Вот на нашем, если примере смотреть, сегодня вот наблюдаю вот этих российских пехотинцев чеченской национальности, которых направляют сейчас Украину тоже. И еще умышленно это так популяризируют, да, как будто бы там только чеченцы будут нападать на Украину. Вот в свое время эти люди, и вообще многие другие, да, вот в свое время мы не защитили свою родину, свое государство. Конечно, мы пытались, и огромное количество у нас героев и все, но тем не менее, вот именно такие, да, которых сейчас шлют туда уже в качестве пушечного мяса, обслуживать там, интересы Путина, да, и его вот этой шайки. Вот точно так же произойдет и с украинцами, да, вот все равно воевать придется, только эта война будет уже не за свою родину, не за свое, там, не за свой самобыт, не за свои ценности, не за свой мир, там, не за своих близких. А эта война будет уже за интересы там, Путина или Шмутина, следующего какого-нибудь царя, там, который уже у них там как бы на Я подходе. прошу вас переформулировать это пожелание, я очень вас прошу, в положительном ключе. Ну, что вы имеете в виду именно? Пожалуйста, пожелайте, чтобы мы победили. Пожелайте нам, пожалуйста, чтобы мы победили. Я вот Вы не хочу обязательно просто. победите. Я просто хочу вот украинцам как бы вот предупредить, да, если надо просто защищать свою родину. Вот если как у нас в первую войну, когда мы все равно там встали, начали защищать все свою родину, и на тот период у нас не было там разрозненности, не было вот этих вот религиозных вбросов, всяких радикальных, да, которыми мы сейчас понапичканы. Вы просто не представляете, что сейчас с нами, как на нас всяких тузиков заполонили вот эти интернеты, как на нас влияют, куда нас вообще изначально вообще не свойственно чеченскому народу, вообще то, что изначально у нас никогда не было, куда-то нас вот не в ту степь пытаются затащить. Вот примерно точно такое же ждет и других, да, если просто точно так же придется воевать, да, только это будет уже война не за свое, как бы, не за свое родное. Поэтому надо вот свое защищать. Когда свое люди защищают, у них это получается. И вот чеченцы это доказали тоже. Несмотря на свою малочисленность своего народа, когда мы защищали свое, у нас все получилось. Когда нас начали уже вот посредством вот этих всяких тузиков пропагандонских, которые полностью пытаются подменить нам ценности, пытаются увести вообще нас с нашего пути. Вот когда на такое уже переключаются люди, отходят от своего, отходят от истинных ценностей, вот тогда уже бывает и поражение, и все равно воевать придется, только, я повторяюсь, уже придется воевать только за там, вот этих же подлецов, да, уже в их там, в качестве пехоты вперед них идти. Так что это не, я думаю, не пессимистически, как бы я пытаюсь там кого-то напугать, испугать, а только вот решительные вот такие действия, они могут остановить вот этих подлецов. Потому что вот эти, которые на вас идут, у них вообще никакой ценности, ничего нет, ничего святого там нет. Там понасобирали вот эти даже
из нашего народа вот эта пехота, которую туда гонят, у них только материальные, там, деньги на уме, вот такое вот все. У некоторых просто выборы. Я сейчас закончу, просто мысль не забудь свою. Ну, одним словом, я вот что хочу сказать, надо отстаивать. Я уже мысль потерял, так что можешь, Саша, закончить свою мысль. Ибраим, я хотел тебя поддержать, просто Джохар Дудаева слова были, свобода – это слишком дорогая вещь, чтобы достичь ее дешевым путем. И Алла, что себе мобила, Ибраим, поделала. Ну, в принципе, я, наверное, высказался. Просто слава Украине, героям, слава. Надо защищать свою родину, и Украина обязательно выстоит. У Украины сегодня есть помощники и так далее. Баркал Ибраим, Дейресхуль, я хочу поприветствовать Каштан ТБ к нам зашел и Хусейна Исханова. И Хусейн, всех вас приветствую. Алюи, ты можешь высказаться, можешь дать слово нашим гостям, если... Я только короткую ремарку сделаю, вот это, чтобы успокоить Дженни. То, что Украина победит, это даже не обсуждается. У меня этот скепсис и пессимизм какой ценой? Вот вопрос. Из-за вот этого ошибок сделанных, вот из-за неправильной стратегии, вот как себя Украина вела, как не очищалась от этих предателей, не делала вот эти ракеты. В общем, из-за этого будут жертвы. А то, что Украина в 20 веке, за кого Запад, тот и побеждает. Это даже не обсуждается. За кого технологический Запад, то та страна и побеждает. Другого просто не может. Посмотрите вот на маленький Израиль, который все время мочил вот эти огромные группировки, напичканные советским оружием. Там дошло... Добрый вечер, ребята. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня кто-то сюда пригласил? Да, у нас тут правило, извините, кто выступает, тот руку поднимает, ему потом дают слово. Окей. А как тут руку поднимать, я не знаю. А тут где реакция внизу есть такая. Я тут, честно говоря, первый раз, поэтому... Да. Рады вас приветствовать. Да, Хусейн, тебе Да, слово. добрый вечер. Да. Доброй ночи. И выключите микрофон, пожалуйста, пока не будете говорить. Да, салам алейкум, добрый вечер, друзья. Ну, я опять там из-за работы немножко припоздал, но думаю, не поздно еще. Да, вчера, многие политики, многие аналитики, политологи и прочий люд, многие там утверждали, что войны не будет, да, с Украиной войны не будет, это там что-то такое, не пойдут, русские не посмеют. Ну, как мы видим, посмели, захватили фактически еще, кроме Крыма, да, уже в наглую оттяпали вот Луганскую область, Донецкую область. Осталось немножко украинские войска подвинуть до границ Луганской, Донецкой областей, что непременно может произойти, потому что или украинская армия должна будет отойти, или же вступить в бой. Вот уже как политическое руководство и военное руководство какое решение примет, так оно и получится. Ну, вот я что хотел сказать, сравнивая русско-чеченскую войну, которую мы там как бы участники этой войны пережили, весь наш народ пережил 2 войны, и мы видели, как она начиналась, как врало российское руководство, как демонизировало чеченский народ, клея разные ярлыки, и потихоньку оправдываясь как перед международным сообществом, что, мол, там притесняют русских, как сейчас в Украине, в принципе, там бандеровцы у нас еще какие-то бандиты, террористы, черные вдовы, белые колготки, но они тоже у вас скоро появятся. В общем, вот такая вот петрушка. В связи с этим, конечно, надо
ну, просто знать надо менталитет русского человека, да, знать надо менталитет политиков и военных, российских военных. Вот вы видите, Госдума, там, Совет Федерации, все там министры и так далее сидят. Ну, натуральные чмошники, да, вот прям видно же, где Путин сидит, когда заседание Совбеза. Но посмотрите на эти рожи. Что это за люди? Ни ума там нету, ни фантазии нету, никакого интеллекта даже не видать на их лицах. И вот эти люди, да, хотят вершить судьбы мира. И если с этими людьми, да, пытаться разговаривать по-человечески, пытаться их убеждать в чем-то, там, договариваться, писать какие-то эти обращения и так далее, это пустое дело. С этими людьми только надо в жесткой форме, да, в жесткой форме дать хорошенько по морде этой армии, дать и выкинуть. Только таким образом можно изменить ситуацию в Украине. Весь мир смотрит на украинцев, смотрит Запад, смотрит Америка, Европа. Будет ли Украина сопротивляться? Это очень важно. Западу быть уверенным, да, что то оружие, которое она дает Украине, что оно будет применено против российских танков, там, БТРов, самолетов и так далее. Если же они не будут его применять, да, то зачем тогда помогать? А если украинская власть как бы думает, что американские солдаты придут или солдаты НАТО придут, станут перед украинской армией и будут воевать, то ну, это иллюзии. Такого никогда не будет, потому что американский солдат для страны Америки стоит очень дорого. Гибель солдата дорого, и вообще самосодержание солдат и так далее очень дорого, и они не будут, ну дорого в каком смысле, не финансовым, а просто и политически, и по-разному, ответственность там, и страховки и прочие дела. То есть у них человек на счету, да, человек это не боевая единица там, а именно человек с именем, фамилией, со своей биографией. Поэтому они, конечно же, не будут посылать своих солдат. Да, там военных советников могут послать, научить стрелять этими разными джавелинами и прочее. Это они, конечно, с удовольствием сделают. Но воевать должны сами украинцы. Воевать должны для того, чтобы сохранить свою страну. Если же в таком режиме, как мы сейчас видим, начиная с Крыма, да, шаг за шагом сдавать без боя, без ничего территории, ну, я думаю, завтра могут они и Крым захватить, и там, не Крым, в смысле, там, Харьков захватить, потом Одессу потихонечку. А тем более, вы знаете, там в Украине есть очень пятая колонна, очень большая даже, и в правительстве, и в военном руководстве, и Министерство внутренних дел их постоянно выявляют, там, шпионов вот этих разных, потом бизнесмены, у которых огромные состояния, они там прорусские, как Медведчук и так далее. То есть здесь вот в этом деле, да, стоит сегодня вопрос, быть или не быть вообще Украине. Не просто там территорию отжали, или там не отжали, а просто как народ. Быть или не быть украинскому народу. И очень важно в этой ситуации именно показать зубы, да, показать мощь украинской армии. Ну, хотя бы там небольшое время показать, чтобы украинская армия была, ну, такая дееспособная. В таком случае, да, и американцы все начнут помогать. Вот и просто я желаю Украине, я не сомневаюсь, что, конечно же, в любом случае Украина сохранится и победит, тут вопросов вообще никаких нету, но как Альви здесь сказал, цена вопроса, да, цена крови, чем больше, ну, как бы запускаешь врага в свой дом, да, чем больше и глубже запускаешь свой дом, тем тяжелее его будет оттуда выгнать. Лучше его развернуть на границах, чем его из-под Киева, там, из-под Львова там, и так далее гнать оттуда. То есть вот я что хотел сказать. Слава Украине! Героям слава, дружище! Героям слава! Спасибо. Смотри, Украина на сегодняшний день, она... Каштан, извините, пожалуйста, у нас нужно поднимать руку. Вот здесь, где внизу реакция, вы можете поднять. Сейчас США поднял руку. Да, пожалуйста, США, тебе слово. Спасибо.
Я поддерживаю Хусейна абсолютно точно, как сказал Джахар Дудаев, свобода – слишком дорогая вещь, чтобы его достичь дешевым путем. Тем более, что этот таксист сегодня буквально в своем интервью говорил о том, что мы поименно знаем тех, кто в Одессе сжигал там в этом, как его, людей. Мы их всех найдем, мы их всех накажем, типа такое. И плюс эти областя, вот эти, не областя, там же очень небольшой участок, скажем, Донецкий и Луганский, там пару городов, а в основном областя же в составе Украины, они же как бы контролируются Украиной. И вот они сейчас кричат, мол, полные эти областя нужно освободить. Получается, что даже они обвиняют в том, что украинцы как бы оккупанты на этих землях, понимаете, и до чего дошло. И, Хусейн, я абсолютно солидарен с тобой. Нет сомнения, что украинцы выиграют и победят. Только им нужно действовать. Если не действовать, если не это как не сопротивляться, и они по Хрещатику, а потом и по Львову будут, а потом и дальше на Варшаву и на Балтику направятся. Вот как бы короткая ремарка у меня. Баркал. Саша, Каштан вышел, да? Ну, вышел, наверное, обиделся. Так, кто еще хочет сказать слово? Я просто хотела сказать, что я не знаю, почему сложилось впечатление, что мы не отвечаем или слабо отвечаем. У меня не такое впечатление совсем. Ну, правда, я не знаю почему. Просто у нас же были вот эти и Минские соглашения, потом у нас были еще ожидания, что они ездили там с этими камерами, все ждали. Вот они ударили артиллерией с жилой застройки, все ждут, когда мы в эту точку, чтобы что-то прилетело, чтобы они это сняли, показали и написали повод к войне, казус белли. То есть вот такие еще у нас есть ограничения. Плюс мы не хотим действительно там каких-то серьезных разрушений по жилой застройке, там, где реально люди живут, и поэтому мы отвечаем везде, где они находятся, где артиллерия находится на ровной местности, где можно обстрелять без попадания в жилой массив. Вот. А подавить артиллерию из жилых массивов, вот с этим сейчас проблема на самом деле. Вот. И еще большая проблема с тем, что они врубили большую артиллерию, вот эту, которая 120-150 миллиметров, которая пробивает именно укрытие. То есть она пробивает при прямом попадании, даже если вот она попадает в блиндаж 3 бревна, которая для остальных случаев считается безопасной ситуацией. Ну, то есть для артиллерии 80-го калибра это вот как бы оно выдерживает, а уже когда больше сотки идет, оно уже нет. Вот какие проблемы на самом деле. А так это неправда, что мы не отвечаем. Мы все время отвечаем. Если бы мы не отвечали, у нас был бы фронт уже в другом месте. Вот что я хотела. Извините, замолкаю. Дженни, я вставлю еще. Дело в том, что когда Крым захватывали зеленые человечки, да, там порядка 20-30 тысяч войска были украинские. Я вот здесь ролик есть в Ютубе, когда какие-то с БТРом ломают ворота части, воинской части украинцев и захватывают части. Украинские части должны были не то, что свою собственную часть защищать, но и свою родину, свою землю защищать должны призывать, призваны бы. Идет речь об этом, потом еще и они пошли на Луганск, на Донецк, но надо же, мы не говорим, что они отвечаются, но как повелось сперва, вот и впечатление такое создалось, как будто не отвечают. Нет, сейчас не так, это 8-летней давности вы рассказываете историю, это сейчас не актуально. Да, это понятно, это же отражается по сегодняшний день, поэтому и сегодня, что вы защищаете, что отвечаете, это очень хорошо. Дай Бог, что нам бы помогали столько, сколько вам, да,
разговора там не было бы. Вам помогают, мы не только от чистого сердца, от всей души желаем вам, не то, что желаем, чем можем, сможем, чем кто сможет, поможет там, или, я не знаю, в любом случае мы с вами душой и телом, так что да, Украина выиграет, так, как сказал Хусейн, да. Можно я пару слов добавлю, Юлий, если это можно? Аслан. Юлия, могу я ответить на то, что она да, говорит? Конечно. Да. Юлия, здесь речь идет, да, не о том, что вы ничего не делаете. Речь идет, представь, вот, ты идешь по улице, да, на тебя напал какой-то хулиган, хочет у тебя отнять сумку, там еще что-то. А ты вот говоришь, ну я по закону не могу его оттолкнуть, по закону не могу ему пощечине дать или там что-то такое. Вот я законопослушная, вот такая, а он тебя грабит, раздевает и так далее, да. А здесь в данном случае на вас напала орда, понимаешь, это без принципов, без каких-либо законов, абсолютно не соблюдающая ни один пункт закона или договора, который вы с ними подписали. Они настолько наглые, да, что они просто надо вот при приближении моментом без разговоров бить в рожу. И все, никакого другого с ними обращения не может быть просто никакого. Потому что в другом случае, да, если вы, например, спорите с дураком, да, вот тоже образное такое, спорите с дураком, и вы всегда проиграете, потому что он задавит нас своими. Здесь та же история с русскими. Только таким образом можно общаться. Никакие договора, ни там Америка, там Германия, они далеко, Франция, они далеко от вас. А речь идет о вашей жизни, о жизни ваших детей, а не о французских, о немецких и так далее. То есть вот в чем вопрос. А то, что вы там про пушки и так говорите, да, ну, посмотрите на город Грозный, фотографии города Грозного, наших сел. Мы это прошли через 2 войны, бомбы там, и тяжелые, как мы, глубинные называли, бомбы, да, по 500 килограмм весом. А эти на наши головы сыпались ракеты, земля, там, точка М, по центральному рынку били ракетами, точка М, Бородом убили. Так что в этом плане нас ничем удивить невозможно, это все будет. Надо этому быть готовым, что и будут обстреливать, будут смерти, будут там, там голод и холод, может быть, голод, холод у вас не будет, наверное, но все же. Надо и к этому население готовить, чтобы его не было, чтобы люди могли в условиях вот такой жесткой войны выжить, сохраниться. Вот об этом тоже надо думать. Ну, примерно так. Все. Ты обращался к Юле или к Жене? А? Ну ладно, ты, наверное, обращался. Ну, я с Юлей просто, мы с ней, она мне там вопросы задавала, что ответил ей так. Наверное, если кто у нас в группе, то это Женя, если ты так говоришь. Ладно, так, Альви, тебе слово, пожалуйста. Я хочу объяснить, вот, почему у меня такое сложилось впечатление, вот, что не отвечает. Дело в том, что вот когда вот эти русские, вот сейчас они массированно обстреливают, и под этими обстрелами там в укреплениях сидят тут с жевелинами, там с хорошими гостинцами, если они пойдут в наступление, сидят украинские военнослужащие. Поэтому прорвать фронт таким способом русские не могут. Это вообще не в военном смысле не имеет никакого смысла. Они просто будут их вот так донимать этим. Так. Это называется война на истощение, когда ты постоянно изматываешь вот этими артиллерийскими ударами противника, который... А тут такое ощущение, что не отвечает. Я поэтому говорю. Но это не значит, что от того, что украинцы не отвечают, русские это место захватят. Нет, не захватят, потому что там хороших укрепленных, там уже сколько уже лет эта линия укреплялась. Там эшелонированная оборона, там сидят люди, они будут еще там месяц сидеть под этим обстрелом могут. Поэтому русские туда не полезут, пока они не будут уверены, что там все это разрушено и можно как-то туда это просочиться. Да. Поэтому нельзя вот так говорить, что вот, если бы не стреляли в ответ, то они бы все захватили. Нет,
у нас была война, мы не стреляли, скажем так, из пушек в ответ, и все равно русским проблемно было захватывать. Это так просто не делается. Почему у меня впечатление, что не стреляют? Вот вы сами сейчас говорите, что он прикрывается мирными жителями. Но тогда нужно не знаю, американцам, там, англичанам обратиться, вот нам нужны специфические боеприпасы, чтобы вот так их оттуда точно попадать. Вот эту проблему решить нам нужно. Я думаю, они помогут решить эту проблему вот с этим. Просто это не делается. Мне создается ощущение, что вот это не делается. По каким-то, вот не знаю, по каким причинам. Просто они сидят и там ждут наступления, которого, я не знаю, может еще месяц не будет. Они месяц могут вот, все эти советские склады с этим старьем все на украинцев сваливать. Еще, если по поводу прикрывания гражданскими жителями. Вот представьте, сейчас они прикроются гражданскими жителями и пойдут на Киев. Что они до самого Киева идти будут? Поэтому это не это отмазка, это не. Ну, президент должен заявить, например, украинский, что вот и так, это мы вынуждены вот так действовать, уходите оттуда все, кто там. В общем, как-то это нужно с самого начала дать знать, что вот так и так мы вынуждены будем стрелять. Поэтому все, кто находится гражданские на этой территории, пожалуйста, покиньте там, открыть пункты приема беженцев и все, как положено, это все, чтобы вина была только на этих. Ну, у нас есть запрет именно по городской застройке, запрет. Вот это неправильно, это очень неправильно. Я понимаю, Понимаете, они в прямом эфире, они ставят грады возле жилого дома. Они уже Гитлер, они уже плохие, им никто уже не поверит. Пусть президент Зеленский объясняет миру, что вот так и так. Когда Израиль бьет по Газе, убивает много мирных жителей, никто же им ничего не говорит. Тут уже вас уже достали, уже это можно им сказать так, и как так, чтобы минимизировать это, чтобы сказать, объявить эту территорию зоны войны, сказать, чтобы люди оттуда уезжали, что украинское правительство не несет ответственности за разрушение, потому что их полностью все вина лежит на них, на Путине. И дать всему знаете, миру. они же на одном месте не стоят, артиллерия отстрелялась. Я не об этом. Проблему не решает. Вот в этом, как вот сейчас может зашевелиться, я не знаю, но вот эту проблему не решали. Чисто из украинской военной службы, таких высокомотивированных и хороших профессионалов, которые уже сколько лет под этим обстрелом сидят, из них мишени, груши устроили, и эти тренируются, стреляют. Да, они будут стрелять в ответ, потому что мы в городской застройке. Так не воюют. Американцы сбрасывали на Дрезден ночные бомбардировки были, они 75 тысяч жителей в одну ночь убили. В Праге, по-моему, есть мемориал, когда вот этот Б-29 или Б-17 американский бомбардир случайно сбросил бомбу, ошибочно, friendly fire, и убил 2000 пражских жителей. В Токио бомбили зажигалками, там вот эти все... Понятно, все, да, самое... Это война. Это война, но нельзя предлагать бомбить мирные жители. Я не предлагаю бомбить. Я говорю, что они, прикрываясь мирным, там, я не знаю, привяжут себе на грудь по младенцу и Киев возьмут, что ли, они, русские солдаты. Ну, это ты уже, конечно, сейчас... Ну, я и говорю, это... Попробуйте по американцам из жилой застройки пострелять. Сопутствующие потери. Ну, не потому что, но надо предварительно всю вину на этих террористов. Не надо это даже обсуждать сейчас. Сейчас это будут вырезать и говорить, что мы призываем тут убивать женщин. Да, правильно, я тоже думаю так. Вообще, да. давайте не будем. Я не призываю. Это незаконно, это преступно убивать мирно. Даже поэтому в Украине есть закон. В том-то и дело, что я не говорю, что убивать мирно жителей. Солдат или офицер принимает решение, берет он на себя эту ответственность или нет. Эту ответственность президент на себя принимает решение. Кстати. Нет, я имею в виду, когда вот если только что выстрелили из жилого массива, и в этом смысле, ну, это нельзя. Все жертвы на террористов записываются. Причем здесь ты сейчас вызываешь, мочите, говоришь, а потом не поверят, давайте валите на них. Это потом будет вырезаться и говорить, вот смотрите, что они призывают делать. Это ни в коем случае и нельзя делать, и нельзя одобрять это. Даже если это совершено нашими, мы не должны это преступление. Это нельзя, это так. Даже говорить об этом нельзя.
Нет, я же не Военные говорю убивать преступления. жителей. Нет, я же не говорю убивать Надо мирных жителей. Я говорю, букетами. ответственность сложить на тех, кто это Я затеял. понимаю, о чем ты говоришь, Хищник, и тебя я понимаю. Я прекрасно понимаю, как они воюют, как они заходили, впереди ставили наших женщин, бабушек, детей, и вот так делали зачистку, как они заходили, мы знаем. Мы знаем, как и Путин говорил, мы будем стоять за женщинами и детьми, это весь мир уже знает. Но мы не можем это сейчас оправдывать или даже как-то Не поощрять. оправдывать. Никто здесь не оправдывает. Всё, Речь идет о вот войне. я просто хотел пояснить. Я понимаю, о чем вы говорите. Я прекрасно все понимаю. И знаю, с кем мы дело имеем. Вы знаете, что я тоже это знаю. Вина вся на них. Не нужно Вина на них, конечно. Вина на них. обсуждать это. Аслан, можно вопрос? Подожди, одну секунду. Али, если ты закончил сейчас, Хусейн. Да, я слово. закончил. Хищник, Мехмобил, а сейчас Хусейн поднял, давно сидит, поднял руку. Ты подними руку, Хищник, и займи очередь. Так, можно будешь. Халдаться, звук я тебе сейчас выключу. Чтобы... Хусейн, ты будешь говорить? Все, Хищник звук включил. Хусейн, микрофон выключи. Хусейн. Сейчас бы понять, как вы... Да, я что-то отвлекся немножко. Переодевался. Только зашел домой. Да, Хусейн. Куда? Сахазарсин? У меня рука поднятая, что ли? Да? Все, тогда Хищник, тебе слово. Да, я тогда выключаю, опускаю твою руку, Хусейн. Ага, я сам опустил. Ага, Хусейн, Хищник, тебе слово. Хищник, микрофон включи. Да. Аслан. Так что насчет войны на Донбассе? Будет она или нет? Уже идет, Хищник, идет уже. А это не фейки, что ли? Нет, не фейки. Ну вот как видишь, мы что-то обсуждаем, они рассказывают. Есть потери с украинской и с русской стороны. Понятно. Ну тогда больше нет вопросов. Все, понял, спасибо. Да, Саша, тебе слово. Я считаю, Аслан, ты прав абсолютно. Почему? Потому что по мирным людям стрелять — это военное преступление. Абсолютно, да. Какие бы ни были они, по своим, по чужим. Тем более по это свои. Это свои. военное преступление. Да. Это во-первых. Во-вторых, сейчас уже там они официально признали Донецк и Луганск своим, официально признали отдельной страной и ввели туда войска. Получается, они уже под защитой. Так, если украинцы будут стрелять по них, опять получается, что они могут как карт-бланш и вперед идти. Тоже такое двоякое положение. Тоже интересная вещь. А украинцам все-таки, я думаю, все-таки это мое мнение, я не навязываю ничто. Я еще, когда еще Чемерлойский говорил, нам неделю дать, мы к границе пойдем, надо было еще, тогда еще действовать. А украинские власти, нам понятно, что почему это так случилось и что там случилось, понятно. За неделю очистили бы и Донецк, и Луганск, это Чемерлойского слова. Я считаю, что действовать надо украинцам. И как Хусейн говорил, если не действовать, то они дальше пойдут. Это без разговора. Это ремарочка моя. Да, Баркал Дерес. Бойснер, ассаламу алейкум, ты будешь говорить? Новый чувену, Мойса. Звук я тебе выключил, ты, если что, включи. Нет, я так хотел выключить. Да. Бойс Харбиноевский, тебе слово. Так, Бойснер не хочет говорить. Давайте, кто-нибудь еще хочет сказать, или я почитаю комментарии. Можно я слышу? Да, конечно, Хищник, слушаю тебя. Помните такие слова Джохара Дудаева? Пока чеченцы не поймут, что надо воевать с Россией с их методами, мы никогда не победим. Ага. Да, конечно. Это в поддержку слов о Льве. Ага.
Ну, смотри, сейчас, раз вы сейчас эту тему затрагиваете, Альви чуть-чуть немного другое имел в виду, я так думаю. И смотри, сейчас мы говорим, конечно, там про украинцев, про русских и так далее. Ну, давайте представим, что это, например, твой населенный пункт, где живут твои родственники. И ты сейчас находишься на войне, и там русские. И они ведут, не, как обычно, по-русски ведут себя, по-военно-русски, ведут себя неблагородно, нечестно, подло и так далее. И ваши родственники находятся, твои родственники хищник находятся под ударом. Ты примешь такое решение нанести удар и убить своих родственников, в том числе убивая вот этих русских? Я думаю, нет, хищник. И ни ты, и ни я этого не примем. Это раз. А во-вторых, даже если какой-то отчаянный примет такое решение, да, даже, ну, тем более, если не свои родственники, убьем, например, это, во-первых, граждане Украины, и там есть и проукраинские, и все остальные. Даже если он принимает это решение, есть юридическая сторона этого вопроса. Это преступление, это военное преступление. Целенаправленно бить, даже именно потому, что это военное преступление, русские используют и вот этих мирных людей как защитники, ну как щит для себя используют, зная, что в противном случае те, кто в них стреляет, они становятся военными преступниками. И правильно, что в Украине есть такой закон, и он есть везде, и американцы применяли оружие, вот, например, в Афганистане они разбомбили тогда, попали в больницу, убили там несколько десятков человек. И это тоже было преступление, но есть такая, как ошибка. Да, есть такие вещи, как ошибка, которые выводятся из разряда преступлений после того, как, если есть доказательства, что это ошибочный огонь был введен. Поэтому вот тем более нам здесь сейчас ни в коем случае, я правозащитник, я за права людей, и я категорически не могу согласиться, прекрасно все понимая, тем более на нашей площадке здесь, чтобы мы вот эти вещи вот в этом русле мы вели. Спасибо большое. И они же еще нас в этом как раз обвиняют. Совершенно верно, Женя. Еще больше повод дадим тогда. Да, конечно, и в исламе есть. Вы воюете с ними так, как они против вас. И в международном праве есть. Можно воевать. Но и ислам говорит тебе, что нельзя убивать женщин, детей, нельзя сжигать посевы, дома и так далее. И много-много чего. И международное право точно так же запрещает, что нельзя делать. Да, можно. Но тогда ты тоже становишься, ну, как бы, таким же преступником. Вот о чем я говорю. Тем более я вас понял. Спасибо за разъяснение. Пожалуйста. И это просто получится, что мы как бы здесь на нашей площадке, ну, фактически призываем убивать женщин, детей. Тем более наших. Это же все наши украинские граждане, это наши же граждане. Это русским не жалко. Это они фашисты. А мы на стороне добра. Мы не можем. При всем даже, да, по логике вещей мы имеем право. Но по соответствии с юридическими понятиями, да и общечеловеческими, мы не можем так себя вести. Так что вот такие вот дела. Так, кто еще хочет слово взять? Хусейн, пожалуйста. Микрофон включи. Ну да, сейчас я вот хотел просто про Дудаева здесь сказали, да, что он якобы говорил воевать теми методами, которыми воюет Россия. Дудаев, я вам скажу, я знал Дудаева, я был на войне и так далее. Здесь никогда Дудаев такой вещи таких не говорил, чтобы такими же методами, это имелось в виду совсем в другом ключе. Дудаев был против любого теракта, он об этом открыто говорил. Точно так же Масхадов был против терактов. Теракт – это участь бандитов. Это Россия может теракты совершать, Россия может обстрелять больницы там, ракетами и так далее. Это не наша стратегия, не наша тактика и не наш метод. Мы, тем более, вот там проблема, знаешь, в чем еще? Проблема в том, что русские воюют на наших территориях. Для них, у них, как Аслан сказал, у них нету там родственников. Да? Мы воюем же на своей территории. И каждый наш выстрел, да, если он
попадет неправильно, не во врага попадет своего, это нам боль принесет, это нам, наоборот, будет хуже. Мы своих тогда людей убиваем, свои дома разрушаем, не российские, не русские дома. Поэтому здесь очень важно на своей территории, когда идет война, быть очень корректным, тем более по отношению к своему собственному населению, которое ты вышел защищать. Иначе что его защищать, если его убивать надо, да? А тогда надо на сторону России стать и бить по своим гражданам, и будет победа тогда для России. А так, если мы защищаем воины, защищает свой народ первым делом, а народ это их родственники их сослуживцев, ну, все вот эти, весь народ это чьи-то родственники, и военных родственники, и гражданских. То есть мы вот как бы военные выходят защищать свою родину, свой народ. Поэтому здесь важно вот эти вещи понимать и не перегибать никогда палку. Я еще раз подчеркиваю, что украинцы воюют на своей территории, и мы воевали на своей территории, и это надо помнить, когда мы говорим или даем советы украинцам то-то, то-то делать. То есть здесь больше нам, знаешь, вот, советов, да, не столько там военного характера, у нас тоже огромный опыт в этом деле. Не то чтобы сегодня как фронтальная там война идет, здесь украинская линия фронта, там такие позиции у нас тоже были. Важно, как дальше воевать украинской армии, как вот организовать партизанское сопротивление. Вот это очень интересная тема. Если надо просто опыт чеченских воинов, опыт вот этих маленьких мобильных групп перенимать, где были вот эти наши группы автономные. Фактически командир мог сам принимать любое решение и идти исполнять его. Это была наша сила, в этом была сила. Мы не ждали приказа там главнокомандующего или начальника главного штаба для того, чтобы совершить какой-то подвиг, да, или совершить какой-то бой какой-то, да, подбить бронетехнику и так далее. Нам не нужен был ничей приказ. Мы знали, что враг на нашей стороне, на нашей земле, вернее, и любой метод, который против врага действует, да, любой метод был для нас приемлем. Имеется метод, военный метод против военного врага, а не мирного населения, естественно. И вот в этом плане надо. Еще надо, просто я позавчера, кажется, был в стриме с друзьями из Америки, там, из Украины, Америка, в общем, такие там 4 нас было, разговаривали именно об этой же теме. И здесь тоже был один, по-моему, директор телевидения, если я не ошибаюсь, украинского тоже. И когда я спросил, что вы делаете, да, готовите ли вы к войне, говорят же, в Украине паники нету, все нормально, там, все туда-сюда. А когда будет паника, да, когда что-то произойдет, готовы ли вы к этому? Ведь не шуточные дела настали, не шуточные времена настали для Украины. В любое время может быть удар нанесен и по Киеву, и по Львову, и по кому, почему угодно, потому что Россия себе может сейчас позволить. У нее развязаны руки, и, как мы видим, европейская, там и Запад вообще как-то вяло очень реагирует, там много говорят, но очень мало делают в этом плане. Поэтому Путин, видя их слабость, ведет себя как вот на улице любой какой-то хулиган, да, на улице, который людям проходу не дает, еще подвыпивший тем более. Вот в этой ситуации надо как-то волонтерам украинским каким-то образом готовить людей к тому, что в многоэтажных жилых домах, да, сразу перестанет первым делом заканчиваться вода, потому что эти насосы должны подавать воду. Электричество, если вырубится, отключается сразу вода. Это должно быть понятно, да? Потом должно быть там приготовление пищи, если газопровод перебьют или с газом проблемы будут, должны как-то пищу готовить. Но представь, там 9, 10, 12-этажный дом, там 100 квартир и так далее. А людям как-то надо питаться, там нету столов, ничего же нет, уже ничего не будет работать. В этих условиях тоже надо объяснять людям, как себя вести, как заготовить продукты, какие заготовить продукты, да, как разводить огонь,
на чем потом готовить это, да, в городских условиях это будет очень сложно, потому что там нету, ну, в лесу, в деревне можно там дрова найти в любом месте, в городе это большая проблема. Поэтому заранее, конечно, и к этой ситуации надо готовиться. Если это не нужно будет, например, ничего не произойдет, но слава богу, не произойдет, эти продукты не пропадут, даже там какую-то буржуйку небольшую купить, она тоже не пропадет, можно ее продать или выкинуть ее, если мирно разрешится дальше дело. А так вот здесь надо, военные, ну как-то худо-бедно и без нас разберутся, я думаю, там и нас и слушать не будут военные, до сих пор никто их никак не хочет даже вникать, и не хочет упоминать даже украинские политики. Ну вот я сколько слушаю, ни один политик до сих пор не назвал как бы эту трагедию нашу, да, не назвал нашу войну, не назвал и не упрекнул Путина в том, что он совершил геноцид над чеченским народом. Хотя это был самый козырный козырь, да, козырная карта для и Порошенко, и для Зеленского. И для Саакашвили, да, и для любого, на чью территорию пришел российский сапог. Но они не воспользовались этой картой. Я вот целый день сегодня сижу, вчера тоже на Фейсбуке пишу, все время там закидываю вот эти, что война началась в Чеченской республике, Путин родился в Чеченской республике как монстр, да, и не в Грузии он не родился, именно вот на крови чеченской он вырос в монстра, превратился в монстра, и оттуда стартанул, пошел на Грузию, на Украину и дальше. То есть вот я думаю, так надо себя примерно вести, если кто-то волонтеры есть, они должны потихоньку начинать обучать население к такой военной ситуации. Потому что сегодня, если, например, если прервали дипломатические отношения с Россией, да, я так слышал тоже, что их уже прервали, то получается, что введут военное положение, но должны, по крайней мере, по логике вещей, с территорию заняли уже большую. То есть должно быть военное положение. А когда военное положение вводится, там уже совсем по-другому все работает. И законы по-другому, и ситуация в стране совершенно другая. Вот примерно так думаю, что полезные вот эти тоже разговоры будут. Если у кого-то есть опыт, да, маленьких партизанских таких движениях, кто был, в маленьких отрядах, как они действовали. Вот это украинцам будет интересно. И как выжить в условиях военного времени, вот эта тема тоже интересна будет. Да, это очень интересно. Кстати говоря, у меня на стриме задавали мне такие вопросы, чтобы чуть-чуть развернуто я об этом рассказал. И я обещал вместе с тобой это обсудить. Если есть вопросы, задавайте, пока Хусейн с нами. Можете задавать вопросы. И, Хусейн, ты тоже по возможности делай чуть-чуть больше акцент на своем опыте, который у тебя есть в огромном, большом количестве. Так, кто еще хочет слово? Тогда я вам сообщу одну новость. У меня есть такой канал, он называется Аслан Арцуев. Это мой другой канал, который я тоже некоторые материалы туда скидываю, сохраняю. И вот сегодня только что я получил, только что я увидел сообщение от Роском. Так, я включу видео, чтобы это тоже было. От Роскомпозора, что здравствуйте, компания YouTube получила уведомление от Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и коммуникаций о том, что ниже указанные материалы нарушают федеральный закон Российской Федерации 148 ФС об информационных технологиях и о защите информации. Роскомнадзор добавил следующий URL-адрес: запрещенный список материалов. Для получения дополнительной информации вы можете посетить там такой-то сайт, если и так далее. И я сейчас у себя в сообществе выложу. Так вот, я могу еще одну звездочку получил, еще один мой канал. На территории фашистской России он запрещен. Так что, господа, растем потихонечку. Аслан, кстати говоря, вчера я точно такое же письмо получил от Роскомнадзора, уже второе письмо, первое письмо получил на сайт, из-за того, что на сайте было это ФСБ взрывает Россию видео, которое провайдер удалил, потом я с ним поссорился, и он его восстановил обратно.
То есть я не дал им удалить оттуда, выбрав блокировку на территории России, чем я буду поступать своей совестью. И сегодня получил опять уведомление, только не сегодня, вчера на email пришло точно такое же, которое ты зачитал, письмо, что тоже там Роскомнадзор, они, видимо, сейчас занялись вообще вот этой темой, да, чеченской темой, потому что они понимают прекрасно, что сегодня мы говорим, мы напоминаем о русско-чеченской войне, мы говорим о том, что вот оттуда начался старт России, мы говорим о том, что пора признать Чеченскую республику Ичкерия как независимое государство, потому что Путин уже и Абхазию признал, там, и Крым признал, и сейчас Луганск, Донецк признал, уже пора и нас признать. Поэтому они хотят заблокировать все, закрыть нам рот, чтобы мы нигде нас не было слышно даже. Но мы будем бороться, мы будем, конечно, искать лазейки, чтобы донести до людей всю правду и наши вот эти вот чаяния. Да, мула. Так, Алюй, ты поднимал руку, пожалуйста, тебе слово. Я просто хотел про признание это наше. Оно не случится, мне кажется, это мое мнение, даже если там по самой Днепр Украину Путин отхватит, будет вот такая же игра, вот, они закон нарушают, а мы закон не хотим нарушать, типа, это они такие плохие, вот что-то типа такого будет. Потому что и сами украинский народ, да, спокойно готов, мне кажется, признать Ичкерию, но вот украинская власть, она никогда на это не пойдет. По крайней мере, мне так кажется. Пойдет. Просто, может быть, не сейчас, но никогда не говори никогда. Плюс еще, никогда я имею в виду какую-то ближайшую перспективу. Плюс это еще наши вот эти, про кого Ибраим говорил, вот они тоже, конечно, сильно нам подгадили. А так уже много было возможностей, уже сатанеющего Путина, уже много поводов дал бы нас признать. К сожалению, с нашей стороны тоже тут всякие имараты, халифаты, Аль-Багдади. Это не важно, вот они признают, наше дело, да, говорить. Примерно, если тебя грабят, да, если женщина там, или грабят, или там готовят к чему-то, если она не будет кричать, да, люди подумают, что она от этого удовольствие получает. Тут в этом плане мы обязаны... Я не кричать не предлагаю, Хусен, я говорю, у меня нет иллюзии, я когда это говорю, у меня нет иллюзии, что завтра вот выйдет там Зеленский и скажет, мы вас признали. Дело в том, что мы должны заставить мир говорить о нас, вот говорить именно о независимой Чеченской республике, которая оккупирована. А если мы это не будем говорить, но будем там ссылаться на какие-то дела, и так и вопрос будет висеть всегда. Надо требовать, чтобы нас признавали, надо требовать, чтобы мы имеем точно такое же право, да, например, не точно такое же, 1000 раз больше прав имеем, такое же право, как Украине быть государством, как там Грузии быть государством. Почему нам отказывают в этом? Вот в чем вопрос. Вот этот вопрос я исследую. Я делаю чисто предсказания, а не пассивность. Не предлагаю какую-то пассивность проявлять, я говорю, что так и так будет. А то, что ты говоришь, что надо, конечно. Плюс надо еще вот этих опередить, которые на Багдаде нас все время спихивают. Это побочный материал. К сожалению, они заметны. Абдуллах всегда заметен. Да, конечно. Одно действие Абдуллака может завалить 10 лет нашей работы. Легко. Нет, не совсем, Алюй, не совсем. Мы, мне кажется, немножко преувеличиваем вот эту опасность, угрозу, это мое мнение. Если мы 10 лет работаем, никакой Абдуллах. Вы заметили, когда проводят какие-нибудь албанцы, какие-нибудь там другие мусульмане где-нибудь в Австрии были теракты, и никакие там албанцы, кто там, македонец это был, не помню, никто не возмущается, народы не уходят, не извиняются так сильно,
как это мы должны делать. Нет, мы должны делать в своем направлении. Они должны быть маргиналами, которыми они являются, сумасшедшими маргиналами, которые убивают невинных людей, совершают террористические акты против невинных людей. Мне кажется, нам больше надо акцент делать на гнездо ФСБ, а не инструмент, который также в руках вот эти Абдуллайки там и другие третьи. Бехмобил, да, ты прервал, но на мою думку, делать надо и то, и другое, и причем очень много и как можно сильно. Так что, ты меня мысль украл. Да, я сбил твою мысль, Бехмобил. Давай тогда следующего. Давай Ибрагиму дадим слово, выручит нас Ибрагим. Ибрагим, тебе слово. Аштан, я хотел Алви просто поддержать чуть-чуть. Не сомневался. Да, в этом как бы в этой его мысли. Да, Алви прав в том, что от вот этих жертв, да, российской, не только жертв, там идеологически, и вербовка идет, и идеологи идут. Вот от этих вот как бы радикальных религиозных движений нам надо абстрагироваться. Согласен. То есть четко подчеркивать, что вот эта вот радикальщина, это не имеет она никакого отношения к нам, это просто детище, это продукт вот русского мира и их спецслужб там российских. Вот. Хотя в другой мысли я не поддерживаю Алю, где он он просто, я так понял, неправильно изложил ход своей мысли, когда он говорил о... Подожди, просто меня неправильно интерпретировали. Да, мы тебя неправильно интерпретировали. Еще была здесь цитата какая-то, вот Хусейн хорошо это сразу подловил, что Джахар где-то говорил, мол, что надо вести войну ихними методами. Абсолютно этого не было. И вот даже когда мы сейчас критикуем, да, украинцев, вот я здесь слышу, я, например, не поддерживаю эту критику, что украинцы там ничего не делают. Украинцы, я считаю, в данной ситуации они правильно себя ведут. Абсолютно. Они делают все, на мой взгляд. Я иногда завидую, что мы не был в этом возрасте, чтобы все понимать и не делать то, что они сейчас делают. И мы вот, наша ситуация, она абсолютно аналогичная была Украине. Мы были всегда, вот первую войну, если брать, всегда мы соблюдали вот эти вот все правила ведения войн, там, я не знаю, всю толерантность. Отпускали по 2 раза пленных российских. Вы же помните, даже съемки есть. Да. Они еще сохранились. Так что в этом плане Украина ведет себя очень толерантно и именно вот похоже, как мы вели себя, параллель можно здесь провести. Так что Украина в правильном направлении. Я вот когда прежде здесь свою мысль излагал, я не знаю, может это пессимистично показалось как-то. Я просто хотел на нашем примере показать, что бывает, если как бы не, за свою родину, не защищать свою родину. Я вот это хотел высказать. А так, что Украина ее не защищает или не будет защищать, и что там, я сомневаюсь в победе Украины там, или этого абсолютно нету. Потому что Украина, она на правильном пути, и обязательно она как бы восторжествует и победит. Да, Алмула. Верим всей душой и желаем ей этого. Так, кому слово? Можно мне сказать? Да, конечно, Жень, пожалуйста. Спасибо вам большое. Это все правильно говорите, что мы не догребаем в плане территориальной обороны, в плане того, что вообще какой-то кисель в голове насчет того, как оборонять. Это я гражданское вообще население на самом деле. Я-то вполне возможно, что я вообще не все знаю правильно.
что там у нас там происходит. Я не про это хотела сказать. Помните, вы сказали, это говорил, по-моему, господин Хусейн Исханов, о том, что это было на стриме с кем-то, о том, что Путина бы не было, если бы его не поддерживали определенные силы негласно на Западе, что они его, честно говоря, попускают. Кто, на вашу думку, конкретно является бенефициаром Путина на Западе? Кто, в чем эти нити, которых мы, может быть, не улавливаем, не видим сейчас? Что дает ему вообще вот силу, на вашу думку? Кто на Западе дает ему вот такие... как это сказать? Ну, кто дал ему вырасти в такого дракона? Запад. Ну, я вот могу я ответить на этот Да, вопрос, попытаться, да, по крайней мере. С одной стороны, ему позволило хамство, да, хамство вот гопника, самого натурального гопника, который вы можете на улице, там, выйти на улицу, да, какой-нибудь ночью или вечером, увидеть там какого-то гопника подвыпившего, который задирает всех прохожих. И прохожие будут более здоровее него, да, более сильные. Они будут из-за культуры или из-за такого, не знаю, там, отсутствия вот этого хамства такого же, будут или нежелание иметь проблемы с этим человеком, будут его обходить просто. Будут обходить, а этот хам будет все время наступать, может кого-то ударить, может еще что-то. Вот такое. А остальное, вот Запад сегодня, да, когда мы говорим Запад, когда мы говорим Европа, мы должны говорить о политиках, о человеке, да, который принимает решения. Это может быть там канцлер, например, Австрии, Германии, там, или Конгресс Соединенных Штатов, президент Америки. Это человек, такой же человек, как и мы, только немножко больше наделенный властью. И вот многие вещи зависят от его вот этого внутреннего я, да, есть ли у него мужество или нет этого мужества. Будет он там мямля, да, по жизни. Бывает же такой мямля по жизни, не может такое решение принять, там думает, передумывает. А есть люди, которые сразу принимают решение. Вот Путин прекрасно знает позиции этих людей. Путин разобрался давно в психологии этих людей, да. И как хам на улице, он просто в наглую прет, ну, зная, что вот эта толерантность, вот это европейское, да, нежелание там воевать, умирать, там, убьют, не убьют, прибьют, там, газ, на газ, я сегодня в Австрии, кстати, в газетах читал, кто будет платить за газ, если цена вырастет и так далее. То есть люди не беспокоятся за жизнь украинских людей, да, украинцев, а беспокоятся за оплату за газ, который они завтра тут будут получать. Вот эти вот вещи Путин учитывает. Он все там просчитал уже. Он уже несколько лет вот этот рычаг газовый, да, крутит налево-направо. Помните, там в прошлом, позапрошлом году нам зимой каждый день показывали для Украины такой экран, который как бы замерзает, да, и скоро зима, да, и вот такой посыл, скоро зима, мы сейчас закроем газ, и вы там сдохнете от холода, это они украинцам так говорят. И пугают людей, а люди, которые смотрят телевизор, и политики тоже же такие же смотрят телевизор, слушаются, они понимают, что вот с этим человеком еще смотрят, например, на территорию России, да. Вот на карту, если вы посмотрите территорию Австрии или там Германии и посмотрите на территорию России, это вообще 1/6 часть суши, бесконечность там страшная, бесконечность, огромная территория. Но люди, такой нормальный мыслящий человек, сопоставляет. Если, например, вы захотите захватить Россию, да, то у вас топлива не хватит с одного конца на другой доехать, да. А если они захотят захватить, то у них одной заправки хватает, чтобы с одного конца здесь в европейскую любую страну проехать вдоль и поперек. То есть в этом плане вот тоже эти люди думают, что Россия большая, там такая-сякая, если с ней связываться, еще уроки Второй мировой войны, кое-кто помнит, зверство русского солдата. Я поэтому вначале тоже говорил, что чтобы внушить смелость, да, вот этим европейским политикам и американцам, чтобы им придать им мужество, да, вот это мужество должны показать украинские солдаты.
Вот реально. Вот тогда будет совсем другой вопрос. Тогда будет другое отношение совсем, увидите. Примерно Спасибо. так я, не знаю, Спасибо. ответил. Спасибо большое. Спасибо, извините, я просто себя не слышу, извините. Спасибо большое. Да, мы тебя слышим, все, вас слышим, все хорошо. Так, Альви, ты опустил руку? Тогда Да, слово... я опустил. Да, Саша, тебе слово. حسين نيسكي شو ведут сава мовастон Дженни Юля. В общем, что я хотел сказать вам по поводу, я поднимал этот вопрос, украинская армия, если бы она, как сказать, набраться мужества и дать такой отпор по морде дать русским, они развалятся, 100% развалятся, как дочь. Там даже бабки гадалки не ходить. Тем более с такой мощью украинская армия. Если бы они один раз хотя бы дали, они бы развалились. И весь мир бы понял, что из себя представляет российская армия. Тем более, когда русско-чеченская война, первую еще войну, я говорил здесь, чеченские повстанцы, Рейблс, развеяли миф о могуществе российской армии. Вот этими словами говорили, передавали BBC тех времен. Я еще раз повторяю, им надо дать хорошо оторваться. Тогда они не то, что там, я думаю, что разбегутся. Эмоционально дитер. Спасибо большое. Просто я думаю, я не знаю, меня, конечно, не спрашивают одновременно, я сразу хочу это сказать. Я просто знаю, что куча соображений, что вот ударят баллистикой там по АЭС, например, еще что-то. То есть целый ряд страхов есть на эту тему, да, почему мы сами не обостряем. Мы могли бы обострить, вот как бы все до уровня комбрига бригады, все хотят и могут, и хотят, и мотивированы, все как бы, но мы же, получается, что ребята это же не решают, это решают политики, и когда дело заходит про политиков, начинается вот это виляние хвостом, пардон, извините за такую терминологию, ну то есть запрещено такую там резкую инициативу, если там идет, там, допустим, перспектива прорвать фронт, это же на новом месте надо закрепиться, ну и так далее. То есть там могут быть плохо укрепленные позиции, там много разных вот каких-то таких вот, я читала выкладок, почему мы не идем вперед, но прежде всего одна главная причина не идем вперед военным путем, потому что мы считаем, что его додавят ошибочно, я считаю, мы так считаем, это не мое мнение, это я просто транслирую, как сказать, ну, почему так происходит, что мы думаем, что нам удастся его всякими вот там такими методами обуздать, которые не будут предполагать там разрушение там до оснований там какой-то жилой застройки и тому подобных вещей, то есть и так уже люди вот настроены, на самом деле половина выехала в Россию, половина выехала вот из этих населенных пунктов, где-то, если так сказать, мы думаем, что где-то 30 и 30, где-то часть выехала к нам, часть в Россию, и часть осталась. И очень важно, чтобы еще и люди не считали, они уже все поняли на самом деле. Я думаю, многие хлебнули до такой степени, что они уже все поняли про ту сторону, как бы, на собственной шкуре, как говорится. И там у нас там какие-то там, допустим, те же самые таксисты, переселенцы в Харькове, да, или там какие-то вот, ну, люди, с которыми можно поговорить, которые покинули зону конфликта и могут рассказать про свой собственный опыт. Вот, и они, конечно, уже поняли, что там, например, там меня вез таксист, он рассказывал, что он купил
за свои деньги маленький пивоваренный завод в Австрии, оборудование. И первое, что сделали войска, которые зашли, да, из России, первое, что они сделали, ну, это было событие 15-го примерно года, первое, что они сделали, они вывезли этот его завод, за который он сейчас еще кредит даже до конца не отдал. То есть, вот, ну, то есть они понимают, что они уже понимают, что эти люди не друзья далеко. Вот. Ну, хочется, чтобы они были не намертво против Украины на всю оставшуюся жизнь. Вот что, собственно, преследуется, какая идея. Я думаю, так. Извините, все, я замолкаю. Так, кто слово возьмет? Так, почитаем тогда комментарии. Тут вопрос возник по поводу, что там Чечня, если я правильно понял, дискуссия шла, что Чечня имеет больше прав, чем другие. Чечня имеет тоже право на свободу и свое государство, какое имеет Украина, какое имеет Россия и страны Балтии, и Казахстан, и все остальные. Мы вышли из Советского Союза, это для тех, кто еще просто не в курсе. Все это было ложью, что мы какие-то сепаратисты, что мы там мятежный генерал, там отделяемся против воли, не проводили там никаких выборов и так далее, и так далее. Потом начали нам рассказывать, что нужно было провести референдум, и разные причины, как сейчас, ищут поводы по поводу Украины. И вы все это тоже прекрасно знаете. Поэтому мы выходили из Советского Союза на законных основаниях в соответствии с советскими законами и международным правом. И причем о выходе из СССР, из РСФСР, еще говорил об этом, ну, вернее, занимался этим еще когда Джохар Дудаев где-то там служил у себя, занимался Завгаев, советский ставленник, руководитель Чечено-Ингушской автономной Советской Социалистической Республики, который ее и переименовал Чечено-Ингушскую Республику, он и парламент, советский парламент, переименовал Чечено-Ингушскую Республику бессоветской и социалистической. Поэтому все брехня, все ложь, просто про то, что говорят. И мы готовы встретиться с российскими любыми представителями в любом суде, кроме российского. Ну, честном, справедливом суде имеется в виду. Поэтому не верьте этой пропаганде. Мы независимое, суверенное государство, которое было оккупировано. В соответствии, независимое, суверенное, в соответствии с международным правом. Другого права на сегодняшний день пока в мире, кроме этого международного, не существует. И вот, кстати, когда они говорят про вас повстанцы, там вот эта зачистка, вот это сразу надо за горло брать и говорить, что нельзя так говорить, друзья мои, нельзя. Это все их слова. Да, совершенно. Это терминология это имперцев. Их слова, да. Абсолютно. Да. Они ко всем используют. Вот на слово, вот выражение на Украину, это же не зря говорится. И украинцы сами это повторяли. Я это много раз раньше говорил, пока не разобрался, что это значит. У империи есть термины для всех. Страны Балтии они называют Прибалтикой, то есть при Балтии, то есть при них это находится. То же самое можно сказать Чечня. Чечня, например, Джохар Дудаев не любил вообще это слово Чечня. Это как бы, ну, такое пренебрежительное, уничижительное слово, как, ну, фигня, можно грубее сказать, да. Вот так это обозвали Чечню, например, Чечению, да, мы ее называем Чеченией, там, или пускай она будет Ичкерией, потому что слово сам чеченец это не наше слово, это заимствовано от других народов, там, скорее всего, от арабского, шишан, может быть, да, наше самоназвание Нохчи, мы Нохчи. Но оно так устоялось в мире, все нас называют, но это нас, ну, как раз это арабское слово, нет там никакого подтекста, уже можно понять. А вот то, что все исходит из российских вот этих их институтов имперских, там, да, там постоянно Прибалтика, на Украину, Чечня, боевики. Мы сами уже начали себя боевиками называть. Боевики. Боевик это вооруженный бандит вообще-то, да? И как это может сам себя человек называть, который вышел защищать свою родину, называть сам себя вооруженным бандитом. Ну вот такие вещи мы, конечно, должны пресекать. Так, к нам зашел Рус Адам. Адам, тебе слово, если у тебя звук подключился. И
и потом, Жень, вам дам слово. Так, Рус Адам, подключился звук? Мы тебя не слышим. Мы тебя не слышим. Жень, пожалуйста, вам слово, пока Рус Адам настраивает свою технику. Я просто хотела сказать маленький комментарий. У нас есть музей Гоголя, там, где он родился, вот, и там есть издание Гоголя дореволюционные. И вдумайтесь, одна женщина, она смотритель музея, но у нее профильное образование есть, у нее было много времени, она сидела, взяла, дай-ка сравню дореволюционное издание Гоголя и советское издание Гоголя. И она говорит, господи, это вообще куски вписаны, что вот Россия, там матушка, говорит, и причем нагло, кусками. Говорит, я, говорит, никогда подумать не могла, что в оригинал, там вечера, ну не вечера на хуторе близ Диканьки, там еще какая-то была, я забыла уже, какое произведение. Она, «Мертвые души». «Мертвые души». Она показывает две книги, вот, говорит, вот издание, там какой-то там 13-й год или какой-то, ну, до революции. И вот, говорит, издание при большевиках в Советах сделано, говорит, вот, сравните, вообще кусками вплетена, то есть эта пропаганда вплетается даже там, где мы не ждем. Вот, сори, все, извините, я молчу. Спасибо. Так, Рус Адам, у тебя получилось? Жень, я хотел пару ремарку ставить, Аслан, если можно. Да, слушай. Украинский писатель, отец Метр, Тарас Шевченко, воевал в Чечне еще в те времена, но когда они были рекрутами, помните, когда на 25 лет призывались в российскую армию солдат. Вот даже тогда, воюя там в Чечне, он написал вирш, я такой хочу вам сейчас прочитать, если, может, вы и слышали его. Вот, «І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забути. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая». Тарас Григорович Шевченко. Я хотел просто этими словами просто как бы развеять наши вот эти грустные мысли, и чтобы с этими словами украинская армия шла вперед, потому что за вас слава, за вас правда и воля святая. Вперед, господа украинцы! Спасибо вам большое. Отличное Спасибо. стихотворение. Так, Рус Адам, вроде у тебя подключился, включи микрофон и, пожалуйста. Рус Адам, микрофон включи. Алло? Да. Меня слышно, да? Да, вас слышно, Рус Адам. Да, слушаю вас. Ассаламу алейкум. Всем здравствуйте, украинцев, витаю. Я сам из Казахстана. И вот только вот недавно зашел, увидел, что у вас подключиться можно. Вот загрузил только что. Толком пользоваться еще не разобрался. Хотел слушаю вас. У вас же тема сейчас именно в Украине, да, идет? Да. Ну, я вот хотел как бы свое мнение выразить, и от многих там, от Казахстана, наверное. Да, слушаю вас. Как бы мое вот личное мнение, поддержка за Украину, то, что как бы понимаем, за все эти народы, которые как бы сейчас, получается, как бы на острие, да, находится Украина сейчас. Сейчас вот эти проблемы как бы внутри России с этими малыми народами, и другими, СНГ, также везде же получается, как бывший Советский Союз. Как бы, как это, проблема с этим русский мир, как называется,
я вот и многим объясняю, как бы у нас в Казахстане тоже вот, многие не понимают, за этим идеология же стоит. Это не просто так вот эти проблемы взялись. Это как вот сравнить как религия. Ну, почти да, как это религия. Ну, раньше, я говорю, вот, был там царский, да, когда, ну, царская Россия. Меня слышно, алло? Да, слышно вас. Я, может, не по теме говорю, может, Ничего страшного, давайте мы вас слушаем. Казахстан любим, и уважаем. Я вот, и вот так вот мнение, что было, мы же все же как бы когда-то были в этой же Российской империи как-то колонизированы, как бы там захвачены. Хотя они всегда говорят, что это как бы присоединились. Ну, не говорят, что это была чисто колонизаторская или захват территорий. Присоединились или добровольно, или так далее. Нам истории же пишут. Ну вот я и говорю, с этой еще царской России это продолжает потом как бы советский, ну я называю его советский мир, да, был. Там тоже своя идеология. Ну, в принципе, фундамент один был еще с тех времен заложен, я так думаю. Сейчас просто в новом, после развала Советского Союза, как бы, ну и назвали это сейчас как русский мир, да. Вот я так считаю. За этим стоит, ну, это же, говорю, с царских времен, это фундамент, это идеология, это как религия. Потому что я вот, не в обиду будет сказано, да, кто тут русский есть или кто. В основном-то... Вы нас оскорбляете. Я вот хочу сказать, многие же не понимают. Вот я простой парень, тем более я с поселка Юла. Там у нас есть Советский Союз, вот в Казахстане, селиный поселок, там весь, ну, все были, наверное, и чеченцы были, и там немцы были, ну, в основном русские, вот я говорю, даже казахов у нас не так много было, вот я вырос, и как для меня русский язык родной. Ну, в этом идеологии я вот и как бы вот с простыми людьми разговариваю, особенно с русскими, да. Ну вот, и это тяжело очень переубедить, это как религия, потому что это с культуры там берет, ну, со всего, это пласт же большой, это там с литературы, там же все тоже, ну, фильмы там, не знаю, там, самим русским языком, то, что заложено в культуре. Вот этот русский мир, это же, ну, там, книги еще там царское время, когда писали, да, как они там покоряли там или так далее, это с тех времен идет, и как бы вот это продолжается сейчас. А сейчас, тем более, сейчас вот это с телевизора там, и хоть, ну, и не только это, многие вот еще интересно мне говорят, ой, я, говорит, там СМИ не смотрю, там, тем более российская, там, и я не... А он, главное, говорит, не смотрю СМИ, да, ну, повторяют почти точь-в-точь то, что говорят там вот эти пропагандоны там федеральных этих каналов, он все повторяет. Откуда он берет? У него соседи, бабушки, там, родственники, на работе, там, и так далее. Да, среда. Ему они так доносят, ему даже телевизор не надо смотреть. Они также там где-то общаются в гостях, там, и на работе, и все это так доносят. Вот там, то эти там фашисты, там, украинцы или еще кто-то. Вчера я ребенок был, я помню, когда война была в Чечне, я тогда еще тем более в поселке жил, у нас вообще интернета никакого не было. Я помню это НТВ, вот эти каналы, вот эти пропаганды. Я тогда уже ребенок, ну, начал задуматься. Все вокруг у нас говорили, вот эти бандиты, чеченцы там, как говорили, боевики и так далее. И в основном у нас русское население, тем более они все вот это пели, ходили. И как бы и все другие народы, которые рядом, они же под них как бы, ну, под это подстраиваются, потому что информационное поле, как бы они тоже верят. Я тогда ребенок начал, тогда задуматься уже начал. Я начал, как маленькая Чечня, я уже знал примерно географию, ну, что знаю там, маленькая Чечня, как она могла напасть на Россию. Ну, что-то не складывается в голове. Хотя пропаганда со всех сторон. Мне тогда уже с ребенком. Сейчас Украина напала. Да, да. Вот потом то Грузия, там, тогда. В Грузии, когда было это, тоже у нас это, ну, это работает, вот, пропаганда, работает. Ну, насчет пропаганды, они вот, в принципе, им можно, как сказать, это, в чем Москва преуспела, или как сказать, профессионалы. Это, блин, вот как Геббельс, или кто там был в Германии, который этим заведовал, пропагандой. Они прям четко это работают. Я вижу, как пропаганда очень хорошо работает. Это информационное.
Про Грузию я помню прекрасно, как у нас вообще в Казахстане об этом почти не говорили. Там это у нас же как, ну вот российские каналы, да, работают, оттуда узнают. И сильно эта тема как бы не трогалась, потому что это где-то далеко Грузия, и там какая-то... Ну, кто немножко так трогалась, то по информационно, что это как бы Грузия, такие вот Саакашвили, там, ну, люди примерно так знали, и меня тогда это удивляло. Все вот говорили, как она на Грузия напала, а у меня другой информации не было. Я вот эту только знал, российскую, все. Но я уже после Чечни я знал, что это не, ну, примерно я знал, что это неправда. А другой информации не было. И у меня интернета не было, я тем более в селе жил, там какой интернет. Я потом уже, когда начал, ну, это время прошло, я просто копаться начал, интересоваться, как бы, что как. Ну, это примерно так же, да, как вот сейчас делают ДНР. И примерно так и оно и получилось, я узнал. Что там эти паспорта раздавали, потом провокации. Ну, как маленькая Грузия тоже будет нападать на большую Россию. Там, или провокацию. Ей же невыгодно, Саакашвили, там, конфликтами, тем более экономика завязана, да. Ну, это дурак совсем будет. Хотя людям нам навязывают. Вот Грузия напала. Мне вот то тоже вот такая история, Ичкерия была, что... А сейчас у вас что говорят про ситуацию Украина-Россия? Что говорят по телевизору? Ну, все то же, что и в России. У нас эти каналы все работают в открытую. Это как в Беларуси. И просто казахи, как бы вот сами именно, они как бы немножко, хотя тоже многие как бы подвержены, потому что там тоже... ну, вот в русской среде, когда находятся, да, вот казахи, которые, там они все равно, они же общаются, дружат с семьями, там, на работе. И как бы с российской вот этой информацией им тоже через друзей это в голову вбивают. Ну, это как ватные у нас называют. А более кто задумчивый или более, ну, в основном казахи, конечно, там, они как-то понимают, что это пропаганда российская и не верят, как бы, потому что многие казахи, как бы, кто-то помнит, кто-то не помнит, тоже как бы, видите, так, что было очень много в Казахстане, именно казахскому народу было, как сказать, горя причинено, как бы, не со сладко, стороны... Не сладко всем было, всем, кто оккупировал. Да, да. Можно спросить? Да, Можно спросить? Извините, без очереди один вопрос и умолкну. Скажите, сейчас вот они сказали, что они вывели свои войска из Казахстана. Они вывели реально их? Ну, насколько вот мы знаем информацию, да, вывели. Хотя кто-то там говорит, вот человек один рассказывал, он живет ну, рядом с аэропортом. Вот Алматинский аэропорт, куда завозилась эта техника, и он примерно считал, он говорил, я не помню, в день то ли по 80 было этих бортов приходило, то ли, я не помню, то ли 50 или сколько, в день бортов приходило. Вот за пару дней вот эта группировка там 2 или сколько, 3000 было перекинуто с техникой. И он потом считал, говорит, а когда выводили, говорит, сказали, и с того дня, вот сколько он примерно, ну, намного меньше было бортов вылетело. И это прямо над ним у него дом стоит как раз. Ну, как бы вот, а точной информации нету, как бы. Но вы же их видите? Вы же их видите или нет? Не вижу. Я вам скажу, ну, скорее всего, я предполагаю, это, ну, скорее всего, вывели, потому что все равно бы это тоже бы... Эта информация, тем более казахи же как там передают там родственникам, это бы информация вылезла, что какие-то части просто могли какую-то технику оставить, из-за этого меньше бортов или как-то вот так. А именно если люди какие-то там большие скопления, что там хотя бы 500 человек или сколько там осталось бы военных, то это скорее всего где-то просочилась бы информация, мы бы знали. Такой информации нет, как бы. Спасибо. Я скорее всего думаю, вывели все. Да и там, да, вы поймите, там... Да там Китай пальцем помахал, наверное. Нет, вы поймите, вот многие предположения говорят, что Китай там сказал, там еще кто-то сказал. Я даже не думаю, что Китай там прям надавил на Россию там или на кого-то, пригрозил, прям испугали. Просто вы поймите, все так как бы, прям Китай там, я, насколько знаю, тут дело не в Китае, а просто население настроено отрицательно к этим ОДКБ, вот этой российской армии, и все. Власти же тоже недовольство идет, нарастает. И так, тем более, такие события были, и людей еще больше как бы это заводят. И власти просто... И вы сами поймите, как бы в Москве тут
как сказать это их же, как бы, тот же Назарбаев, это же их, как Лукашенко, тот же такая, как сказать, это их люди, получается. И им тут, какой резон оставлять тут армию? Это их же люди, они, в принципе, все договариваются, это с одной, как бы, котомки, или как-то, с одной корзины, или как бы. Ясно. Свои люди. Ну, извини меня, Северный Казахстан, они считают исконно своими землями, так что... Да. Ну, нет, вы поймите, тут чуть-чуть другая ситуация, я же в Казахстане нахожусь, у них весь Казахстан, вот смотрите, они сейчас зайдут там в Алмату могут, да, там оставят, там армию оставили, захватили кого-то там, вот уперлись, мы не выходим, мы захватим там Алмату или еще что-то. Понимаете, тут просто поднимется буча, народ, они же против власти народ. Если власть будет, или им определяться надо будет, или они их поддерживают, эту российскую там военных, или кого. И Москва же не дураки, они же люди. А зачем им какой-то Алмату, там, северный, вот, говорят, ну, вы поймите, это много пропаганды, там идет это в интернете, много летает, вот, Северный Казахстан, там, отца. Они весь Казахстан контролируют, вы поймите. Зачем им какой-то кусок, там, какого-то там области, или там захватить какую-то, да, там, район какой-то там, или какой-то ДНР там. Они весь Казахстан держат. Это такая же ситуация, как в Беларуси. Зачем вот сейчас России там захватывать в Беларуси, когда у них свой человек Лукашенко? Также в Ичкерии, также, вот, например, да, это их человек получается. Теперь они пытаются съесть Украину, зубами стоят и клацают, получается. Да, в Украине не получается вот посадить такого же, как это к ним, как это говорят, их человека, короче, как там вот Назарбаев, там Лукашенко. Хотя, конечно, это разные ситуации немножко там. У Казахстана меньше зависимости. Лукашенко вообще попал полностью, да, полностью там. Тоже там республики, которые там Ичкерия, да, или Татарстан, ну, то есть совсем понятно, что это они полностью руководимы, потому что они в составе России находятся. Тут менее может как бы влияние, как бы, но все равно это их люди тоже как. Тот же там Азербайджан, конечно, тоже, это же, ну, еще с советских времен, да, эти люди как бы все. Ну, в Украине у них в разлад пошел, я так вот думаю, то, что ну, это они не могут своего человека поставить. Там люди выбирают, да, президента. А можно спросить еще, вот насчет, там недавно прошла информация по соцсетям, что было совещание республик азиатских, и что якобы Китай сказал всем, что я вам обещаю протекторат от военных интервенций, там якобы был что-то, ну вот я не поняла, там был Казахстан или нет? Нет, ну тут бывают они собираются, вот эти центральноазиатские страны, и потом, или там у них какие-то еще другие состоят, кто там, Китаем там, я не знаю, какие организации, не помню там. Ну вот сотрудничество, которое есть, вот те же там, тюркский еще есть, как называется он, союз. Там Турция входит, Казахстан, это Узбекистан, там, Азербайджан, Киргизия, ну вот эти вот тюркские страны входят. И как бы вы поймите, как сказать вам, это много вот такой информации, да, это просто как бы кидают, это там с российским многие кидают, или наши такие запуливают, да, это как провокационные. Ну реально вот я сколько смотрю, ну Китай, он не дураки, они никогда такое, ну, мы бы знали бы, если бы нам говорили бы, что такое. Китай больше экономически, да, он может сказать, как бы, да, мы будем, там они планы строить, мы будем инвестировать. Вот эти они могут сказать. Ну, что именно там военным могут свои как договоры сделать там с Таджикистаном. Например, там для сохранения как бы этой границы, чтобы с Афганистаном. Вот. А Казахстан... Говорят, Талибан подошел в количестве 10 тысяч к границе Таджикистана прямо сейчас. Говорят. Ну, я этой информацией не владею, но я знаю, что Таджикистан не собирается его как-то задерживать, насколько я понимаю. У них нет, ну как задерживать Таджикистан не будет? Это они же как через масло пройдут, что ли? Нет, ну не через масло условно, но у них, по-моему, нету столько
клыков, чтобы Не-не-не-не. самим отбояриться. Ну, это понятно, если кто-то такой будет, они не справляться будут, тут и все страны эти подключатся. И сама Россия подключится, и тот же Китай там, и все. Если там Таджикистан не будет справляться. Потому что есть еще договор между этими странами, ну, взаимной помощи. Это, конечно, это угроза всем пойдет, если там прям такое большое скопление Афганистана. Но это больше фейки, вы поймите. Афганистану сейчас, мне кажется, не до этого, чтобы там вторгаться куда-то, там лезть, не знаю, на Таджикистан или еще куда-то. Им своих проблем сейчас, этим талибанам хватает. Они, наоборот, же просят как бы помощи, наоборот, у всех. Ну, как бы там у них свои проблемы там, с питанием и так далее. Но это больше фейки запускают. Еще поймите, вот эти... Меня слышно, алло? Да, я просто молчу и вот эти фейки многие с Москвы запускают. Они разные фейки запускают. То Китай там что-то там предлагает, угрожает, то или там Талибан. Для чего это делается? Делается для пугания, запугивания, там еще что-то. Вот эти фейки делаются. Для зондирования делаются. Тут постоянно вот эту тему раскачивают. Угроза Китая там военным. Китай в военном плане никому, по-моему, не угрожает. Он только давит экономически, он залазит. Он подкупает. Ему без разницы, как работать, там, с коррупцией он подкупает, или так заходит, будет, может, по закону работать, ну, короче. А пропаганду я это вижу, как пугаю. Это идет, у нас вот эти многие организации в Казахстане, например, работают, они связаны с русскими общинами всякими, потом с Москвы многие вот эти организации, видно, прям завязаны, через вот эти информационные всякие там, они очень завязаны, и видно, прямо они работают, откуда это льется информация. Фейки эти закидывают. Для запугивания там. Вот у нас, например, это работает население, это как ксенофобия называется, против Китая. Население настраивают, вот, пугают Китаем, что они там военным там захватывают. У них, в принципе, такой угрозы у нас от Китая нет. Больше от России это идет. И как бы там информационные и все и так далее. Угроза идет. Об этом молчат. Видите, как однобоко. Алло? У меня какой-то треск идет. Да. Меня плохо слышно, пишешь? Нет, просто треск шел у меня. Я не знаю, может, это только у меня. Спасибо вам большое. Извините, спасибо. что я много вопросов задаю постоянно. Да нет, это я тут не разбираюсь, вот я первый раз загрузил. Это я как... Мы сейчас несколько человек тут сидим, да? Да, конференция. Я вас просто сбил, у вас, наверное, какая тема была или что-то. Да, было вот у нас, мы обсуждали, сопоставляли войну в Чечне и войну в Украине сейчас, что те же самые методы против гражданского населения, постоянные провокации и манипуляции. Да, и похоже, вот я говорю, как с Грузией был. Ну, что-то похоже, что-то не похоже. Ну, технологии они же те же используют, как бы схожие. Где-то там прошло, хорошо отработанная технология, они так ее дальше используют. Я еще хотела, знаете, что спросить. Помните, у вас там были съемки во время этих последних событий, да? Всех ли удалось найти людей? Кого именно? Ну вот кто говорят, что много людей пропало на улицах вот во время беспорядков, пропало много людей, и что всех ли удалось найти? Проследить, что с ними случилось, и всех нашли? Всех вы нашли? Ну, 100% не скажу, но в основную массу, да, по-моему, так. Потому что прям 100% нельзя, потому что все равно это авторитарный строй, и они могут кого-то там, прям кого-то нужно им, я не знаю, кого-то запрятать, и все, и никакой информации не найдешь.
Я хочу вам сказать, вы это документируете, это все как бы преступление, вы это куда-то записываете или как-то, это надо все засекать. Это просто преступление против вашего народа. Ну, есть организации, как бы в Алмате именно, вот, которые там, ну, вот этим занимаются. Я имею в виду, что сказали, что было много пропавших без вести, вот это я имею в виду, что и никто с концами, никто ничего не объясняет, и добиться нельзя. Вот такое я слышала, как видео смотрела. Да, да, Вот есть. это, я за это говорила, чтобы вы меня правильно поняли, не дай бог. Ну, есть такие случаи, они просто, я насколько знаю, там информацию могут не давать по человеку, там, кого задержали, за что. Как бы есть такие случаи. Кошмар, кошмар. Спасибо, извините, я так все время всех перебила. Все, я молчу, и больше мне слова не добавить. А я других, или я только вас слышу, а других я могу слышать? Да, просто у всех выключен сейчас микрофон в данном случае. Не, мы все на связи, мы слушаем интересные беседы между вами. Не хотим просто вклиниться, чтобы базара не было. Поэтому интересно, надо побольше вопросов задавать, больше ответов получать. И таким образом мы как бы поймем друг друга больше, потому что, например, в Казахстане немножко информация совсем другая приходит в Казахстан из разных источников. В Украине своя информация. Мы вот здесь в европейской части, в Европе живем, чеченцы. Я вот в Австрии живу, например, в Вене. Да, у меня другая информация. Поэтому мы должны делиться этой информацией, чтобы понять, что происходит в наших странах, везде, в странах проживания или в странах, где мы родились, выросли, на нашей родине. Поэтому это очень важно разговаривать нам. А вот я хотел услышать Аслана. Как бы я знаю, он же, я его видел в ролике, он просто эта тема, как бы Ермек, он же его знает, он с ним как-то, видимо, они Ну, я с ним тоже, с Ермеком разговаривал, ему тоже интервью давал, да, я его тоже знаю. И вот сейчас проблема то, что его закрыли же, он приехал как... Да, ну, знаем об этом тоже. Как Саакашвили, такая же ситуация. Ну вот, получается, у нас проблема у всех, как бы, если вот так раскручивать, у всех вот этих постсоветских стран, и народов, и сами, которые в России находятся, у них проблема к этому выходит. Я вот многим стараюсь объяснить, как бы люди, вот мое даже окружение там, я тем более с простой среды вырос, я просто с села, тем более, я интересовался, как бы, мне вот с детства, ну вот со школы начал вот мучить проблему, вот это, не сходится, тут одно говорят, на самом деле, видишь, что другое. Я интересовался, как бы, да, вот, и мне интересно было, я интересовался. А простые люди, как бы, они, вот в основном у нас вот в Казахстане слушают вот эти пропагандистские вот эти каналы российские или местные у нас каналы работают. А местные каналы казахстанские, это те же российские, просто это как их сателлиты, получается, ну, по их методике работают. Просто они только там, например, про свой будут там режим хвалить, да, там, это режим был Назарбаева, сейчас Токаева, они его будут хвалить. Ну и вот, и Россия. И, короче, у людей такой вакуум. Сейчас хорошо интернет хоть есть, но интернет тоже не все, как бы, в интернете надо тоже искать информацию, кого слушать. А там же много заполонили русских, ну вот это русский мир, как называется он, тоже СМИ, как РФ, тоже также их много, этих блогеров, и там Шари, Мари и так далее. Ну и как бы вот. И я с людьми разговариваю, как бы, но особенно вот у меня вот сосед, например, да, хотя он немец сам, там жена чувашка, но они не русские по национальности. Ну, их смотришь, вот эту чушь, блин, просто у меня слов нету. Как бы. Ну, это простые люди, они вот что видят, то и слышат. У них с утра до вечера работают. Ну, это вот взрослые такие люди. Или тарелка стоит, или кабельная в городах. Тарелка, поселка. Люди привыкли. Первых там каналы, вот эти Еврай, там, Первый канал, там, РТР, там,
сериалы любили вот эти смотреть. Это И военная так, пропаганда, это все да, пропаганда. и Квалифайте они, это надо четко квалифовать. Это вот это вопрос из раздела «Кто твой враг на самом деле?». То есть это военная пропаганда против вас, против казахского народа. Казахи многие вообще, я знаю, забывают вообще даже на казахском, не могут сказать фразу «я люблю свой Казахстан». И такое да, тоже бывает. То есть это же недопустимо. Казахов у нас много было, отдыхала, я была лично знакома. Они приезжали в Трусковец к нам отдыхать. Очень интересные, очень глубокие, очень интереснейшие люди с интереснейшей историей. И вам, конечно, надо как можно... Вот про этого блогера вы говорите, которого задержали. Пишите об этом везде. Говорите во все колокола, звучать, чтобы это должно... Чем больше звучит, тем лучше для него. ну да, ну и я вот всегда говорю, надо объяснять хотя бы, вот у меня нету такого... Не просто... знаю, почему Эркен уехал в Казахстан, не знаю, с чем это было связано, жалко. Он жил в Украине, в Киеве, по-моему, был. Да. Уехал, к сожалению, его сейчас посадили. И надо как бы его, его задержание надо бы как бы, вот вам, молодой человек, Русадам, как бы посодействовать в том, чтобы этот резонансное какое-то событие, чтобы оно произвело какое-то резонансное событие. И в информацию там к блогерам вашим, казахстанским блогерам объявить о том, чтобы они вывели его там как бы в резонансное дело, и чтобы правительство и освободить его человека. Но за что? За какие такие очень, очень светлый, очень грамотный, умный парень, рассуждать, и мы очень его любим ради Всевышнего. Так что старайтесь, кто что может, помочь Эркену, чтобы он освободился из этих рук. Я не знаю, такая там, кто там сейчас рулит. Такие дела. В общем, это хотел я сказать. Ну, я вот сколько смотрю, мы там, вот я простой человек, то, что могу, там, я в Фейсбуке, там, в соцсетях где-то там распространять, как-то говорить, что-то там писать, посты где-то, да, вот я только вот это, я тем более не в столице нахожусь, там, не это. Вот простые мы люди, вот через информационно можем действовать. А, насколько я знаю, там в Алмате, кто его там задержали, в Алмате посадили сейчас. Там есть люди, которые, да, сейчас они там и передачки, все ему там приносят на встречу, там как бы есть люди, информационно то, что у нас вот только через интернет, соцсети работают, а больше у нас никакой возможности нет. Все там, конечно, в этой телевидении об этом... У нас хотел пару слов сказать по поводу завтрашнего дня. Завтра уже через минут 15, наверное, наступит завтра. 23 число февраля был полностью депортирован чеченский народ. Геноцид произвели над чеченскими ингушами. И завтра как бы какая дата такая, траурная дата у нас. А русские, конечно, празднуют, день... День военных. Да. В общем, Хусейн, там я хотел тебе сказать, ты не слышал, там говорят, что ауховцам запретили выйти, там, в Хасавюрте, я не знаю, где, там, на Валаке, запретили выйти на демонстрацию, демонстрация, что там, провести это 23 число, памятную какую-то встречу провести там. Запретили, говорят, не знаю, хасаюртовские власти или дагестанские власти. Пока не слышал ничего. Я вот здесь читаю, клуб российских изобретателей, появилось новое видео, чеченцам не разрешили собраться в Аухе 23 февраля. Миловас Асланбек Вац, у него там в блоге написано, он ума цараться нам, ничего не знаешь, да? Ага, нет, пока ничего не слышал.
Это понятно, что они будут там, потому что тема возврата жилых домов, в которых дагестанцы заселены до сих пор, Ауховский район, вот это наши земли, которые там есть, которым передали Дагестане, там очень много домов, которые до сих пор после нашей депортации заселили людей, дагестанцы, они там живут и не собираются оттуда уходить. Это горячая тема, поэтому, естественно, власти хочется, чтобы острые эти вопросы не поднимались. Легче запретить, чем их решить. Так, если можно, Рус Адам, опустите руку, если вы не будете говорить. А как опустить руку, я не знаю. Ну, так же, как и поднимали, наверное. Где вот реакция, внизу есть смайлики, вот там же надо опустить. Или может Ибрагим это сделать. Вот сейчас организатор, я сейчас отходил, просто назначил его организатором. Так, кто-нибудь хочет еще что-нибудь сказать, высказаться? Ну, если никто не будет, я мог бы еще что-нибудь поговорить. Там, говори. Да, пожалуйста. У вас шум, Русадов. Все жалуются, что опять шум начинается. У вас не знаю, с чем это связано. А есть, может, я разговаривать из наушников получше? Попробуй. У меня... Лучше слышно или нет? Ну, так же слышно, шума, главное, нет. Говорите. Наверное, это у меня наушники. Контакт, наверное. Вот эту же тему уже, если вот, поднимать, да, вот то, что сейчас с Украины обострение идет, и любую тему. Сегодня только об Украине идет речь, эта тема у нас сегодня. Да. И мне вот... В чем главное? Ну, сейчас, мне кажется, также будет, я насколько думаю, Москва будет также, да, вот эту политику проводить как наступление, как бы вот это гибридная, или как война, говорят, да, вот будет раскачивать этот ДНР и... Просто в Украине еще, главное, мне кажется, внутри Украины проблема еще вот есть, как бы с этими вот группировками, не как эти не как группы или как эти олигархи, вот это все. Им же, как сказать это? Ну вот, если вот так кратко сказать, вот, тот же этот русский мир называется, это, в нем же много воплотить. Это бывшие люди, вот это раньше советский мир был, да. Я с людьми вот разговариваю, вот у нас в Казахстане, вот этот менталитет, вот проблема в этом, это же надо поколение выветривало, и чтобы информация какая-то была, шла, и как бы другие, как бы информация, да, как бы другая культура, и как бы поколение, наверное, надо, чтобы это прошло, и тем более, чтобы это не продолжалось, да, как бы в этой среде. Эти же люди, которые вот бывшие вот этим русским, советским миром, в Украине же также даже этот Порошенко, да, я хотя против ничего не говорю, много поддерживаю там, да, но все равно это люди, вот те же система вот это работает в Украине, да, это коррупция. У нас в Казахстане проблема коррупции. Это вот эта культура, вот этот русский мир, или как, где ты хозяин или барин, да, был там в царское время, или как вот это, она же оттуда идет в советское время, когда ты, как говорится, я начальник, ты дурак, да, и сила, как это, ну вот, кто сильнее, или как там, кто прав, кто начальник, кто...
Право сильного. Да, да, и в этом, мне вот кажется, проблема у всех стран. И это же не только там, я не знаю, вот у всех, по-моему. Бодров, пардон, не зря погиб в Кармадонском ущелье. Он это как раз пропагандировал, вот это вся эта бодяга, сила в правде, вот это вот все. Убиваем украинцев, типа в кадре, вот это вот все, это же было тоже, это пропаганда. Вот это все. Да. Девушка, а вы сами откуда, с Украины, да? Или Украина, да, Харьков, Украина, Женя меня зовут. Здравствуйте. Да, вот вы прям сказали вот про этого Бодрова. Я его, когда пацан, ребенок был, я его посмотрел этот фильм. Потом вот эти были еще, помню, как-то сериал у нас в селе крутили, вот модно были эти, как это, бригады, да, называли. Ну, это многие там были, вот российские вот эти. И вот этот «Брат», этот фильм, я уже потом, когда студент учился, я его смотрел, там многие балдели, там наши, которые там посмотрят, эти, помню, эти мои курсники, студенты, ой, такой классный, там эти стишки повторяли, ходили, да, там как там колосочек там в поле цветет, или как, не помню. И я тогда, я чувствую что-то не то. Я потом начал задумываться. Это же, вот это пропаганда. Поэтому так важно свой контент национальный создавать и продвигать. Вот что они делают? Они возьмут какую-нибудь бесталанную какую-нибудь матрешку в кокошнике и начинают ее по всем каналам non-stop 24/7 крутить, да? То есть постоянно. И вот, вот, допустим, какой фильм я знаю про Казахстан? Я знаю фильм «Томирис» про Казахстан один, и второй там фильм про волка. Я не помню, это казахский фильм, как про человека сражается с волком. Вот. И оба фильма я сидела и рыдала вообще. Да, он совершил хищение. Точки. Подождите, пожалуйста. Так, Хусейн, выключи, пожалуйста, звук. Девушка, вот и про вот это самое тонкое, просто еще в чем ситуация, получается, вот этот фильм «Брат», я знаю, балдели, вот мои там были многие, я знаю, там, кстати, ровесники, у кого окружение там, и в чем тонкость, это же талантливые люди делали, тот же Бодров, да, или как его там снимал. Да, принципы нейропсихология, понимаете, апеллирует к вашему животному мозгу, к вот это ощущение силы. Нет, я еще хочу сказать, многие вещи это талантливые люди делают. И как бы этот человек, это, знаете, талантливый, это не значит, что это какой-то там будет только все порядочно делать. Тот же Гитлер, он же тоже не дурак был, да? Или Путин, это же не глупые люди. Или наш Назарбаев, это не совсем глупые люди, как бы, это своего рода одаренные люди, что-то способности какие-то есть. Также вот этот фильм, например, да, вот эта пропаганда, как вбивается, да, вот, тот же «Брат», да, это талантливый фильм, очень, это, его интересно смотреть, реально, вот это талантливый. Но потихоньку они вбивают вот эту, как бы, пропаганду, русский мир, то, что в это же время они убивали там в Чечне, там, в Ичкерии, там, да, войну вели, а при этом, как бы, они говорят же, как, в чем правда, а смысл-то в чем, как это тонко делается, да, там же в открытую не говорится, а правда за нами, типа, вот за русским миром мы, за это, вот он же там говорит, да, деньги, как он говорит, ой, у вас в Америке, там вот у вас, вы деньгами думаете, сила у вас там в деньгах, это в смысле в материи, материально, да, что у вас только материально, а у нас дух, у нас духовность, вот у нас в России, это же подразумевается. У нас вот в русский, именно вот про русский там мир или русский дух там, и вот у нас правда. Там, типа, вот, там русский дух, там Русью пахнет. Да, это под это. И там леший на ветвях сидит. И по этой же методологии работают же вот эти даже сказки, да, читаешь сказки, которые советское или не советское время, даже царское время там, или какие-то произведения там художественные, или даже дышать нечем от этого духа. Мультики дышать даже нечем от этого духа, я говорю. Даже вот мы там с мультика даже это уже пропаганду же не пихают там. Мы и в советское время или сейчас, да, тебе будут мультик показывать, и потихоньку там показывают вот какой-то этот там какие-то плохие какие-то, а эти хорошие наши там вот мы там пришли там. А на самом деле все наоборот было, да? Какой-то там, как его там, царевич какой-то, да, там, мультики для ребенка. Царевич пришел там, какая-то там
орда напала, каких-то там татаров, там, а на самом деле это каких-то там народов этих просто уничтожались. Тех же там взять вот туда вот, там, не знаю, этих черкесов, башкиров, там просто этих бедных крымских татар, их почти не осталось. Там говорят, ну вот сейчас нам русская земля, и там, их там почти-то и нет, остатки выселили, да, в Казахстан. И вместе также и чеченцев, и ингушей, там, и немцев, и все. Ну вот, а мультики-то как они будут показывать? Мультики будут там какие-то вот потихоньку, ну вот работает эта пропаганда. А самое интересное, знаете что? Что вот эта депортация, ей подверглись все народы, да? А сейчас вот они под видом эвакуации эвакуируют гражданское население из вот этих территорий. А по сути это не эвакуация, это депортация, потому что вернуться они не могут, на въезд назад ДНР закрыла, вот в Орду въехать не могут, то есть это депортация. Они, по сути, их садят в поезда, везут непонятно куда, там не кормят по полдня, там стоит 5 автобусов с какими-то детками, сиротами. Это вообще детский дом, 150 детей, 8 часов они стоят на одном месте. Перед этим они были 12 часов дороги. Вы вдумайтесь, это маленькие детки. Им не дали ни воды попить, ни еды, воды не дали. Вот они приезжают в Таганрог, им говорят, мест нет. И это начинает скандалить, и это случайно вылазит на камеру. Случайно, ну там кто-то подошел, начинает снимать это на камеру. И говорят, вы нас обязаны поселить, вы вывезли детей, у детей нет родителей, то есть там кто приехал с родителями, там у родителей какие-то деньги, они пойдут, допустим, через дорогу купят и все, да, поесть, попить, купят. Ну, голодные не сядут, не будут сидеть в этом автобусе. А эти детки сидят, им потом какие-то местные люди, Таганрог, спасибо им, они просто привезли сначала по ящику яблок, вставили в каждый автобус с этими переселенцами, потом кто-то привез какие-то бутерброды, но это позорище вот какое, что вы людей вывозите и бросаете в холодный автобус, даже двигатель не включен. Сейчас погода, ну, вроде солнышко, но все равно холодно 8 часов сидеть, да, в одном выключенном автобусе. То есть вот какое отношение, это и есть депортация. И потом они говорят, что ой, мест нет, но есть места в Мурманске. Здравствуй, мама, Новый год называется, в Мурманске. А потом они, эти переселенцы, у кого там были телефоны, интернет, у кого работал, они показали, дают им, говорит, суп, посмотрите этот суп. У меня, говорит, собака в будке такой суп не ест, пардон, как нам тут суп налили в чашку. То есть, ну, в общем... Вот такие дела. Вот сейчас эта депортация повторяется с гражданским населением прямо сейчас. И они под предлогом того, что мы будем обстреливать, конечно, они знали, что они будут обстреливать, и сами на следующий день Луганск и Донецк обстреляли. Вот, пожалуйста. Ну, то есть, расходный материал получается. Понимаете, это настоящее военное преступление. Этот человек военный преступник. И это происходит в каждом военном конфликте на территории бывшего Советского Союза. И в это надо давить. И Запад, он очень инерциозен, но, тем не менее, у него есть некая свод правил. Если мы выдернем и предоставим, что вот неопровержимо это терроризм, настоящий военный терроризм против, в данном случае сейчас против Украины, и вы должны обработать этого человека как военного преступника, как террориста. Почему он вешает? Вот у него постоянно он вешает эти ярлыки на всех вокруг себя. Вот как говорят, как человек кого обвиняют в чем, в том он сам и виноват. Вот он сейчас нас вешает, что мы обстреливаем гражданские кварталы, а мы скованы по рукам и ногам. Мы из-за этого обстреливать нормально не можем дать артиллерийский ответ. Мы можем его дать физически, но мы морально его не можем дать, потому что мы знаем, что там на завтра начнется в этих кварталах. Вот и вот опять уперлись в эту тему. Ну, извините, все. Аслан, вы мне, наверное, заблокируете. Нет, Женя, очень интересно. Спасибо, что участвуете. Всегда вам рады. Так. Ну да, это расходный материал получается. Я так думаю, там Москва там своих не жалеет, там, да, если надо, людей пускает там в расход. Что там им жалеть, тем более, хотя они говорят, вот это наши граждане там, да, там говорят, как мы паспорта раздали, да, там типа это, там орут там по этим передачам, это наши русские люди, там их геноцид русского народа там и так далее. Да им это расходный материал. И самое, что главное, вот это
идеология, говорю, вот этот русский мир, вот фундамент в этом всем лежит, еще с царских времен, я вот говорю, еще раз настаиваю, в этом, и сами же эти люди, они же не понимают, это же как зомбирование идет, и это идеология, и как религия, они же сами от этого страдают, вот эти сами русские люди, их это с детства. Это как вот с Германией, ой, как этим, Рейхом, да, было. Просто он недолго продлился, этот Рейх, да, там сколько, его разбили, да, там как бы получается. А тут этот Рейх, и 70 лет он находился в советское время, и до этого он там перетек. И сейчас он перетек в Российскую Федерацию, этот русский мир, Рейх этот. Он не разбил-то, и тогда это же как было у немцев, это как называлось, я не помню. Как там, денацификация, или как это было, да, по-моему, так, у немцев, что они от этой идеологии отворачивались, от этого Рейха. Там. У немцев был Нюрнбергский процесс, официально был. Да. И вот это же поколение у них прошло, их там учили, это все, как бы, что это наказывалось, ну, не только там, что учили это, ну, это нехорошо, как детей вот это все поколение росло. Они избавились от этой, получается. А тут это не было. И эти сами же русские простые, вот это, люди страдают от этой же идеологии русский мир, который вот советский был. Там мы всех победим, ура, 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 мы там первые, мы лучшие, это трали-вали. В этом фундамент лежит. И вот они сейчас, вы говорите там в Украину, да, они не жалеют, они людей. Это же вот депортация или как. Да им в расход, им не жалко это своих людей они не жалеют, там надо будет, они там самолет собьют для того, чтобы для какой-то своей, для оправдания какого-то действия, они там все, что хочешь, и там и дома подорвут, и самолеты собьют, и со своими там сожгут. Кстати, вот этот вопрос я хотела, знаете, кому задать. Подождите, извините, очень важный, у нас просто тут есть очень важный, это очень важный вопрос, я хочу его просто задать господину Хусейну Исханову, если можно, или если нельзя, то Аслану Арцуеву можно задам? Да, слушай. Можно, мы слушаем. Можно спросить, как вы считаете, вот какой момент расчеловечивания произошло? Первый раз, вот я просто не могу отловить эту точку, когда человек, когда у него вот этот культурный слой, да, он вроде бы был сегодня вот я, например, очень, там до 2000 года я очень часто там ездила в Москву, были очень тесные связи там, и я все равно вот эту нотку, я ее все равно відчувала, як то кажуть, да, но я не понимаю, в какой момент наступает вот это резкий переход просто в животное состояние убийц. Почему? Что случилось вообще с российской головой, вообще вот с коллективным этим сознанием, да, что общество не осуждает, как на вашу думку, почему это произошло? То есть общество должно это обсуждать, это должно вызвать немеренное общественное осуждение, а сейчас мы не видим этого осуждения, я не знаю почему, и либо оно не попадает в пространство, как это сказать, ну, дискуссий наших. Что случилось, вот эта точка сборки у них, когда у них кукушка слетела, вот этот момент, когда произошел, я не могу это сказать. Ну, например, вы жили где-то в России, нет? Среди русских? В Москве. Москва это немножко другое. Наездами такими. Да, не, Москва это совершенно другое. Это там разный люд, всех национальностей. Там немножко другое. И надо в России, да, чтобы понять русского, да, надо пожить где-нибудь на периферии, где-нибудь в провинции. Вот там вы увидите настоящий русский мир. Вот эти русские, да, которые воюют там с вами, с другими, с нами, они именно оттуда, они не из Москвы приезжают же, да. Москвичи, как правило, там уходят от службы, отплачиваются, ну, по-разному. Они хотят служить в армии, ну как-то, или служат, может быть, где-то платят в регионах, близких к Москве. А вот остальной народ, да, крепостной, он с детства такой. Но вы считаете экономическая, вы считаете экономическая причина в этом?
Не экономическая причина. Дело в том, что в России, да, нарушена вот эта семейной традиции. Нету. У украинцев есть семейные традиции. У чеченцев есть семейные традиции. Вы знаете своего отца, бабушку, прабабушку, там еще кого-то. Например, я знаю там своего, вот любого чеченца спросите, они знают дедушку, бабушку, там черт его знает, до какого колена. То есть у русских этого нету. Вы посмотрите любую, просто возьмите на ощупь, да, любую сказку русскую, любую, которая в голову придет, сказку. Посмотрите, с чего она начинается, эта сказка. С нищеты. Ивана Дурака. Нет, хоть какой бы ни был, да, там просто в любой сказке... Ничего, главное, не меняется. Безотцовщина. Там самое главное, да, что безотцовщина. Там нету вот бабушка, дедушка и внучка. Например, Дед Мороз, да, русский Дед Мороз и внучка. Где папа, мама, у этого дедушки, у этой внучки папа, мама же должен. Там Аленушка и братец Иванушка возьмите, там соломенный бачок, как-то бычок, соломенный бачок, то же самое, дед, баб и внучка. То есть это крепостные крестьяне, да, которых продавали за собачек, меняли вот в те времена. То есть это те времена, когда мы говорим, да, те времена, крепостное право, в нашем понимании это как будто 1000 лет назад было. А нет, это же было буквально вот 150-160 лет назад. Вот это крепостное право, это же буквально небольшое поколение. Вот я был в 2000 году в парламентской ассамблее Совета Европы из Чечни, из воюющих, приехал туда на одну конференцию и был на заседании парламентской ассамблеи. Там разговаривал с Ковалевым, Сергей Адамович Ковалев, он тоже юлил тогда, тоже там хитрил, в общем, проталкивал свои вот эти российские дела в этой парламентской ассамблее. Но у меня к нему, в общем, такие вопросы возникли, да, я был очень недоволен его поведением там. И когда мы с ним начали говорить, я вот то, что я сейчас говорю о русских, сказал, что это не народ абсолютно, русской такой национальности, во-первых, нету, да. Вот есть украинцы, это национальность, чеченцы, национальность, тысячелетние традиции, да, ты можешь историю любую посмотреть везде, это есть, но у русских нет никакой истории. Как народ, они вообще не существует русского народа в природе. Это сборные там со всего мира по ниточке собрали, коммунисты сделали из него какой-то народ русский. Даже при царской России была Русь, но не было там русского люда. Эти крепостные крестьяне были, это же не народ. И вот с тех когда я этому Сергею Адамовичу вот, об этом говорю, и он мне говорит, да, ты знаешь, вот меня воспитывала моя внучка, то есть бабушка, его воспитывала бабушка, которая была крепостной крестьянкой, то ли у его отца, я сейчас не помню, то ли у дедушки. В общем, этот Сергей Адамович Ковалев, который в наше время жил, вот недавно он умер, его воспитывала крепостная крестьянка, да, ихняя. Вот представьте, как это недалекое время. И поэтому эти традиции, когда человек, например, я знаю, просто с уважением огромным отношусь к украинским семьям, к украинским традициям, они очень похожи на наши традиции. Уважение к старшему, отцу, бабушке, дедушке, там, в избе, там, красота, чистота и так далее. То есть этого нету у русских. Нету, вот многие, посмотрите, сегодняшней жизни даже, да, многие люди, вот эти солдаты, которые там бегают, да, они не знают, кто их не отец, по большому счету. Они ни за кем не отвечают за свои действия, ни перед отцом, которого нету, да, ни перед матерью, которая тоже ему там до лампочки, а там бабушки, дедушки, и говорить нечего. Например, у нас, если я здесь живу, я живя в Австрии, да, вот я взрослый человек уже, живу в Австрии, если я что-нибудь такое совершу, у меня есть старший брат, там еще какие-то родственники, дяди и так далее, то они меня будут как бы упрекать, там, ругать и так далее. У нас это нормально, я не имею права вести себя неправильно. Вот я вынужден всю жизнь, да, любой чеченец вынужден, нормальный чеченец, часто и ненормальных тоже появились, вынужден себя вести как, я не знаю, как там, вот,
в рамках, да, как военный какой-то, который никуда налево, на шаг направо-налево не может. Вот я жил в этой России, я жил в Рязанской области, и вот даже в советское время при Горбачеве, вот когда я там работал в Рязанской области, при Горбачеве, ну, Советский Союз, школьницы, если, например, дети заканчивали среднее образование, ну, школу заканчивали, обычно сельскую, но свидетельство или аттестат, если должны были им давать, то они обязаны были, им не давали паспорт, да, еще при Горбачеве, не давали паспорт, и они обязаны были, мальчик, работать 1 год в сельской местности, ну, там, кем он там, скотником, да, а девочка дояркой, вот, в сельской местности дояркой или там какой-то другой. То есть год эти молодежь обязана была в селе, чтобы не ушли работать в этом селе. За это время они спивались, естественно, да, потому что там контингент, коллеги по работе, алкаши, они спаивали, и вот поколение за поколением вот спаивали и спаивали. И таким образом, ну, вот получается, что от них рождаются точно такие же и дальше, и дальше. То есть там, если мы говорим о городе, вот я вчера тоже там рассказывал, здесь я не помню, рассказывал, писал сегодня, ну, украинцы там говорят, например, груз 200, вот сейчас русские, если начнут солдат погибать, и груз 200 пойдет в Россию, от России там мамы скочат и будут выть там и так далее, то есть будут забастовки, там эти движения разные, демонстрации антивоенные. А я вам скажу, что не будет, да, не будет. Хоть там 1000 в день будете убивать русского, да, не будет демонстрации. Почему не будет? Потому что они же тоже не дураки. Они не берут в армию, не берут туда к вам на войну из Москвы. Из Еще нарожают, после. Не то, что нарожают. Они это делают хитро. Они как у нас это делали. У меня были во время войны, да, первой войны, я собрал пол мешка военных билетов в Грозном. Ну, штаб приносили к нам, штаб, я там складывал мешок, думал, после войны создам музей, туда положу их. И вот эти военные билеты, я когда смотрел, да, эти военные билеты, эти пацаны, которые пришли воевать сюда к нам, русские вот эти солдаты, они были из таких деревень, да, о которых я вообще не слышал даже. Из таких глубинных районов. Их набрали где попало, откуда попало, городских практически, там никого не было. И самое интересное, да, вот когда, например, из какой-то глубинки или там призывают из глубинки, ну даже в ту же какую-то Москву, может быть, солдата, и оттуда его посылают в Моздок, ну на войну к нам, чтобы в Моздоке формировались эти отряды все, группировка войск. И нет у этого солдата военном билете отметки, что он прибыл в новую воинскую часть. Стоит штамп, что он выбыл из воинской части, оттуда из России, да? Штамп о прибытии воинской части нет, у многих не было. Это что им дает тогда возможность, когда этот солдат погибает, да, просто списать его на без вести пропавшего. Все, из части вышел, черт его знает, куда он пошел, а его уже нет. Бубликом вот такие, подавился. Да, для них вот это солдат, там, они ничего не стоят. Я видел этих солдат, ну, мне там посчастливилось 2 раза в плену побывать даже, видел вот грязь их, все. Там внутри на Ханкале был, и в Москве, в Лефортово был, там потом обменяли и так далее, там процедура была целая. Ну, ведут они себя, да, вот, ну, я не знаю, как вот нормальные люди, да, со скотом так себя не ведут, как они ведут с человеком другой национальности, да, просто другой национальности. Если, например, вот как украинцы, да, вы немножко говорите на своем языке, у вас свой язык родной, там, когда вы говорите, может быть, акцент, и для них этого хватает, да, для русского хватает, чтобы с вас прикалываться примерно. Они вас ненавидят, потому что у вас вы народ, да, они вас ненавидят, потому что у вас своя культура. Вот вы не хотите быть на них похожими. Вот это ненависть у них. Точно такая же ненависть к нам у них, точно такая же ненависть
в Афганистане, помните, там душманы там, и так далее, вытворяли эти солдаты что угодно в Афганистане, в любом месте, даже после Второй мировой войны, вот в Германии то, что русские солдаты делали, вот написано в книгах везде, детей, малолеток, насиловали всех женщин, бабушек, дедушек, там всех подряд. То есть это ужас, что делали. Это менталитет этого народа. Они не стали такими, они всегда были такими. Спасибо большое. Вот эта точка маргинализации, просто вот если мне сейчас, допустим, взять автомат в руки, да, я не смогу в упор убить, ну, как бы врага. Вот, извините за такое отступление художественное. То есть что, вот эта проблема, что они убивают... Так и я не смогу, так и я не смогу. Я был на 2 войнах, и я не смогу взять человека, например, смотреть ему в глаза, его расстреливать или убить, зарезать. Я тоже не смогу. Это любой нормальный человек не должен мочь. Вопрос в том, что они могут, понимаете? Вот откуда вот этот ужас. Не, вот я хотел по этому поводу сказать пару слов, если вы разрешите, Хасен. У нас, у чеченцев, есть такая культура, вот среди старших уважать, там, когда заходят старшие, даже не старшие, кто-то заходит там вставать. Ну, особенности культуры у нас такая. Например, не садишься с отцом кушать, там, если он не посадит тебя рядом, короче. В общем, не сидишь, встаешь. В общем, такое дело. Культура, у каждого народа своя культура. Вот как-то я с отцом, отец мне сказал, как-то говорит, сын, говорит, когда я был в Украине, я слышал, что ты там в Украине, о тебе я слышал, женщины говорят о тебе, а у нас отцом нельзя о женщинах говорить там. Вот. И отец мне говорит, я слышал от женщин, что они о тебе отзывались, типа. И у меня волосы дыбом что-то. Я говорю, а что случилось? Они говорят, он говорит, что видели тебя в Киеве, что ты там, ну, им помог, там, в общем, чем смог, помог, типа такое. И вот, и когда я ему сказал, я же, говорю, я не имею права другим быть, я как бы твой сын, и другим ты мне не смог бы разрешить другим быть. Я такими есть. Вот так у нас воспитывают детей. И что я хотел по этому поводу сказать, по поводу русских. Ну, у них воспитание такое, что, как сказать, ну, полное отсутствие воспитания. Более того, даже, ну, лучше, наверное, скажет академик Павлов про этих людей, может, вы и слышали эту цитату, должен высказать свой печальный взгляд на русского человека, говорит он. Он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами. Это русский академик, вы знаете, Павлов был такой, на собаках там это делал. И точно, очень точно выразил свою характеристику о русском человеке в своем произведении «Собачье сердце», как его вылетело с головы, писатель. Да. В общем, точное определение там. Нет, у вас в мозгах, говорит, разруха, говорит, не в стране разруха, а в мозгах, говорит, разруха. Вот, понимаете, это вообще, я не пойму этих людей. Вот, но я думаю, что академик Павел точно выразился. Просто их рефлексы координированы не с действиями, а со словами. То есть нету причинно-следственной связи у этих, я бы сказал, ну, скажу, людей. Трудно, конечно, назвать людей. Но не все, конечно, там очень бывают очень достойные люди среди русских тоже, понятно, что хотел вот так вот выразиться по поводу
поводу людей русских? Ну вот у меня мнение, меня слышно, да? Слышно, слышно. Я вот с культурой я согласен, за этим стоит культура, и ну, немножко я вот это не согласен, то, что по биологии, ну, это как его взять, да, мы примерно все люди одинаковые, там будет какой национальности, без разницы. Вот эта культурная среда, вот это, да, вот в которой она веками, вот это все идет, и я вот это говорю, сейчас называется русский мир, да, как бы. В принципе, я как бы считаю, что люди биологически примерно одинаковые. Да, есть различия, даже в одной семье, и то мы все разные. Там, да. А так прям по национальности я как бы... Просто, с одной стороны, именно, да, подвержены, вот, например, среди моих, да, там, знакомых или кто, да, и именно вот эту пропаганду мне в нее там, это именно русские, вот, да, вот. Хотя там и разные национальности есть, но в основном массе это на них влияние идет, их с детства это накачивают этим русскими ура, мы всех там до Берлина дойдем, мы там всех порвем, там, на самом деле сидит там, блин, у себя разберитесь нормально, жизнь настройте, какой вам Берлин там или еще куда-нибудь там, Украина или еще что-то, да, там. И вот это идет, конечно, как культура это. Я больше склоняюсь, это культура, а культура это же как, это среда социальная, это как вот, ну, это культивируется с детства, как бы, это привносится, это не врожденное. Я вот с этим не согласен, потому что люди врожденно, ну, как бы, мы примерно биологически мы одинаковы, у всех там кровь. Заметьте, они нас квалифицируют по национальному признаку, в этом вся суть. Вы призываете их квалифицировать как людей, правильно? А они нас квалифицируют как нацменьшинство. Вот в чем вопрос. Русадам, они, наверное, тебя назовут чуркой. Да, там как так они... Вот только так и называют. Черножопый, чурка. Да, они не скажут, что ты биологически... Слушайте, после этого этот ролик придется удалить с YouTube. У них каждому есть. Ну это, как вот сказать, это еще с царских времен, это имперская политика. Это все завязано, вот эта культура завязана на этой имперской политике. Это когда государство самое главное, люди это как расходный материал. Сами же эти русские, там, которые вот подневольное население, они расходный материал. Это еще с царских времен же шло. Вот эта идеология, это имперская была, имперская идеология она строилась. Это вот начиная с Москвы маленькой, и вот так разрасталось, и как бы главное государство. Я вот так, ну, думаю, так я вот. Прав, не прав, я думаю, это... И вот их послушаешь, это и правда, для них главное государство, вот это. Не человек, там, жизнь, там, это все расходный материал. Тем более другие народы вообще, они своих не считают за людей, там, могут закапывать их. Других вот тем более не будут считать, там, они в ноль могут там всех... Как-то мы... А меня слышно обратно? Это у меня микрофон? Слышно, это... да. Как-то вот я еще молодой пацан был, и вот это, ну, это школу уже закончил, потом это, как-то разговор был про Чечню именно. А я вырос в поселке, у меня соседи были чеченцы, ну, немного у нас по поселкам было разбросано там. И тут, и у меня родственники есть тоже еще чеченцы, как бы через это, как это по-русски сказать, сваты там и так далее. Казахов бажа говорят еще. Это вот у меня дядька Руслан, например, это с моим братом, там у них жены общие, короче, такое. И это уже другое, мы переехали, там другой, как-то разговор, я поехал... Общие жены или раздельные жены? Жены у них сестры, получается. Это как, у брата моего и... я понял. Да. И это... Короче, я вот это запомнил. Там люди... Это, короче, у моей... Это после школы одноклассница, свадьба была.
И там все гуляли, собрались, они в городе уже, мы там в город приехали, и тут весь там с нашего поселка много людей было. Я этих людей знаю, там, отца моего, там, дружили, там, взрослые, такие взрослые люди. И они выпившие сидят, разговаривают все, да. И вот начали, это как раз вот Чечня, прошла эта война и так далее. И эту тему кто-то поднял, я не знаю, разговаривали. Я запомнил, взрослые люди с моим отцом ровесником, ну, уже такие там по 50-60 лет взрослые люди. И я помню еще один этот дядя Леня, я его всегда думал, такой хороший человек, ну, он такой веселый, такой. И он сам вообще белорус. Что интересно, такой он на баяне. И он тогда еще помню, он говорит, кто-то там предлагал, говорит, надо было, говорит, их там каким-то оружием, я не помню, какой-то, он говорит, то ли ядерный, не ядерный, какое-то такое оружие мощное. Он говорит, надо было пройтись по всей Чечне, и не было бы тогда Жириновский сказал, бомбу атомную сбросить и оставить одну яму. Да, а там еще какой-то есть, он что-то говорил, какие-то есть мощные такие... Господь бомбу скоро сбросит на это. Снаряды такие есть мощные, которые выжигают там площадями. Есть же оружие, которое площадями уничтожает, там, квадратными этими, как гектарами целыми сносит. Ну, такие мощные вот эти проходят. И вот они вот это обсуждали. Надо было, говорит, вот это пройтись, чтобы эти солдаты не гибли. И вот эти темы, они вот эти вот. Вот и я вот тогда вот смотрю, кажется, нормальный человек, а вот выпьет, они когда же от души там говорят, и вот эти темы вот эти, и это постоянно, и сейчас это там про Украину говорят там, и... А что-то я хотел сказать, я забыл тему какую-то. Кстати, США и Европа объявили первый пакет санкций против Российской Федерации за начало вторжения в Украину. Да. Кто не знает уже, как его заявил об этом Юрий Швец, информация из официального канала получается. Так что дай бог, чтобы интересно узнать, что за санкции там они ввели. Хорошо бы было, чтобы по самые, как говорят. В общем, такие дела, господа, информация такая поступила. Извини, Рус-Адам, что я перебил тебя. Говорите, я слушаю. Просто я вот даже вот в эту тему, как сказать, я думаю, ну, не стоит ожидать там, как бы от США или еще кто-то там, что прям какие-то там от них помощь. Ну, как бы... Я думаю, все-таки у каждой страны свои интересы есть. Вообще. Для них это главнее, свои интересы. И как бы рассчитывать. Спасибо, вот сказать даже вот то, что помогают, что-то хоть делают. Если, Рустам, если столько, хотя бы половину помогли бы нам американцы, как скажем, в Украине, столько оружия, точно Басар дошел бы до Москвы. Да. Ну, видите, уже у них договоренность была, как бы, и другие времена было, что там, типа, мы дружим, там, Москва с ними, там, типа, сотрудничаем, да, как бы не лезьте, это наше внутреннее дело. Вот, ну, и их тоже можно понять, кого-то где-то, когда там они не пошли там за Грузию, там, что-то заступаться, там, как бы... Я понимаю где-то вот эти свои интересы, как бы, свои народы, у них требования какие-то. Каждый сам... Подождите, просто, конечно, вот... А почему вы говорите, что они не заступились за Грузию? В итоге они-то за нее как раз в итоге... Нет, ну, я не в таком смысле масштабе, как могли бы там мощно бы, да, пойти прям и прям вот сказали бы там, вот это только нарушение там границы, там, все, убирайте или раздолбать. Они же могли раздолбать эту всю технику российскую. Ну, могли, в принципе, пойти на это. У них же там у России есть атомное оружие, и вообще-то другие страны, если нет договора, не воюют вообще за другие страны. Вот сейчас Украина, ну, вот в смысле, вроде я бы говорю, меморандум они там подписывали и вроде гарантировали там защиту и все такое. Но мы благодарим за то, что хотя бы джавелины там и байрактары поставляют, еще там что-то политически помогает. Это мир чуть-чуть другой.
Да. По идее, Грузии помогли, очень сильно помогли. Если бы нам помогли хотя бы как Грузии, мы смогли бы хотя бы отстоять свой суверенитет даже с потерей части своей территории. Было бы очень хорошо. Но над нами устроили геноцид, и Грузии помогли. Очень, да. 5 дней всего лишь война была. Но все-таки территорию Грузия потеряла, как бы, вот, ну, сколько там, 20%? Государство осталось. Она небольшую территорию потеряла, и сейчас она потихонечку ползучая оккупация есть. Все это есть. Ну, никто не будет за нас воевать, никто не поедет воевать в Украину, американский солдат не поедет туда воевать, английский тоже. Хотя, конечно, по закону, по правилам, раз гарантировали, то должны были уже десант высадить и союз заключить хотя бы какой-нибудь военный с американцами и англичанами. Но мир такой. Как он объяснит, как погибли, тот же политик, как он объяснит, как погибли американские или английские солдаты и ради чего погибли, если по Украине, допустим, они погибнут. Да. У них же отчетность еще есть перед народом, типа, вот, они же не могут это так, тысячами раз. Да. Это нет. Никто не будет воевать, ну, по крайней мере, никто не воюет. Может, чеченцы едут куда-то воевать. Люди, ну, государства сейчас уже другие. Да, Жень, пожалуйста, вам слово. Я еще хотела, вот хорошо, что вы затронули эту тему насчет погибших, да. Ведь не случайно же они скрывают сейчас свои потери. Они их скрывают, если я не ошибаюсь, не сразу они их начали скрывать. Они их скрывать, по-моему, где-то в районе 2015 года начали. То есть законодательно ввели, что мы потери российской армии типа не обсуждаем, не показываем, не публикуем. И вот. И почему я подняла эту тему? Для них люди, почему я, во-первых, опять это упираюсь? Для них люди, это как, понимаете, чайная пыль. Они свои потери не то, что... Я думаю, что они их не публикуют, потому что они их сами не считают. Потому что вот когда начались активные боевые действия, никто не понимал, сколько... Мы могли понять, сколько на той стороне погибло только по каким-то сводкам, по каким-то соцсетям, там, где пишут, там, вот, погиб такой-то, помогите материально, там, такого плана, да. Вот, но в итоге у нас там один из очень таких вот, очень дотошных волонтеров, они нарыли такой документ, оказывается, в России есть такой документ, называется, это не закрытая часть военного бюджета, называется количество флагов на гробы, на военные похороны в год. И вот знаете, сколько там в год? 8500, вот последние вот эти годы, когда идет война с Украиной. А вот эти планы все, значит, это была цифра найдена где-то, по-моему, то ли в 17 году, то ли в 19, нет, раньше, вру, где-то 17 год эта цифра была найдена. И все, конечно, ужаснулись. Но сюда входят все похороны на самом деле. Знаете, там не только военные, вот как бы, которые прямо на войне погибли, но там еще какие-то там ветераны, которые за счет военкомата хоронятся там. Ну, вот такого плана, да, то есть это не все потери можно отнести как бы себе на фюзеляж, да, вот, но что я хочу сказать, вы вдумайтесь в эту цифру, 8500 флагов на гробы в год, каждый год умножить на 7 лет войны, то есть вот какие потери на самом деле они сейчас несут и которые они тщательно скрывают. И потом, когда они вот это законодательно выделили землю для массовых захоронений, потом заказали, опять же заказали 50 тысяч гробов для захоронений. Это же все, это вот эти цифры, которые они считают, что окей, что они потратят столько людей, столько смертей. Это же они убивают, получается, и своих в этой мясорубке, правильно? И никого это не считает, никто не считает, что это проблема. Потому что их никто, целиком эту цифру никто никак не посчитает, не озвучит нигде. Вот, а при этом Россия тоже, опять же, у нас там кто-то посчитал, примерно что-то 60 миллиардов долларов в год тратится пополам на пополам, 30 на республики и 30 на обмундирование, военную технику, боеприпасы, то есть 30, ну даже, допустим, если убрать 30 на республики, остается 30 миллиардов долларов в год, каждый год войны
Да еще вдумайтесь, разве эти деньги не нужны внутри самой России? То есть разве все вопросы порешали, все мосты построили, там школы, дороги, там медицина, еще что-то? Это же все деньги и люди это тоже ресурс, и они тоже с ним не считаются. Вот это вот, конечно... Ой, ладно, все, молчу, Господи. Хорошо, спасибо. Да, Ибраим, пожалуйста. Чуть раньше у вас была тема насчет того, что Запад не помогает, как бы не помогает. Вот я бы хотел подчеркнуть это, что вообще-то все, что сегодня Россия творит, я это в прошлый раз говорил, и сейчас хочу подчеркнуть, это попустительство Запада, которого стоит, имеет потенциал огромный и стоит на страже вот этой демократии. Но там тоже сложно, потому что нужно тоже разобраться правильно, кому помогать, как помогать. Если в нашем случае, да, то Россия сделала все информационно, чтобы нашу борьбу, наше национальное освободительное движение превратить в какую-то религиозную, деятельность, да, по установлению, я не знаю, религии во всем мире. Это чисто вот их продукт, который они нам пихнули. И, к сожалению, вот с их подачей просто они так хорошо сработали, что с нашей стороны, да, со стороны чеченцев, как бы подхватили это дело. Ну, вот получилось так, что в нашем случае у нас не получилось там получить какую-то помощь от кого-то. Плюс еще русский мир, он тоже у них, вот надо отдать должное, они в плане идеологии, в плане подкупа, в плане пропаганды, вообще им нету равных. Они действительно очень хорошо как бы развиты в этом направлении. И вот если взять вот этих политиков, которые здесь, даже вот Австрию, если взять, мне вообще смешно, я удивляюсь, вот как здесь было уже пару лет назад, когда все правительство, против всего правительства, отправили в отставку, 6 министров. Потом одного этого канцлера восстановили, их разоблачили в коррупции, там где-то одна партия вообще, лидер партии на вот этом Ибице, испанском острове, всем известно, это видео было, где там с русскими олигархами они Австрию продают, одним словом. Австрийские, позиционирующие себя националистами люди. А потом позже уже вот этот канцлер Австрии Курц, тоже друг России, вот потихоньку его выдавили тоже как бы. Народ здесь, одним словом, народ это не быдло, ничем вообще не похоже на русский мир. Поэтому демократия как бы здесь восторжествовала. Этого отстранили. И что интересно, этот отстраненный, вот недавно я газеты читаю, этот отстраненный бывший канцлер собирается продолжить свою карьеру в Америке. Это вообще прикольно, да? Тут он друг русских, друг России, пытается их политику как бы всем привить здесь, в Европе, навязать, этот русский мир. Там, на свадьбе даже где-то Путин приезжает, они встречаются здесь. То есть вот этот Путин, его вот сделали таким, как бы подсадили ему.
А затем этот друг Путина не в Мухасранск едет туда, а пытается в Америку попасть, чтобы там свою карьеру политическую продолжить. И, на мой взгляд, отношения с Путиным у него все еще остаются, да? Ну вот как-то так они пытаются, вот Россия влияет, не то, что пытается, все равно у них есть свой потенциал здесь, на Западе, и поэтому все равно, поэтому Запад не так агрессивно, как бы, не так активно реагирует на происходящее. Благодарю. Мегер, ну так, вот я дайер зевой. Мегер, Аслан. Да, вот уже. Аслан, на русском языке ведем стрим. Стрим на русском языке. Я говорю, надо, ну, давайте завершать стрим. Мы уже почти 5 часов в эфире. Спасибо всем, кто принимал участие. Ждем вас на следующих наших стримах. Давайте будем поднимать эту тему. Сейчас это очень важно для Украины, поддерживать Украину. Спасибо, что поддерживаете, смотрите и участвуете. Всего самого хорошего. Адикюэль, Масера, Машваль, Вижде, До свидания всем. До свидания. До свидания, спасибо. До свидания.